Всем привет! И в этом видео давайте научимся создавать модельные окна. У нас может быть на сайте любой элемент. В данном примере это простая кнопка. При клике на эту кнопку у нас появляется модельное окно. Также существует простое наложение, цвет фона, background. И внутри нашего модельного окна существует крестик и кнопочка «Закрыть». При нажатии на крестик наше модельное окно будет скрываться. Аналогично, если мы будем нажимать на нашу кнопку «Закрыть», модельное окно также будет скрываться. То же самое мы пропишем логику на наш оверлей. При клике на наш оверлей в любое пространство, наше модельное окно также будет скрываться. Далее мы пропишем логику на клавишу Escape. При нажатии на клавишу Escape модельное окно также будет скрываться. Контент может быть любым. В данном примере здесь у меня просто простой какой-то заголовок, изображение, и также существует кнопка «Обновить изображение». При клике на эту кнопку у нас будет подгружаться рандомное какое-то изображение сайта Unsplash. В этом видео давайте заверстаем наше модельное окно, стилизуем его, и в следующем видео поработаем над логикой. Давайте начнем. По структуре у меня здесь в теге head подключен шрифт робота. Подключать его не обязательно. Я подключил его с сайта Google Fonts. Конечно, код весь будет приложен к этому видео, не переживайте. Далее у меня подключается сам файл CSS и файл с JavaScript. В теле body давайте начнем верстать наше модельное окно. Я создам простой div, класс будет model. Внутри этого дива у нас будет весь контент нашего модельного окна. Далее у нас будет какой-то заголовок у модельного окна. Давайте сделаем заголовок первого уровня. И класс будет model title. Напишу сюда заголовок модельного окна. Сохраню. Далее давайте добавим крестик. Давайте разверну эту структуру, чтобы максимально было понятно. У нас будет крестик. Мы можем использовать тег button здесь. Давайте сделаю класс сразу. Давайте сделаем model close и дадим второй класс model x. Почему я даю здесь два класса? У нас есть кнопочка «Закрыть» и будет крестик. Один и тот же класс. Мы повесим обработчик события на этот класс, и при клике на этот элемент button мы будем скрывать модельное окно. А класс model x мы просто будем стилизовать наш крестик. Можно подгрузить либо какое-то изображение, либо создать при помощи CSS, либо мы можем использовать, например, HTML спецсимволы. Давайте я открою здесь спецсимвол HTML, ссылку я оставлю в описании, и найдем какой-нибудь подходящий нам элемент. Здесь у меня будет знак умножения. Давайте я скопирую этот символ. Далее открою Visual Studio Code, и мы подставим таким вот образом. Если я перейду на сайт наш JavaScript, открою вкладку, мы получаем такой вот крестик. Внутри теги button у нас есть крестик. Давайте разверну Visual Studio Code и продолжим верстать. У нас будет параграф какой-то. Давайте сделаем класс model description, сокращенно Descar. И при помощи lorem.ru я нажимаю, точнее после lorem.ru пишу 20 слов, и у меня подставляются 20 каких-то рандомных слов. Далее у нас будет какое-то изображение, пускай будет также div с классом, например, model image. Внутри этого дива у нас будет тег img. Путь к изображению пропишем давайте на сайт Unsplash при помощи https source.unsplash.com, далее слэш, указываем рандомное изображение и размеры нашего изображения. Например, пускай будет 700 на 700. Далее по нажатию на кнопку «Обновить изображение» мы будем рандомное какое-то изображение подставлять. Также у нашего тега img давайте создадим какой-нибудь класс, пускай будет просто img. Я сохраню, перейду на сайт, изображение рандомное подгружается. Все пока нормально. Хорошо. Давайте снизу здесь у нас есть div с тегом с классом model img. Давайте я его скрою, чтобы не путаться. И скрою здесь параграф. У нас есть, модельное окно, контент может быть любым, там неважно форма. В данном примере у нас просто заголовок и какое-то будет изображение. У нас будет также две кнопки после изображения. Давайте я создам div с классом model, пускай будет random image.
И внутри этого дива у меня будет две кнопки Button. Первая кнопка будет обновить изображение. А вторая кнопка будет просто закрыть. Мы будем закрывать наше модельное окно. Класс у первой кнопки давайте сделаем следующим. У меня будет первый класс Model BTN. Давайте рандом назовем, здесь не важно. И у второй кнопки закрыть также добавим пару классов. Первый класс будет Model Close. Мы такой класс уже давали нашему крестику. Я напоминаю. Так, где у нас здесь крестик? Вот он, Model Close. Мы даем один и тот же класс. Будем вешать обработчик события и будем закрывать. Либо по крестику, либо по кнопке нашей Button закрыть. Также у меня будет здесь второй класс. Model Close BTN. Мы будем стилизовать наши кнопки. В принципе, можно было дать один и тот же класс. Просто мы можем дать при помощи этих классов разные, например, какие-то стили. Этот класс у нас строго будет закрывать наш элемент, а этот класс для какой-то, например, базовой стилизации. Здесь, думаю, понятно. В принципе, модельное окно мы с вами сверстали. Давайте я его скрою. И под нашим модельным окном я также создам здесь div какой-то. У меня будет div с классом Overlay. Overlay. Сохраню, и будет кнопка. Также у меня будет какая-то кнопка при помощи тега Button. Давайте я сделаю класс BTN. И у меня будет текст. Показать модельное окно. Сохраню. Давайте перейдем на сайт. В принципе, все у нас нормально. Давайте теперь дадим стили. Здесь я могу просто взять, выделить весь код, нажать вторую кнопку, правую кнопку мыши и при помощи ECSS Tractor скопировать все классы. Далее вставить эти все классы, и мы можем задавать какую-то стилизацию. По умолчанию у меня установлены такие классы. Для HTML font size 62,5%. Это, например, 1 rem будет равен 10 пикселям. И для body такие вот стили. Так, давайте я здесь сверну и займемся стилизацией. Начнем с нашего модельного окна. Это div с классом Model. Пропишем следующие стили. Например, у меня будет, давайте, ширина. Пускай будет ширина в 50 rem, то есть 500 пикселей. Ширина 50 rem, 500 пикселей. Далее позиция будет fixed. Зафиксируем наше модельное окно по центру нашего окна браузера. Далее у меня будет сверху 50% и с левой стороны также 50%. Контент сдвинулся. Теперь мы должны высчитать этот процент при помощи свойства transform translate минус 50% по x и минус 50% по y. Мы точно ставим контент по середине. Далее можно дать внутренние паддинги по 20 пикселей. Давайте установим какую-нибудь рамку, бордер, пускай будет в 2 пикселя. Сплошная, solid и какой-нибудь цвет, например, 676 пусть будет серый. Так, 86E, по-моему. Да, вот у нас рамка здесь появилась. Давайте займемся далее стилизацией. Здесь у нас после модельного окна Model Title и кнопка, да. Эти два элемента, заголовок модельного окна и крестик, мы должны поместить в один div. H1 элемент и button. Давайте это все я вырежу, Ctrl-X. Далее создам еще один какой-нибудь div, пускай называется Model, например, блок. Вставлю здесь эти элементы. Посмотрим, пока на сайте ничего не изменилось. Перейдем, давайте, в стиле. Класс у нас Model блок. Родитель нашего заголовка и крестика. И при помощи DisplayFlex выровняем их. Далее у нас свойство будет Align Items по центру. И Justify Content Space Between. Таким вот образом, пока их раскинем. Можем дать Margin Bottom у этого блока, именно дива, в 15 пикселей. То есть мы даем отступ. У нас есть div, напоминаю, чтобы не запутаться. Вот он div. Здесь заголовок и крестик. Далее у нас идет параграф. Чтобы дать небольшой нижний отступ, мы задаем его в 15 пикселей. Хорошо, давайте теперь стилизуем заголовок первого уровня. Класс Model Title. Model Title, все верно. Давайте сделаем font size в 25 пикселей. Сохраняю, плюс-минус пока нормально. Далее давайте стилизуем наш, здесь Model Close я пока уберу.
Это у нас сам крестик и кнопка. Он нам не нужен, этот класс. Стилизуем давайте Model X. Это крестик. Вот он. Давайте я покажу вам его. Вот класс Model X. Мы будем стилизовать наш button. Здесь сделаем стили следующие. Background Color я сделаю прозрачным свойство. Transparent я сохраняю. Background у нас пропал. Далее давайте цвет нашего крестика сделаем белым. White. Хорошо. И при помощи Font Size сделаем его в 25 пикселей. Это текст обычный. Мы можем давать любые размеры. Таким вот образом. Далее стилизуем наш параграф. Давайте сделаем высоту строки, наверное. Line Height свойство в 20 пикселей. Плюс-минус пока нормально. Тоже можем сделать нижний отступ в 20 пикселей. Хорошо. Далее у нас идет блок с изображением. Вот этот вот блок. Давайте найдем его. Вот он, Model Image. И займемся стилизацией. Максимальная ширина моего блока будет 100%. Далее давайте сделаем высоту в 200 пикселей. Именно div мы сейчас делаем высоту не самого изображения, а нашего div. Высота будет в 200 пикселей. И нижний отступ я дам также в 20 пикселей. Само наше изображение сделаем ширину в, например, 100 пикселей. Высота будет также у него в 100%, извиняюсь. Таким вот образом наше изображение стало как нам нужно. Здесь мы у родителя сделали максимальная ширина в 100%, оно будет растягиваться, а высота будет в 200 пикселей. То же самое мы можем Object Fit использовать свойство, чтобы наше изображение растягивалось значением Cover. И дать небольшие скругления нашему изображению. Border Radius в 5, например, пикселей. Таким вот образом. Так, следующий класс у нас Model Random Image. Давайте посмотрим, что там содержится. Model Random. А у нас здесь две простые кнопочки. Хорошо, давайте начнем стилизацию. У меня будет Display Flex, две кнопочки. Они встали в ряд, все нормально. Justify в Content я сделаю. Flex End, чтобы они стали справа. И мы сделаем отступ между ними при помощи свойства Colon Gap. Давайте сделаем пока в 10 пикселей. 10 пикселей поставили. Хорошо, все отрабатывает. Теперь давайте сразу зададим для двух этих кнопок стили. Вот у нас есть родитель div Model Random Image. При помощи пробела я выбираю все наши кнопки button, которые существуют в этом div. Паддинг сделаю в 10 пикселей внутри наших кнопок. Отлично. Далее давайте font size укажем в 16 пикселей. Жирность шрифта 700 поставим начертание. И скругление небольшое зададим. Border Radius в 5 пикселей. Таким вот образом. Следующее у нас свойство Model BTN Random. Давайте установим цвет. Это по-моему, у нас, да, первая кнопка. Обновить изображение. Давайте я использую свойство Background. Используем серый цвет такой. Отлично. Цвет самого текста будет у меня белым. И использую свойство Transition. Transition, All, например, и 3 секунды для того, чтобы мы при наведении, когда будем использовать Hover, было плавное перехождение, плавная анимация. Копирую этот класс я. Давайте используем Hover и сделаем следующее. Цвет фона у меня будет, например, желтый, а цвет моего текста будет черным. Сохраню. При наведении у нас все отрабатывает корректно. Так, следующий класс у нас идет. Это класс кнопка закрыть. Давайте цвет фона я поставлю такой же серый. И цвет текста будет белый, white. Сохраняю, все пока нормально. Также повесим на него hover. Укажем transition, all и 300 миллисекунд анимации будет. Продолжительность нашей анимации. Так, далее я скопирую этот класс здесь. Использую hover. Цвет моего бэкграунда давайте сделаем цвет кнопки, пускай будет черный. Black укажем. А цвет текста будет белый. В принципе, мы можем это не задавать. Мы здесь задаем его. При наведении у нас меняется background. Все корректно отрабатывает. Так, здесь у меня слишком быстрая анимация, потому что я указываю здесь transform, а не transition. Transition, all, 3 секунды. Теперь все вроде бы нормально.
Хорошо. Далее, что нам нужно сделать еще? У нас есть класс Overlay и класс BTN. Давайте стилизуем сначала BTN. Вот она, наша кнопочка сверху. Стили будут следующие. Паддинг будет 10 пикселей со всех сторон. Далее мы можем цвет фона указать. Тоже пусть будет сереньким. Цвет текста будет белым. Так, здесь white только. Отлично. Далее давайте сделаем внешний отступ. Сверху и снизу будет по 40 пикселей, а по бокам, например, в 20 пикселей. Хорошо. Скругление можем сделать этой кнопки. Border Radius 5 пикселей. Отлично. Далее давайте сделаем Font Size 20 пикселей. И наложение Z-индекс я сделаю у нашей кнопки двоечку. Почему двоечку? Далее я объясню. Давайте стилизуем наш оверлей теперь. Я его вырежу отсюда и вставлю ниже. У меня будет также Position Fixed. Далее сверху 0, с левой стороны будет 0, ширина будет 100%, высота также будет 100%. Далее давайте сделаем цвет фона, background color, например, такой вот цвет. Я сохраню, и мы получаем такое вот наложение. Z-индекс нашего оверлея я поставлю в единичку. Так, у нас еще есть наше все, в принципе, мы с вами все стили создали. Давайте посмотрим единственное на наше модельное окно. Так, вот у нас модельное окно. И мы можем также должны использовать здесь наложение Z-индекс двойку. Z-индекс двоечка. То есть, чтобы... Давайте я объясню подробно. Ладно, Z-индекс у нас у модельного окна 2 стоит. То же самое у нас стоит у нашей кнопки BTN. Z-индекс двоечка. А у нашего оверлея наложение Z-индекс единичка. То есть наш оверлей находится под нашим модельным окном и под нашей кнопкой. Если у меня здесь, например, background color, давайте я сделаю красным, чтобы было максимально понятно. Вот у меня такое вот сейчас наложение. Z-индекс у меня один оверлей. Если я поставлю, например, его в 10, он перекроет мое модельное окно. Я оставляю его в единичку. Далее у меня Z-индекс у кнопки. Я могу поставить, например, троечку или двойку давайте оставим. И также у моего модельного окна Z-индекс стоит в двойку. Все правильно, корректно будет отрабатывать. Давайте бэкграунд я здесь уберу. И теперь используем пару классов, добавим, точнее здесь у нас есть модельное окно и Overlay. Давайте добавим два класса Hidden. Я скопирую здесь и поставлю для нашего Overlay. Таким вот образом. Теперь перейдем в стили. Класс Hidden и пропишем свойство Display None. То есть полностью будем скрывать наш Overlay Background и наше модельное окно. Я сохраняю. Далее по клику на нашу кнопку мы будем динамически убирать наш класс Hidden из нашего модельного окна. И также будем убирать класс из нашего Overlay. И все это мы сделаем в следующем видео. Давайте продолжим. Класс Hidden я раскомментирую пока у нашего модельного окна и у нашего бэкграунда оверлея. И мы видим, у нас кнопка, получается, наш оверлей налегает на нашу кнопку. То есть, вроде бы мы здесь указывали Z-индекс для нашей кнопки, Z-индекс 2, но он почему-то под нашим оверлеем. Почему так? Потому что у нашего оверлея есть свойство Position. Если свойства Position нету, тогда Z-индекс работать не будет. У нас здесь есть Position свойство, и мы устанавливаем Z-индекс в единицу Overlay. Далее мы нашему модельному окну класс Model даем Z-индекс двойку, то есть накладываем его выше. Здесь мы устанавливаем Position Fixed, а у нашей кнопки самой, вот этой вот, так, давайте найдем ее, BTN, по-моему, да, вот она, BTN. У нас Z-индекс установлен, но нет свойства Position, поэтому Z-индекс не работает. Давайте установим Position Relative, здесь сохраню я, и мы видим кнопку у нас теперь на переднем плане. Хорошо, давайте я здесь теперь верну, как было все, или пока оставлю, и получим различные элементы, пропишем логику. Нам нужно сначала получить нашу кнопку, класс у нашей кнопки. Давайте посмотрим, какой. Так, я навожу на нашу кнопку, класс просто BTN. Создам константу, пускай называется BTN Open Model, или давайте BTN Model Open, разницы никакой нету. BTN Model Open.
Присваиваем объект, вызываем метод querySelectorAll и получаем нашу вот эту вот кнопку. Далее давайте получим само модельное окно. Класс у нас model здесь. Я создаю константу также, пускай называется model, document, querySelector и получаем model. Теперь давайте получим класс, чтобы могли закрывать по нажатию на крестик и на закрыть. Получим эти два класса. У нас установлен один и тот же класс. Вот он, model close для крестика. И если я наведу на нашу кнопку, также у нас есть класс model close. Я его скопирую, перейду в Visual Studio Code. Давайте создам константу model close пусть будет. При помощи документ объекта, document querySelector all. Мы выбираем здесь коллекцию несколько элементов, извиняюсь. Если мы выбираем несколько элементов, соответственно, нужно использовать document querySelector all. Если мы выбираем один элемент, мы используем метод querySelector. Про это мы уже с вами знаем. Далее давайте получим overlay наш, background коричневый. Класс у нас просто overlay. Я создам, как обычно, константу. Document, querySelector, наш overlay. И получим само изображение. Так, класс у нашего изображения, давайте я посмотрю. Класс у нас просто img здесь. Давайте получим наше изображение. img. Мы получили все нам нужные элементы. Теперь давайте добавим классы к нашему модельному окну и к нашему оверлею. То есть здесь у нас был класс hidden. И оверлей также у нас будет hidden. Сохраняю. Теперь у нас ничего не работает. Все правильно, так как у нас у класса hidden есть displayNone свойство. Теперь давайте создам я здесь функцию какую-нибудь простую. Например, у меня будет function. Так, при помощи константы я создам function expression. Const model open, пускай функция называется. Это будет у меня стрелочная функция. Далее, что я сделаю? Я обращаюсь к нашему модельному окну. Вот у нас класс model, модельное окно. И при помощи знакомого нам свойства класс list я удаляю класс hidden. Теперь давайте по клику повесим обработчик события. То есть мы будем нажимать на эту кнопку, и у нас будет открываться модельное окно. Класс у нашей кнопки мы получили. btn open model. Я обращаюсь к кнопке, ставлю точку, вешаю обработчик события. Это event listener. Событие будет у нас происходить по клику именно. Далее вторым аргументом передаю нашу сюда функцию. Сохраняю. Теперь, если я нажимаю на эту кнопку, у нас появляется модельное окно. То есть, что мы сделали? Давайте я раскрою эту структуру. Так, обновлю. Открою наш код. Так, давайте body раскрою. У нас есть модельное окно. Вот у него класс hidden. При нажатии на эту кнопку hidden класс просто пропадает. И поэтому вот класс пропал, и у нас модельное окно здесь появилось. В коде это выглядит следующим образом. Простая функция есть. Обращаемся к модельному окну нашему, к диву именно с классом model. Далее при помощи свойства classList вызываем метод remove и удаляем тупо класс hidden. То же самое мы должны сделать с нашим оверлеем. То есть у нас у оверлея также есть класс hidden. Давайте проделаем это. У нас есть переменная overlay, вот она. Я обращаюсь к нашему оверлею. Также использую свойство classList и вызываю метод remove. Удаляю класс здесь hidden. Сохраняю. Теперь давайте нажмем на нашу кнопку, и мы видим, появился наш background overlay и само модельное окно. Пока здесь ничего не работает, закрывать мы его никак не можем. И давайте настроим логику. Будем закрывать наше модельное окно. То есть у нас есть крестик и кнопка «Закрыть». Мы получили эти два элемента при помощи коллекции. Вот у нас константа model close. Мы знаем, что мы должны перебирать эти элементы при помощи цикла, либо при помощи метода массивов forEach. Давайте переберем эти элементы. Переменная у меня называется model close. Я к ней здесь обращаюсь, вызываю метод forEach и передаю любую переменную, какую захочу, например, элемент, value, здесь неважно. Мы уже знаем, что наш метод forEach принимает 3 параметра. Давайте напишем любую переменную. Например, пускай будет просто какое-то значение value. У меня будет эта стрелочная функция здесь. Давайте сделаем следующее. Повесим на нашу переменную value. Это каждый элемент. В данном случае это два наших элемента крестик и наша
кнопка закрыть. Обработчик события, например, это Event Listener на 2 элемента. По клику будем это делать также. Здесь у меня будет простая стрелочная функция. И будем обращаться к нашему модельному окну. То есть оно у нас сейчас открыто. Когда мы будем нажимать на крестик, либо на кнопку «Закрыть», мы должны добавлять класс Hidden, то есть скрывать наше модельное окно. То есть обращаюсь к модулу, использую свойство также класс List, только теперь метод add. Мы будем добавлять этот класс. Здесь мы его удаляем изначально, чтобы наше модельное окно появилось. А тут теперь мы будем добавлять, чтобы скрыть наше модельное окно. Также при помощи метода add пишу класс hidden, без точки уже здесь. И для нашего оверлея то же самое. Давайте я сохраню. Теперь откроем наше модельное окно. Нажимаю на крестик. Наше модельное окно с вами закрывается. Нажимаю на кнопку закрыть. Модельное окно также закрывается. Просто у меня здесь два элемента с одинаковым классом, поэтому я использую здесь, перебираю эти два элемента. Если бы у меня был просто крестик, например, тогда мы при помощи document query selector all ничего бы здесь не перебирали. Думаю, здесь понятно. Теперь давайте настроим по клику на наш overlay background. Мы будем скрывать также наше модельное окно. У нас есть переменная overlay. Давайте повесим на нее обработчик события при помощи этого Event Listener. Также это дело будет происходить, извиняюсь, по клику. У меня будет, как обычно, здесь стрелочная функция. И я буду также здесь добавлять два класса. То есть вот эта вот запись полностью, я ее ставлю сюда, нашему модельному, точнее нашему диву с классом модул, модельное окно наше, будем добавлять класс hidden, и для overlay будем добавлять класс hidden. Здесь я this использовать не могу, потому что мы используем стрелочную функцию. Мы это уже с вами проходили, что наши стрелочные функции не имеют своего this. Давайте сохраним таким образом. Теперь я открою наше модельное окно, нажимаю на крестик, оно закрывается. На кнопку модельное окно также закрывается. Нажимаю на наш оверлей, модельное окно также закрывается. Хорошо. Теперь давайте при помощи клавиши Escape также будем закрывать наше модельное окно. Здесь я буду обращаться к объекту Document, сразу вешаю обработчик события по клику именно. Извиняюсь, не по клику, а по нажатию клавиши. Это свойство, это событие называется keydown. То есть мы просто нажали кнопку и все на этом. Здесь у меня будет функция анонимная. И мы помним, что наша функция принимает объект, параметр, event. Здесь я также указываю, например, event. Здесь не обязательно event указывать. Можно указать любую переменную. Далее, что мы делаем? Мы проверяем if при помощи оператора if. Если мой объект event из свойства key, то есть строго равно escape, то есть на какую клавишу мы нажали, тогда делай следующее. Давайте я для примера здесь покажу. В консоли просто мы выведем объект event и обратимся к свойству key. Я открою здесь консоль, подниму чуть-чуть, так, здесь скрою, и я буду нажимать на клавишу Enter. Мы получаем эту клавишу Enter. В нашем объекте event есть такое свойство key. Если я нажму на любую другую клавишу, например, пробел или escape, другие различные клавиши, они у меня, конечно, появляются здесь. Здесь у нас условия. Давайте по новой. If, если наша кнопка строго равна нажатой Escape, она будет равна, тогда делай следующее. Мы также будем добавлять вот эти два класса. Я сохраню эту запись. Давайте я открою модельное окно, нажимаю на клавишу Escape, и модельное окно мое закрывается. То же самое могу кликнуть на Overlay, либо на крестик, либо на кнопочку «Закрыть». В этом коде мы проверяем, обращаемся к свойству key, то есть какой клавишу мы нажали, и если эта клавиша строго равна, мы при помощи строгого равенства сравниваем Escape, тогда нашему модельному окну добавляй класс Hidden, то есть скрывай этот элемент. Таким вот образом это работает. Надеюсь, здесь было понятно. В принципе, модельное окно мы с вами всю логику прописали. Теперь давайте займемся нашим изображением. При клике на «Обновить изображение» мы здесь будем менять рандомное изображение. Мы его подгружаем с сайта Unsplash. Вот у нас ссылочка, путь прописан. Давайте я здесь создам какую-нибудь функцию. Например, здесь поставлю комментарий. Рандомное изображение. Еще хотелось бы здесь отметить, что мы вот повторяем один и тот же код. Мы здесь добавляем нашему модельному окну класс Hidden. И здесь мы добавляем то же самое и overlay. И здесь мы можем создать какую-то функцию, например. Давайте я создам function declaration здесь сверху. Пускай у меня будет функция какая-то. Например, close model будет моя функция называться.
И я просто вырежу вот это вот свойство, точнее скопирую, и в этой функции вставлю. Далее, эта функция нам будет возвращать вот эти два результата. И чтобы не дублировать наш код, мы можем сюда просто вызывать нашу функцию таким вот образом. Давайте я здесь ее вызову, мы повторяем. И, например, здесь. Я сохраню. Давайте все проверим. По крестику все закрывается. На кнопку закрывается. На Overlay закрывается. Нажимаю на Escape. Также все закрывается. Теперь давайте поработаем с рандомным изображением. У меня будет рандомная функция. Давайте сделаю, например, назову ее random number, пусть будет, здесь не важно. Параметры никакие передавать не буду в эту функцию. Создам переменную. Const num пусть будет. И присвою следующий метод math_trunc. Этот метод мы еще не проходили. Он просто убирает дробную часть. То есть, давайте я сейчас эту код закомментирую. Открою здесь консоль, чтобы было понятно. Я использую метод math.random, например. Сохраняю. И у меня рандомное число от 0 с плавающими числами, с точкой, и до единицы. Единицы никогда не будет. Если я использую здесь метод trunc, например, давайте использую метод math.trunc, внутри него использую метод math_random, сохраню, и мы будем всегда получать 0, так как у нашего метода math_random мы генерируем рандомное число от 0 до единицы. Единица никогда не будет. Если я умножу здесь, например, на 10, тогда я буду получать число рандомное от 0 до 10, без дробной части. Таким вот образом. Давайте я раскомментирую эту функцию, продолжим. Внутри метода math_trunc я буду обращаться к методу math_random, то есть генерировать рандомное число. Здесь у нас есть путь к нашему изображению, ссылка, то есть мне нужно просто оставлять, вот я это полностью путь буду копировать. Далее у меня есть изображение 700 на 700, я оставлю здесь 700 и поменяю, только буду рандомно здесь подставлять какое-то значение. То есть 700, и у меня число будет от 600 до 700. Таким вот образом. И постоянно у меня из-за этого будет подгружаться рандомное изображение. Давайте это проделаем, чтобы было понятно. Метод math_random я умножаю обязательно в скобочках, например, 700 делаю минус 600. И плюс 1, чтобы 0, чтобы не было 0. Далее я делаю здесь плюс 600. Таким вот образом. И если я в консоли выведу нашу переменную нам, мы получим число от 60 до 70. Так, здесь я ничего не получаю, потому что эту функцию я не вызываю. Давайте я его вызову. И мы получаем 601, 673, 629 и так далее, до 700. Здесь, думаю, понятно. Далее у нас есть img переменная. Давайте к ней обратимся, к нашей img. Используем метод setAttribute. Мы уже знаем, как с этим методом работать. Мы можем изменить наш атрибут. То есть атрибут у нас есть src. Давайте в кавычках пропишем атрибут src. И далее через запятую я могу указать новое значение. Значение я буду указывать здесь следующее. Я эту запись полностью скопирую. Далее вставлю сюда ее. И буду менять только... Так, давайте я это все вырежу. Если мы хотим использовать какое-то выражение внутри строки, давайте используем шаблонную строку. Такую вот. И здесь вот 700 на 700 у меня изображение. Здесь я буду подставлять нашу переменную нам. Доллар, фигурные скобки и наша переменная нам. У меня рандомно просто будет генерироваться какое-то значение здесь. Хорошо. Теперь я буду обращаться к нашей кнопке. Мы ее не получили. Давайте я посмотрю, какой у нее класс здесь. Выделю ее. Изображение, model btn random. Скопирую отсюда его прям сразу. При помощи документ объекта, query selector, обращаюсь к нашей кнопочке, вешаю сразу же обработчик события именно по клику и передаю сюда нашу функцию random number. Random number. Сохраняю. Давайте откроем наше модельное окно теперь. Нажимаю на обновить изображение. Изображение обновляется не сразу из-за того, что мы подгружаем его с какого-то сайта. Поэтому так долго занимает, может 3-4 секунды, иногда чуть пораньше. Если бы у меня были здесь подгружены в папочку свои изображения, это все происходило бы, конечно, очень быстро. Хорошо. В принципе, мы уже все сделали с вами. Единственное, давайте рассмотрим стили. Хотел кое-что показать. Здесь у меня в стилях мое модельное окно. Давайте создам сначала div какой-нибудь, чтобы более было понятно.
после нашей кнопки у меня будет какой-то div с классом d1, здесь неважно. И этому диву я дам сейчас стили. Например, d1, пускай будет background color оранжевый и длина, высота, точнее, извиняюсь, в 300, например, view height. Сохраняю. Все нормально работает. Так, position. Давайте z-index, overlay наш. Так, модельное окно найдем. Вот модельное окно. При помощи position fix у нас модельное окно строго по центру. Даже если когда скроллю, оно у нас находится в одном положении. Если бы здесь я использовал position absolute, напоминаю, тогда при скролле мое модельное окно уходило бы. В основном новички этот момент вот путают, поэтому у них модельное окно уходит. Используйте position fixed, чтобы зафиксировать его строго, и все будет нормально отрабатывать таким вот образом. Так, давайте я стили уберу. Так, overlay. Если я 12 дам, все нормально, да. Угу. Назад. D1 я стили убираю отсюда. HTML тоже убираю. Теперь давайте я создам здесь input, чтобы... Так, у меня будет здесь input, неважно какой. Вот он, input появился. Давайте этому input я дам стили какие-то. Так, input, padding пускай будет. Font size, например, такой-то. Думаю, достаточно. Угу. Теперь, если я открываю модельное окно наше и нажимаю на Tab, мы видим, что за нашим модельным окном берется фокус. Вот, например, сейчас в данном случае input. Если я ввожу какие-то значения, значения также появляются. Это ненормально, и давайте это исправим. То есть здесь это не обязательно делать, но про это вы должны знать. Я создам какую-то функцию. Например, пускай у меня будет... Давайте я создам ее в начале. Здесь вот где-то, пускай будет выше всех она. Здесь я поставлю разделитель. Тут у меня пару функций, думаю, здесь все понятно. И перед разделителем я создам эту функцию. Например, function declaration будет, например, delete tabs. Мы будем удалять табы, например, del пускай называется, просто tab. Параметры никакие передавать не буду. И мы будем делать следующее. Я создам здесь константу простую, focus. И присвою следующее. Документ, query selector all. Мы будем выбирать много элементов, коллекцию. Далее у меня идут двойные кавычки. И я сюда пропишу. Так, назад. Давайте пропишем. Я буду выбирать все элементы кнопки именно. Button. Далее я буду выбирать все атрибуты. href. То есть именно наши ссылочки. Думаю, здесь понятно. Далее я буду выбирать все инпуты. Через запятую я могу обращаться таким вот способом писать. Все выбираю инпуты. Далее выбираю все селекты на сайте. То же самое выбираю текст array. Далее выбираю, так, здесь у меня будут квадратные скобки. Tab индекс. Есть такое свойство в HTML. Мы можем устанавливать, например, tab индексы. Например, 1, 2, 3. Допустим, у меня 10 инпутов. Я устанавливаю tab индекс 1, у следующего 3. И могу через tab переключаться в каком-то порядке. Надеюсь, это понятно. Давайте это я уберу. Далее у меня будет tab индекс здесь. Tab индекс. Использовать двоеточие. Например, not. Мы будем выбирать элементы именно те, у которых tab индекс установлен. Если он установлен в -1, мы эти элементы просто трогать не будем одним словом. Так, у меня здесь круглые скобочки. Далее у меня будут здесь квадратные скобки. И я напишу tab индекс равно и -1. Таким вот образом. То есть здесь я выбираю все кнопки, инпуты, все селекты, текст array и tab индексы, у которых не установлен tab на -1. Сейчас будет более понятно. Давайте. Далее я обращаюсь к нашей переменной focus. При помощи метода forEach буду ее перебирать. Все эти элементы. Метод forEach. Далее передам сюда, например, элемент. Пускай будет. Это будет у меня стрелочная функция. И будет у меня условие. Если при помощи оператора не, если у моего модельного окна имеется класс, так, contains, не класс, текущий элемент. Если у моего модельного окна, здесь я пишу, если вот этот текущий элемент, тогда я буду делать следующее. Наш элемент текущий, set атрибут, свойство, обращаюсь именно к атрибуту, делаю tab индекс на -1. То есть в моем модельном окне все элементы, которые у меня присутствуют, кнопки вот эти, они будут работать.
остальные, вне моего модельного окна, никаким элементом я не смогу обращаться по табу. То есть здесь я пишу, если у моего модельного окна нету вот этих элементов, тогда я меняю у текущего элемента атрибут tab-индекс на -1. Давайте это все сохраню. И где мы вызываем первый раз нашу функцию по клику model open, я буду вызывать нашу функцию del tab. Таким вот образом, давайте я сохраню, нажму на модельное окно и нажимаю на tab. Вот у меня крестик сейчас в фокусе, моя кнопка, кнопка закрыть и все на этом. Далее input и остальные кнопки, которые присутствуют, они у меня не в фокусе. Таким вот образом мы это можем сделать. В принципе, давайте я этот лишний код input удалю, стили также удалю. Мы все с вами сделали. Изображение здесь у нас обновляется, модельное окно правильно закрывается, по эскейту закрывается и табы, соответственно, правильным образом отрабатывают. Код может выглядеть очень тяжелым. Пересмотрите пару раз видео, здесь ничего тяжелого нету. Единственное, здесь мы добавили какую-то логику на изображение, это можно убрать. И можно убрать вот эти вот табы, которые у нас фокусятся при нажатии на клавишу Tab в открытом модельном окне. Про это нужно знать, конечно. Я этот код оставлю, прикреплю, поэкспериментируйте с этим, и мы продолжим в следующем видео. Давайте продолжим и рассмотрим тег dialog, который появился в HTML5. При помощи этого тега мы можем создавать также модельные окна. Я пишу dialog, так у меня вот так не пишется. Давайте напишем таким образом. Он имеет также закрывающийся тег. И я добавлю какой-нибудь сюда контент. Например, у меня будет заголовок. Просто напишу «Привет, мир». Давайте сделаем класс нашему диалогу. Пускай называется также dialog. И у меня будет просто параграф. Никакой контент я здесь придумывать не буду, чтобы все было максимально понятно. Сохраняю, мы ничего не видим на сайте. Давайте нашему тегу dialog мы можем задать атрибут. Атрибут мы можем задать open. Если я сохраню, мы получаем наше модельное окно постоянно открытым. Теперь, что мы можем здесь сделать? Конечно, без JavaScript здесь не обойтись все равно. Мы сейчас рассмотрим плюсы и минусы. Я создам здесь кнопку, button, пускай у меня будет, класс будет у нее open. И просто напишу, например, открыть. Сохраню, кнопка появилась. У меня есть базовая стилизация для тега button. Такие вот стили. Теперь давайте мы будем обращаться к нашему dialog. Я перейду в main.js файл, создам переменную. Const dialog, присвою объект document query selector. Вызову метод. И мы положим в переменную наш тег dialog. Далее создам еще одну константу. Open model, наша кнопка. Класс у нее open. Так, document, query selector. И наш класс open. Теперь вешаем обработчик события на эту кнопку open model при помощи add-event-listener по клику. Передаю анонимную callback функцию. И обращаюсь к нашему dialog. Обращаюсь к переменной dialog. Использую метод show model. Таким вот образом сохраняю. Теперь, если я кликну по нашей кнопке, у нас появляется модельное окно. Давайте его базово стилизуем. Я скопирую класс здесь. Перейду в файл style css. У меня будут внутренние паддинги по 20 пикселей. Скругление небольшое задать в 5 пикселей. И давайте центрируем. Position Absolute пускай будет. Топ 50%. Топ 50, лев 50. Так, transform, translate. Чтобы все ровно стало. Сохраняю. Так, здесь пока неплохо. Контент стилизовать не будем. Он у нас нормально отрабатывает. Давайте теперь сохраним здесь разметку. Скрипт сохраним. Я нажимаю открыть. Модельное окно у нас открывается. Единственный плюс тега dialog. Я нажимаю на Escape клавишу. И наше модельное окно само закрывается. Мы никакую логику для этого здесь не прописывали. Единственную логику, которую мы прописали при клике на наш какой-то элемент. В данном примере это просто кнопка. Наше модельное окно открывается. Точно так же мы можем создать здесь крестик или любой другой элемент и по нажатию закрывать наше модельное окно.
Давайте это сделаем. Внутри тега dialog я создам какую-нибудь кнопочку. Пускай будет button. Класс у нее close, например, закрыть. Я пишу здесь закрыть. Копирую этот класс, перехожу в main.js файл. Давайте я помещу в константу наш тег button. Const, пускай будет close model переменная. И присваиваем наш класс close. Теперь также буду вешать обработчик события, как здесь вот. Только нашей кнопочки close model закрыть. Это event listener. Клик. У меня будет функция. Пускай в этот раз будет стрелочная. Обращаюсь к нашему dialog. Вот эта переменная. И использую метод close. Не closest, а просто close. Сохраню. Нажимаю на открыть, модельное окно открывается. Если я нажму на закрыть, модельное окно также будет закрываться. Либо на клавишу Escape. Также мы можем наложить оверлей здесь. Мы уже это умеем делать. По нажатию на оверлей закрывать наше модельное окно. Вот такое вот преимущество тега dialog. Поэкспериментируйте с этим, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет! И в этом видео давайте научимся создавать бургер-меню. В этом видео будет самое простое бургер-меню. При нажатии у нас будет выезжать наше навигационное меню. По клику на крестик оно будет заезжать обратно. И также мы можем кликать по нашему оверлею в любом месте. Давайте начнем создавать структуру. У меня будет тег header. Класс я никакой ему задавать не буду. Далее у меня будет div. Бургер. И внутри этого дива будет у меня спан. 3 спана. 3 наши такие черточки. Давайте этот класс я сразу скопирую, и мы перейдем в стили. И дадим стилизацию нашим полосочкам. Обращаюсь к бургеру, именно к 3 спанам. Давайте здесь поставлю точку. Это класс наш div. Вот он, внутри 3 спана. Сделаем следующее. Дисплей блок у меня будет. Ширина моей полосочки будет в 30 пикселей, 3 рема, а высота будет в 2 пикселя. Цвет фона будет пускай белый. Я сохраняю. Мы получаем 3 такие полосочки. Теперь давайте обратимся к самому бургеру, к диву. Бургер. И стили будут у него следующие. Я сразу сделаю position relative, чтобы использовать z-индекс. Z-индекс будет здесь 11 пускай. Далее у меня будет display flex для наших 3 элементов, для спанов. Направление будет flex direction column. И давайте сделаем отступ при помощи свойства row gap. 8 пикселей плюс-минус 8 пикселей. Я сохраняю. У нас получается такое вот бургер меню. Давайте дадим стили нашему хедеру сразу. Так, у нас есть хедер. Обращаюсь по селектору тегу. Давайте сделаем высоту в 120 пикселей, пусть будет. И паддинг со всех сторон в 10 пикселей. У нас получилось такое бургер-меню. Давайте при наведении сделаем курсор pointer. Курсор pointer, сохраняем. Отлично. Пока все нормально. Теперь давайте перейдем в разметку и сверстаем наше само навигационное меню. У меня будет внутри хедера тег nav. После дива бургер я создаю здесь тег nav. Класс никакой не буду задавать. И можем поместить сюда любой контент. У меня будет блок div с классом блок. Далее я использую какой-нибудь span для изображения. Создам кружочек. Span 1 будет класс. И будет какой-то заголовок h2. Давайте класс сделаю также h2. И будет какой-то текст из 5 слов. Сохраняю. Далее, после нашего блока, давайте создадим пару ссылочек. У меня будет ссылка. Класс также я задавать не буду. И напишу сюда какой-нибудь контент. Например, веб-разработка пусть будет. Далее у меня будет Next.js пускай будет. Давайте сделаем HTML также. Популярную библиотеку Angular пусть будет. Node.js. И давайте напишем TypeScript. Я сохраню. И у нас должен быть наш крестик при помощи тега button. Я также это создаю в навигационном меню. У меня будет тег button. Класс у нашего тега будет, например, close. Крестик мы можем
создать любой. Можем подгрузить рандомное изображение, либо зайти в спецсимволы, и я скопирую этот код. Перейду на сайт здесь, ставлю, и у меня появляется такой вот крестик. Далее, давайте я сверну наш хедер полностью, и после нашего хедера я создам div с классом overlay. Это будет наш полностью background. Теперь давайте перейдем к нашей стилизации. Я начну стилизовать навигационное меню. Класса у нашего тега nav нету. Давайте стилизовать по селектору тега. Обращаюсь к нашему навигационному меню. Позиционирую сразу его. Position fixed у меня будет сверху 0. С левой стороны также будет 0. Ширину давайте сделаем 300 пикселей, 30 рем. Я сохраняю. Далее цвет фона у меня будет следующий. Так, F7, F9 и FA. Ага, цвет фона будет таким. Давайте сделаем внутренние паддинги по 20 пикселей сверху и снизу, и по бокам по 16 пикселей. Так, далее давайте сделаем Z-индекс, пускай будет 11. Мы давали здесь Z-индекс нашему бургеру тоже 11. Позже я объясню, для чего это. Ничего сложного нету. Теперь давайте сверстаем наш div с классом блок. Внутри него есть два элемента. Класс блок, displayFlex пускай будет, align items по центру. И отступ между ними при помощи свойства column gap 20 пикселей. Нижний отступ дам 2 пикселя. Отлично. Так, далее у нас здесь идет span 1 класс. Давайте сделаем, например, какой-нибудь типа логотипа. Display блок у меня будет. Далее ширина будет 50 пикселей. Высота также 50 пикселей. И цвет фона будет какой-нибудь темненький. Так, я сохраняю. Что-то не берет. Span 1. Все верно. Здесь я не указал единичку. Отлично, кружочек появляется. И давайте сделаем скругление при помощи свойства border radius 50%. Он у нас плющится, потому что здесь есть текст. Он его прижимает, поэтому давайте стилизуем наш текст. У нас класс у нашего текста h2. Обращаюсь к нашему тексту. Font size пускай будет, например, 15 пикселей. И цвет сделаем, например, какой-нибудь тоже темненький. Так, 2D2 F31. Отлично. Далее давайте сделаем максимальную ширину нашего текста, например, 140 пикселей. Теперь плюс-минус. Все у нас нормально. Хорошо. Теперь давайте стилизуем все ссылки. Классов нету наших ссылок. Они лежат в навигационном меню. Обращаемся к навигационному меню и ко всем ссылочкам. Display блок, блочные будут ссылки располагаться во всю ширину, извиняюсь. Далее давайте сделаем отступ сверху и снизу, пускай будет по 8 пикселей, а по бокам также по 16. Отлично. Давайте уберем нижнее подчеркивание, text decoration, свойство none. Можем сделать font size побольше, в 20 пикселей. И цвет нашего текста сделаем такой вот темненький. Все хорошо. Теперь давайте стилизуем наш крестик. Класс у него, по-моему, close. Давайте раскрою. Класс close, все верно. Перейду к стилизации. Позиция давайте сделаем абсолютно, спозиционируем. Сверху у меня будет 2 пикселя отсюда. И с правой стороны, например, пока давайте я сделаю минус 50 пикселей. Пока пусть будет здесь. Далее настроим. Font size будет 20 пикселей. Сохраняю. Применяется. Так, цвет фона у меня будет. Давайте белый. Бордер уберем. Нашего тега button border none свойства. Ширина будет 50 пикселей. Высота также пускай будет 50 пикселей. И сделаем скругление. Border radius 50%. Давайте немножко его отодвинем. Мы указываем абсолютное позиционирование. Позиционируем именно мы от нашего родителя nav. И я сделаю минус 70 пикселей. Плюс-минус пока нормально. Хорошо, в принципе, мы все с вами стилизовали. Теперь давайте стилизуем наш overlay. Перехожу к нашему оверлею. Давайте сделаем ему позицию фиксированную также. Так, назад. Position, fixed. Далее у меня будет с левой стороны 0.
справа, извиняюсь, сверху 0, слева 0, ширина будет 100% и высота также будет в 100%. Цвет фона давайте сделаем какой-нибудь тоже серенький, чтобы он был прозрачный. Например, такие вот цифры E63. Сохраняю, мы видим, у нас наложение уже есть. И Z-индекс я сделаю 10, меньше. До этого мы делали нашему бургер-меню Z-индекс 11, и самому вот этому навигационному меню мы делали также Z-индекс 11. Я сделаю здесь Z-индекс 10, чтобы наш оверлей был под нашим навигационным меню. Если я сделаю ему, например, больше Z-индекс, тогда он будет уже наезжать на наш элемент. Оставляем десяточку. И давайте добавим нашему оверлею класс Hidden. Скроем его пока. В стилях также я пропишу класс Hidden. Свойства display none сохраню, оверлей пропадает. Все пока отлично. Теперь давайте поработаем с нашим навигационным меню. У нас есть класс nav. Так, давайте ниже. Класс nav, вот он. И уберем в левую часть наше навигационное меню. При помощи свойства transform translate по x я могу, например, задать минусовое значение. Например, минус. Так, наше меню уезжает. Давайте, если я сделаю здесь меньше, чтобы показать, оно у нас по-прежнему видно. Давайте сделаем больше. 370 пикселей уже не видно. Можем сделать 390. И также я могу использовать, например, opacity в 0. Скрыть его. Сделать полностью прозрачным. И, например, какую-то плавность. Transition, all. Пускай будет 4 секунды. Теперь по клику на наш элемент бургер. У нас есть div. Вот он, бургер. Мы сделаем так. Добавим класс нашему навигационному меню какой-то. И он будет наше меню выезжать. То есть здесь мы устанавливаем transform translate x в минусовое значение. Давайте я здесь добавлю класс рядышком. Пускай будет класс add, например. И я сделаю следующее. Transform translate по x в 0. И opacity сделаем в единицу. Теперь давайте перейдем в JavaScript и получим наши все элементы. Изначально я получу бургер. Вот эти три элемента. Вот этот div, в котором лежат три спана, точнее. Положу в константу все это. У меня будет константа называться бургер. При помощи документ, query selector мы получаем этот элемент. Далее давайте получим наше навигационное меню. Класса никакого нету. Мы можем получить по селектору тегу. Nav, документ, query selector, nav. Здесь я использую точку, потому что обращаюсь по классу, а здесь по селектору тегу, без точки. Далее получим, давайте, кнопку. У нас есть крестик. Вот класс close. Создам константу, пускай называется close. При помощи документ, query selector получаем этот класс. И у нас еще есть overlay. Да, вот overlay класс. Давайте его получим. Const overlay, документ, query selector, наш класс overlay. Теперь мы будем кликать по нашему диву с классом бургер. Вот он, общий див. У нас есть уже переменная бургер. Я обращаюсь к этой переменной и вешаю обработчик события. По клику callback функция будет какая-то. Она будет делать следующее. Нашему навигационному меню мы будем добавлять класс. При помощи метода add мы с вами создали класс add. То есть изначально мы при помощи свойства transform translate x наше меню навигационное сместилось за наше окно браузера. По этому классу при помощи свойства, извиняюсь, transform translate наш элемент навигационного меню будет вставать в нужное место. И opacity будет единица. Я добавляю класс add, далее сохраняю. Давайте кликнем на наше меню, и мы видим, как оно плавно у нас выезжает. То же самое давайте будем убирать класс у нашего оверлея. Здесь у нас класс стоит hidden. Обращаюсь к нашему оверлею. У нас есть переменная оверлей. При помощи свойства так, назад. При помощи свойства класс list. Теперь я метод вызываю remove. Мы хотим удалять класс нашего оверлея hidden. По клику на наш div с классом burger. Я нажимаю. У нас оверлей появляется. Все нормально отрабатывает. Хорошо, теперь давайте пропишем логику, чтобы наше меню обратно уезжало. Нажимать будем на крестик. Переменная close, вот она. Также будем вешать обработчик события. Это event listener. Действие будет происходить по клику.
будет функция какая-то. И мы будем обращаться к нашему навигационному меню при помощи свойства class_list. Будем удалять класс add. То есть изначально наше меню здесь скрыто. Далее мы при клике добавляем класс add, наше меню выезжает. По клику на крестик мы у нашего навигационного меню будем удалять этот класс, чтобы наше меню обратно исчезало. То же самое давайте сделаем для нашего оверлея. Class_list, только здесь я уже буду добавлять. Здесь можно запутаться, но здесь ничего простого нет. Изначально у нашего оверлея класс hidden установлен. При клике на бургер меню мы удаляем этот класс. Потом, если мы хотим его убрать опять, мы должны оверлей, если мы хотим убрать, мы должны его добавить, этот класс. Класс hidden. Так, здесь hidden. Сохраняю. Давайте проверим. Нажимаю. Бургер меню выезжает, оверлей появляется. Нажимаю на крестик. Меню пропадает. Оверлей также пропадает. Если оверлею не буду класс добавлять hidden, скрывать его, при клике на наш крестик оверлей будет оставаться. Теперь давайте пропишем логику на наш оверлей, чтобы наше бургер меню также закрывалось. У нас есть переменная оверлей здесь. Здесь то же самое вешаем обработчик какой-то событий. И просто берем и копируем два вот этих свойства. То же самое логика, как и по крестику. Я сохраняю. Открывается меню. Нажимаю на крестик. Все работает. Далее нажимаю на оверлей. Все также закрывается. Мы можем, чтобы наше меню не обязательно выезжало слева, мы можем сделать, чтобы оно выезжало, например, сверху. Если я здесь укажу Transform Translate по Y, например, закрою, наше меню будет появляться сверху. То же самое оно будет уезжать таким вот образом. Давайте вернем по X, пусть будет, как изначально было. Мы можем также указать высоту для него, например, height 100%. Я сохраняю, и оно будет выглядеть следующим образом. То же самое почти как на сайте Udemy. Мы нажимаем, наше меню появляется здесь, есть оверлей и крестик такой. Мы по нему нажимаем, меню пропадает. То же самое кликаю по оверлею. Такое вот простое бургер-меню. Структура может быть здесь любая. Здесь просто показано для демонстрации, как мы можем создать его при помощи такого вот кода. Здесь код очень простой. Мы просто вешаем обработчик событий на каждые элементы. Код я обязательно прикреплю. Это самое такое простое бургер-меню. Поэкспериментируйте, и мы продолжим в следующем видео. Давайте продолжим и создадим также бургер-меню, используем только другой вариант. У нас будет header с какими-то ссылочками. Далее при сужении нашего экрана на определенной ширине у нас будет появляться такое вот бургер-меню. При нажатии у нас будет раскрываться наше навигационное меню с ссылочками. Также мы можем кликать по крестику, закрывать это меню, либо кликнуть по какой-то из ссылок. Я кликаю по ссылке, и также бургер-меню у нас закрывается. Давайте приступим к сверстке. У меня будет header. Класс никакой я задавать здесь не буду. Далее будет у меня тег nav с классом navbar. Внутри этого nav я создам первый логотип. Логотип будет у меня просто ссылочка с классом navlogo. Я поставлю заглушку и контентом напишу просто текст лого. Далее у меня будет тег ul с классом navmenu. Так, navmenu. Внутри нашего тега ul будет, конечно же, list item. List с классом navItem. Далее внутри нашего list item будет ссылочка с классом navlink. Ставим заглушку и пишем какой-то текст, извиняюсь. Так, главное будет здесь. Далее скопируем. Напишем, давайте, маркетинг. Еще раз копирую. Так, дизайн. И давайте еще одну ссылочку. Пускай будет техника. Сохраняю. Далее давайте после нашего тега ul я его скрою. Внутри тега nav создадим бургер-меню. У меня будет div с классом hamburger. Так, я ставлю здесь точку. Hamburger. И внутри будет просто 3 спана. Раз, два, 3. Класс давайте сделаем просто спан, пускай будет здесь. Сохраним.
В принципе, всю структуру HTML мы с вами создали. Теперь можем переходить к стилям. Все классы я скопирую. Я выделяю наш полностью хедер. И при помощи плагина ECSS Tractor Run я копирую все классы. Вставляю все классы. Давайте первым делом стилизуем наш хедер. Класса никакого у него нету. Пишу просто хедер. И зададим цвет фона. Какой-нибудь темный цвет. Цвет применился. Давайте далее всем ссылкам на сайте сразу же сделаем цвет текста белый. И уберем нижнее подчеркивание у ссылок. Отлично. Далее давайте стилизуем наш nav-item. Это лишки. Я поставлю его вверх. Так, nav-item. Давайте я открою ul. Nav-item это тег li. List style сделаем. Так, не letter spacing. List style, значение none. Отлично. Далее давайте стилизуем navbar. Так, navbar у нас это наше навигационное меню полностью. Давайте его стилизуем. Укажем минимальную высоту. Min height. Пускай, например, будет 80 пикселей. Далее сделаем display flex нашим элементом. У нас есть логотип. Здесь получается. И tag ul. Вот эти вот три элемента, извиняюсь, 3 элемента. Да. Сделаем display flex, justify content, space between, раскинем эти элементы. И align items, сделаем их по центру. Также можно указать здесь паддинги, например, пускай будет сверху и снизу по нулям, а по бокам по 25 пикселей. Хорошо, давайте стилизуем nav лого, это ссылочка простая. Font size я сделаю 40 пикселей, и жирность текста будет 700. Далее давайте стилизуем nav меню. Nav меню у нас это наш тег ul. Так, nav меню. Давайте сделаем также display flex, чтобы наши элементы, все ссылки встали. Вот у нас есть лист айтемы, и они встают в один ряд. Так, nav меню есть, display flex. Раскинем эти элементы, justify content, space between. Также сделаем их, чтобы они были все у нас по центру. Так, здесь значение центр. И сделаем отступ column gap в 50 пикселей. Отступ применился, отлично. Далее у нас класс navlinks. Это наши ссылочки. Давайте их стилизуем. Я сделаю font size 18 пикселей. Можно сделать, давайте сделаем чуть побольше. 19 пусть будет. И за какую-то анимацию. Transition, например. Сделаем 5 секунд и анимацию easy. Теперь скопирую этот класс. При наведении просто будем менять цвет. Использую обычный hover. И у меня color будет, например, какой-нибудь такой вот. Сохраняю. При наведении все плавненько меняется. Теперь давайте стилизуем наш класс span. Так, у нас есть hamburger div. И внутри него у нас 3 класса span. Давайте займемся стилизацией. У меня будет display блок. Далее ширина моего спана будет в 25 пикселей каждого спана, а высота будет в 3 пикселя. Давайте сразу же сделаем цвет фона. Пускай будет белый. Отлично. Полоски появились. Отступ сделаю следующий, например. Сверху и снизу по 5 пикселей, а по бокам сделаем автоматически. Отступ применился. Все отлично отрабатывает. Делаем анимацию, когда мы будем нажимать на наши спаны, чтобы они плавненько переходили в крестик. Transition свойства для всех элементов. Например, пускай будет 3 миллисекунды и какая-нибудь анимация. Easy in out, например. Далее нашему диву при наведении давайте сделаем курсор-поинтер. Курсор-поинтер, отлично. И укажем его в display none. Сохраняем, наш элемент полностью пропал со страницы. Все правильно отрабатывает. Теперь давайте самое интересное. Пишем директиву media. Скобочки, ширина, width, меньше, пускай будет, например, 800 пикселей. Обращаюсь к нашему классу гамбургер и делаю display блок. Давайте сразу нажму на просмотреть код, начну сужать экран, и как меньше 800 пикселей у нас появляется наше бургер меню. Хорошо, теперь давайте также обращаюсь к нашему диву гамбургер
и мы будем добавлять класс Active. То есть я сразу ставлю точку, без всяких пробелов. Мы будем добавлять класс Active при помощи JavaScript. Далее ставлю здесь пробел и обращаюсь ко всем спанам. У нас есть класс span у 3 элементов. Мы обращаемся к ним, и при помощи nth-child я, например, выбираю второй спан, то есть вторую вот эту вот линию. Открываю фигурные скобочки, и я должен ее скрыть. Opacity поставить в 0. Сохраняю. Так, у нас здесь что-то не срабатывает ничего. Давайте здесь я добавлю класс, наведу на наш элемент, сразу же на гамбургер. Вот он, гамбургер. И добавлю какой-то сюда класс. Класс Active. Отлично. Мы видим, что у нас пропал второй спан. Если у нас класс будет добавляться Active к нашему диву с 3 спанами. Теперь я эту запись полностью копирую, вставляю ниже и обращаюсь к первому спану, к первой нашей линии. Делаю следующую запись при помощи свойства transform. Translate Y, я буду ее подвигать на, например, 8 пикселей. И сразу же использую свойство Rotate. Разворачиваю нашу первую плашку на 45 градусов. Указываю в скобках 45 degrees. Сохраняю, мы видим, первая линия наша развернулась. Копирую этот код также. И тут мы обращаемся к третьему нашему спану. Обращаемся к третьему спану при помощи Translate Y. И значение Rotate меняем на минусовое. То есть третья плашка. Если я таким образом это все оставлю, мы видим, как они у нас расположились. Здесь я ставлю минусовое значение. У нас все равно не тот результат. Здесь мы Translate X должны указать минус 8. То есть отодвинуть его на минус 8. И мы получаем идеальное перекрестие. Здесь, думаю, стало понятно. Все это делаем мы в медиа-запросе. Так, давайте теперь стилизуем наш класс, посмотрим. Nav-меню, полностью тег U, вот это вот меню, в котором содержатся все ссылки. Все это мы делаем в медиа-запросе. Я пишу nav-меню и делаю следующее. Позиционирование будет фиксированное. Отлично. Далее. С правой стороны я указываю right минус 100%. То есть сейчас это все полностью навигационное меню я скрою вправо на 100%. Сохраняю, оно у нас исчезает. Все правильно. И сверху топ. Давайте пока укажем, например, 80 пикселей. Там сейчас посмотрим. Топ 80, Flex Direction. Я указываю column для наших ссылок, чтобы они расположились в ряд 1, 2, 3, 4 и так далее. Flex Direction column у меня будет. И background моего тега ul, именно цвет фона, сделаем тоже какой-нибудь темный цвет. Отлично. Далее ширину укажу в 100%. Мы можем указать ширину любую. У нас будет наше бургер-меню на 100% растянуто. Можем указать на 50, например. На столько, сколько нам нужно. И какую-нибудь плавную анимацию при помощи свойства Transition 3 секунды. Здесь, думаю, достаточно. Хорошо. Также давайте обратимся к нашему тегу li с классом nav-item и сделаем отступ у наших ссылок. Nav-item. Я сделаю простой маржин сверху и снизу по 15 пикселей, а по бокам у меня будет по нулям. Теперь обращаюсь к нашему меню, nav-меню, которое мы сейчас убрали в правую сторону. Nav-меню. И если у него будет класс Active, тогда я буду его возвращать. Здесь мы его прячем в правую сторону на минус 100%. А тут, если у нас будет класс Active у нашего меню, мы будем его возвращать в 0, в обычное положение. Так, переходим в JavaScript код. Давайте пропишем логику. Тут слишком пару строчек будет всего. Получим класс гамбургер. Так, я подниму выше при помощи константы. Задаю переменную гамбургер. При помощи document query selector получаю этот элемент. И давайте получим наш ul. Потому что мы должны добавлять ему класс active. Так, при помощи константы также у меня будет nav-меню. Документ, query selector, nav меню. Далее я вешаю обработчик событий на наш div. У нас гамбургер переменная. Это event listener. Дело будет происходить по клику именно. Здесь будет стрелочная функция. Тут, в принципе, не важно какая. Обращаюсь к нашему гамбургеру. Свойства класс list и метод toggle. То есть мы знаем, что этот метод проверяет, если у нашего гамбургера будет класс
например, active, этот метод будет его убирать. А если у нашего гамбургера не будет этого класса, тогда мы будем его добавлять. Я добавляю сюда active, сохраняю. Если я нажму, будет простое перекрестие. Навигационное меню не появится. Нажимаю, отлично, крестик у нас отрабатывает. То есть мы видим, нашему гамбургеру добавляется класс active при нажатии. Если я нажимаю еще раз на крестик, этот класс убирается. Также задаем нашему nav меню при помощи класс-лист. Также метод, здесь будет метод toggle и класс active. Я сохраняю, нажимаю, и мы получаем наше навигационное меню. Таким вот образом. Так, по стилям здесь я угадал, да? 80, здесь я сделаю здесь 90, оно опустится выше. Отлично, 80, так как наш хедер высотой 80 пикселей. Все здесь нормально. И мы ширину даем в 100% здесь, да? Можно было сделать 80, в принципе это на глаз уже, как вам понравится, так вы можете сделать под себя. Я оставлю, пускай будет здесь 100. Все работает, отлично. Теперь давайте настроим логику на кнопке. Я буду нажимать на кнопку, и также в моем меню будет сворачиваться. При помощи объекта Document, Query Selector All я выбираю коллекцию. Так, у нас класс navlink. У всех ссылок мы будем обращаться ко всем ссылкам. Navlinks я не вешаю, а при помощи метода forEach я должен их перебрать и указываю какую-то переменную. Мы уже знаем, как forEach работает. Метод мы его подробно разбирали. Теперь каждой нашей ссылки элемент я вешаю обработчик событий. Например, это event listener. По клику у меня будет здесь также функция стрелочная. Обращаюсь к нашему гамбургер, свойство класс-лист, метод remove. Мы уже будем здесь удалять класс active. И то же самое наш класс navMenu. navMenu сохраняю. Нажимаем, получаем наше навигационное меню, нажимаем на ссылку, и оно у нас скрывается таким вот образом. Этот подход не рекомендуется использовать, конечно, потому что мы вешаем функцию на 4 элемента. Это немного для нашего сайта, конечно, и все отрабатывает идеально. Но мы разбирали с вами, как работает делегирование событий. Мы можем повесить один обработчик на родителя только, на наш navbar, и использовать тот же самый результат. Давайте эту запись я пока закомментирую. При помощи нашего navbar. Ага, мы его уже здесь. Nav-меню у нас есть. Все правильно. Да, давайте nav-меню будем использовать. Вот наш родитель nav-меню. И внутри также есть ссылки. Мы уже этот элемент тем более получили с вами. Я вешаю на наше меню вот это вот полностью обработчик событий. При помощи метода event listener действие будет происходить по клику, будет функция, и будем сюда передавать объект event. Что за объект event, мы уже с вами подробно разбирали. И здесь у меня будет условие, если у моего текущего элемента, я пишу, если у моего текущего элемента свойства class-list метод contains содержится класс navlink, тогда я буду делать следующее. Вот эту вот запись я полностью скопирую, ставлю сюда, здесь я раскомментирую, сохраню, давайте проверим. Все также отрабатывает. То есть здесь я пишу, если у моего текущего элемента, давайте сначала мы вешаем обработчик события на родителя, на вот это вот, не на каждую ссылку, как мы делали это здесь. Мы их перебирали, каждую ссылку, и каждой ссылке вешали какую-то функцию. Здесь мы вешаем обработчик события на родителя по клику и проверяем у нас условия. Если у текущего элемента, то есть у этой ссылки, существует класс navlink, а мы знаем, что у нас у нашего тега ul этот класс есть, и когда мы будем кликать по этой ссылке, мы будем получать этот класс. Мы проверяем, этот класс существует действительно, и мы просто делаем какое-то действие. Сохраняем и получаем наше бургер-меню. То же самое я могу его, например, чтобы оно выезжало у меня с левой части сделать. Здесь я указываю, где nav-меню right. Я могу, например, указать так назад. Здесь указать left с левой стороны. И тут, соответственно, тоже left. Сохраняю. И мы видим, оно выезжает теперь у меня с левой стороны. Поэкспериментируйте с кодом и продолжим в следующем видео. Всем привет! И в этом видео давайте поработаем с плавным скроллом. При нажатии на какой-то элемент мы будем перемещаться в нужное нам
место таким вот плавным образом. И рассмотрим два способа при помощи свойств CSS и при помощи скриптов. Получим эти все ссылочки, по которым будем мы кликать. Так, navlink класс. Давайте я создам константу и помещу туда наш тег. Пускай будет называться переменная navlinks, например, header, document, query selector all. Мы выбираем коллекцию здесь из нескольких элементов. И давайте сделаем следующий. Способ первый. Мы можем при помощи цикла for-of, который служит для массивов, например, создаю переменную link из наших элементов нашей переменной navlinks header. Далее я открываю фигурные скобочки, обращаюсь к нашей переменной link, каждой ссылочке, и вешаю обработчик событий. По клику у меня будет действие проходить. Передаю анонимную функцию с объектом event. Сразу же отменяю действие при помощи метода preventDefault, чтобы когда мы, вот давайте я это все закомментирую. Если я кликаю по секции 2, мы уже перемещаемся с вами. Так, давайте я раскрою. Мы перемещаемся к нужной секции, но это происходит слишком быстро. И у нас перезагружается страница. Давайте это действие мы отменим пока. Будем нажимать, ничего происходить не будет. Далее я создаю переменную, константу, const, пускай называется href, и присваиваю следующее. То есть this, текущий элемент, на который мы будем кликать. Далее у нас идет метод getAttribute, чтобы получить атрибут getAttribute. И мы получаем атрибут href нашей ссылки. То есть у текущего элемента, на который мы будем нажимать, мы получаем атрибут. Атрибуты у нас будет секция 1, секция 2, секция 3 и секция 4. Если я в консоли вызову переменную нашу href, давайте я открою консоль здесь, сохраню. Так, немножко опущу здесь, нажму на секцию 1, мы получаем атрибут секции 1. Нажимаю на секцию 4, мы получаем секцию 4 и так далее. Все у нас правильно отрабатывает. Консоль могу здесь закомментировать. Теперь давайте при помощи объекта document, query selector, обращаюсь к переменной href, сразу же прописываю ее без кавычек. Мы уже получили все наши элементы. И вызываем такой метод scroll. Так, он у меня не выходит почему-то. Scroll into view. Далее круглые скобочки. И сюда мы передаем объект с параметрами. Первое свойство у нас будет behavior для плавности. Так, behavior со значением smooth, мягкий. Сохраним. Давайте поэкспериментируем. Я это все закрою здесь. Так, сохраню. Нажимаю на третью ссылочку. Мы плавненько перемещаемся к третьей секции. Если я здесь нажимаю на вторую, мы перемещаемся плавно ко второй секции. На первую мы уже на первой. На четвертую мы плавно на четвертой. Так, давайте я перейду, наверное, в HTML-код здесь. Далее к секции 4. Так, вот она, секция 4. Давайте это я вырежу описание, и мы сделаем следующее. Я создам сюда, здесь, точнее, извиняюсь, спан. И у меня будет ссылочка также. ID A. Путь. Я буду прописывать, давайте head сделаем здесь. Путь и напишем, например, наверх просто. Задаем ID-шник сюда для стилизации. ID будет просто топ. И теперь перейдем к наш header. Когда мы будем нажимать на кнопочку наверх, мы будем перемещаться к нашему хедеру. У хедера сделаю я ID-шник. Head, он уже у меня установлен. Я его до этого не удалял, когда экспериментировал. Здесь мы прописали путь. Если я нажимаю наверх, мы резко перемещаемся наверх, без плавности, потому что мы пока ничего не вешали на этот элемент. Теперь давайте я перейду в стиле. Так, перейдем в стиле. Дадим нашему спану, нашей ссылочке топ. У нее ID есть топ. У меня будет следующая стилизация. Например, цвет фона пускай будет белый, white. Далее у меня будет цвет текста черный. И паддинги внутри мне можно дать по 10 пикселей. Нашей секции 4. Давайте сделаем display flex. Так, я сохраняю, перемещаюсь на 4 секцию. Display flex, направление будет у нее flex direction column. И row gap, отступ. Row gap будет, например, в 20 пикселей.
Давайте посмотрим. Все отлично работает. Нажимаем наверх, мы быстренько перемещаемся наверх. Здесь, думаю, понятно. Хорошо. Первый способ мы с вами рассмотрели. При помощи цикла for-of. То же самое мы можем использовать здесь for-each. Эти элементы я должен показать. Мы сразу обращаемся к переменной здесь и вызываем метод for-each. Передаем сюда рандомную какую-то переменную, которую хотим, например, каждый элемент. И я все то же самое буду делать следующее. Обращаюсь к нашему каждому элементу при помощи по клику, точнее, извиняюсь. У нас будет здесь, как обычно, функция с объектом event. Отменяем браузерное действие по клику. Отлично, все работает. Далее также создаю переменную href, присваиваю текущий элемент и вытаскиваем наш атрибут get attribute. Атрибут мы будем искать, помещать нашу переменную href. Теперь обращаюсь к документу, все точно так же, query selector, к переменной href, scroll into view, передаем объект, первое свойство behavior со значением smooth. Все точно так же, нажимаю на третью, все плавненько у нас отрабатывает. Либо можем использовать цикл for each для перебора элементов, либо for-of. Но мы знаем, что мы можем использовать правильный способ делегирования событий. То есть этот метод я пока также закомментирую. Мы перейдем в нашу разметку. У нас здесь есть ссылочки, и у них есть родитель, например, ul. То же самое могу использовать либо nav, либо header. Просто у нас ближайший родитель. Нет, ближайший родитель у нас тег li, но мы можем использовать тег ul, nav ul. Давайте я этот класс скопирую и сразу обращаюсь в документ, query selector по классу nav ul. И мы повесим обработчик события на нашего родителя. То же самое здесь будет по клику, функция, передаем объект event, точно так же. Далее делаю следующее, обращаюсь к нашему объекту event и отменяем браузерное действие. Теперь у нас будет здесь условие if, если у моего event target текущего элемента класс list при помощи метода contains установлен наша ссылка. Так, у ссылки класс navlink. Давайте я его скопирую отсюда. Кавычки. Ставлю класс. То есть, что мы здесь делаем? Если у текущего элемента, по которому мы кликаем, содержится класс navlink, делай какую-то логику. Логику мы будем делать следующую. Обращаемся к объекту документ, query selector, event target, текущий элемент, на который мы кликаем. Вытаскиваем метод get атрибут. Атрибут будет следующий, href. Далее вызываем метод scroll into view. Передаем сюда объект. Первое свойство у нас behavior со значением smooth. Давайте я сохраню. Перейду на сайт, кликну по первому, кликну по второму, пока у нас ничего с вами не работает. Давайте нажмем на просмотреть код. Так, behavior, консоль. Да, точно, здесь я передаю букву I. Здесь мы передаем объект event. Я по привычке. Давайте еще раз нажмем. Так, event is not defined. Здесь мы также ошибаемся. Event надо написать, так как мы здесь параметром event передаем слово. Нажимаю на 4-ю секцию, мы переходим к 4-й секции. Все у нас с вами правильно отрабатывает. Давайте поэкспериментируем. Все нормально отрабатывает. Здесь мы рассмотрели 3 способа. Например, первый при помощи цикла for-of, при помощи метода for-each и при помощи делегирования событий. Этот способ самый правильный. Теперь давайте повесим якорь на нашу наверх кнопку. Так, класс давайте получим. ID-шник топ. Давайте сразу обращаюсь к документ. Get элемент by ID. По ID-шнику будем отлавливать топ. Далее вешаю обработчик события. Конечно же, по клику будет здесь у меня функция. Объект event передаем, отменяем браузерное действие. И я делаю здесь следующее. Документ, query selector. Получаю наш header. Так, мы должны здесь получить header, класс. Header, да, присутствует. Отлично. Ставлю точка header. Вызываю метод, так, назад. Scroll into view. Круглые скобочки, объект. Свойство behavior со значением smooth. Сохраняю. Давайте переместимся на 4-ю секцию. Нажмем на кнопку наверх, и у нас также все плавно работает.
Такой вот способ мы можем использовать. Либо мы можем вообще скрипт никакой не использовать. Давайте я полностью скрипт закомментирую. Мы видим, у нас наши ссылочки правильно отрабатывают, но никакой плавности нет. Мы можем перейти в файл Style CSS и нашему корневому HTML элементу сделать следующее. Например, указать свойство behavior со значением... нет, не behavior. Так, по-моему, оно называется scroll behavior, да, со значением smooth. Я сохраняю, нажимаю на 4-ю ссылку, и у меня точно такая же плавность, точно такой же результат, как и с нашим скриптом. В чем разница? Если вы хотите использовать просто, например, от одной точки переместиться к другой, чтобы плавный скролл был, тогда, конечно, используйте такое свойство scroll behavior со значением smooth. Если при скролле вы хотите использовать какую-то дополнительную логику, здесь мы никакую дополнительную логику не используем, когда пишем вот эти вот скрипты. Мы просто обращаемся к элементам, точно так же передаем сюда объект behavior со значением smooth, и у нас только плавный скролл. Если мы хотим использовать какую-то дополнительную логику, тогда нужно использовать JavaScript. Если нам нужна просто плавность при скролле, тогда надо использовать scroll behavior smooth. Про эти скрипты я должен был сказать, они очень часто встречаются в коде. Вы можете поэкспериментировать с этим кодом, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим, и в этом видео мы научимся создавать такие вот табы. При клике на любой элемент, в данном случае на ссылочку, на кнопочку, у нас будет отображаться другой контент, в данном случае просто изображение и какое-то описание. Будем нажимать на следующий контент, у нас будет выделяться класс этой кнопки и меняться его содержимое. Контент здесь может быть любым, главное показать, как создаются табы. Давайте начнем. Структура будет следующая, все файлики пустые, начинаем создавать структуру. Давайте я подключу файл со стилями при помощи link style CSS и также подключим наш скрипт, файл с JavaScript кодом. Так, script.js и не забываем указывать атрибут defer. В теге body, давайте я везде сохраню, у нас будет пустая страница, все правильно. В теге body я создаю первый блок. Давайте создадим общий контейнер, в котором будет храниться все, и кнопки, и наш контент. Пускай называется tab, наш div. Далее давайте я создам div с классом buttons, внутри него будут лежать все наши ссылочки. Я создаю кнопку при помощи button. Первый контент у меня будет HTML5. Давайте я использую здесь дата атрибуты. Здесь будет просто единица, они нам далее понадобятся. Также мы можем указать здесь класс. Пускай называется класс link. И первый элемент по умолчанию, когда мы открываем страницу, он у нас активный. Давайте добавим класс для этого. Link пускай будет active. Я сохраняю. Далее копирую button. Здесь мы класс активности убираем. У нас только первая кнопка будет изначально активна. Дата атрибут здесь будет уже двойка. И давайте изменим описание. Тут будет пускай CSS. Далее я копирую кнопку. Дата атрибут будет тройка, и, соответственно, здесь будет другое описание. React. Копирую кнопочку. Дата атрибут уже будет 4. Давайте напишем Angular. Копирую кнопочку 5-ю, последнюю. Дата атрибут будет у нее 5. И, соответственно, изменим контент. Vue.js. Сохраняю. Эти элементы можно пока скрыть. Мы создали родителя div и внутри разместили 5 кнопок, по которым будем далее кликать. Внутри нашего таб контейнера давайте создадим контент. У меня будет общий div с классом контент, пускай будет. И я сделаю следующее. Создам первый div. С левой стороны у нас располагается изображение изначально, и с правой стороны какой-то текст. Здесь будет у меня класс, пускай блок. И давайте я добавлю класс также активности по умолчанию. Для кнопок мы сделали класс активности для первой кнопки, для первого элемента. И то же самое сделаем для первого контента. Пускай называется класс блок контент. Контент давайте сделаем единица таким вот образом. И внутри у меня будет контент. Первое это будет изображение. Давайте у меня div будет с классом image. И внутри будет тег img. Подгрузим наше изображение. Кстати, у меня здесь по умолчанию в папке img 5 изображений, 5 логотипов.
HTML, CSS, Angular, React и Vue. Вы можете эти изображения найти, но в любом случае код будет, конечно же, прикреплен к этому видео. Перехожу в папку AMG, html.jpg, изображение подгружается. В атрибут Alt мы можем указать какой-то текст, можем не указывать. Давайте я напишу сюда HTML, здесь не важно, в принципе. Далее, после нашего дива этого у меня будет какой-то текст. Пускай будет простой div с классом блок текст. Я вставлю описание, например, у меня будет так, HTML, это. Я скопирую просто отсюда вот текст, что такое HTML. Ставлю этот текст, сохраню, мы получаем такую вот структуру. Теперь давайте перейдем к базовой стилизации, а потом добавим все остальные элементы. Так будет намного проще нам понять. Перехожу в файл со стилями, звездочка. Изначально у меня будет так назад. Padding 0, margin будет 0 и box sizing с значением border box. Обращаюсь к тегу HTML, font size делаю 62,5%, то есть 1 rem будет равен 10 пикселям. Обращаемся к нашему тегу body, к родителю. Давайте сделаем стили, пускай будет height stop view high изначально. Далее я сделаю font weight, жирность текста 500 и font family Arial. Вы можете сделать шрифт любой, который вам нравится. Цвет фона давайте укажем какой-нибудь, например, такой вот. Далее display flex я сделаю, align items. У меня будет контент по центру и justify content также будет все по центру. Думаю, здесь понятно. Давайте обращусь ко всем теперь кнопкам, баттонам вот этим вот. При помощи селектора тега button, display блок будет. Уберем также у всех кнопок border, отлично. И при наведении навесим курсор поинтер, извиняюсь, таким вот образом. Теперь давайте приступим к стилизации. У нас есть родитель tab общий. Давайте я скопирую этот класс. Обращаемся к этому классу. Давайте добавим стили. Цвет фона у меня пускай будет здесь белым. Скругление задам. Так, здесь border radius 10 пикселей, 1 rem. Далее у меня будут внутренние паддинги, сверху и снизу по 20 пикселей, а по бокам по 30 пикселей. Будет display flex, то есть у меня здесь есть кнопки, напоминаю, вот у нас родитель tab, есть два блока, блок buttons и content. Мы сейчас даем стили для них. Display flex, сохраняю. Далее, давайте сделаем направление flex direction column. И align items, content пускай будет по центру. Таким вот образом. Думаю, здесь понятно. Хорошо. Далее давайте обратимся к нашему диву с кнопками, к buttons. Ставлю точку. Класс buttons. Также будет display flex для вот этих всех кнопок. Align items сделаем. Flex start можно сделать. И давайте сделаем небольшой отступ. Column gap, например, в 10 пикселей. Ссылочки наши отъехали. Идеально. И можно сделать margin bottom 20 пикселей. Здесь пока все нормально. Теперь давайте стилизуем сами эти кнопки. Класс у них просто link. Обращаюсь к этим кнопкам. Давайте цвет фона сделаем такой какой-нибудь салатовый. Такой вот, отлично. Далее цвет текста пускай будет серый, грей. Давайте сделаем шрифт побольше в 20 пикселей. Сохраняю, отлично. И используем фигурку. Переходим на сайт. Ссылку я оставлю в описании. Выбираю вот эту фигуру, копирую полностью код, вставляю для наших кнопок, сохраняю, перехожу на сайт. Пока изменений особо не видать. Давайте сделаем внутренние паддинги. У меня будет паддинг. Сверху 20 пикселей у этой кнопки именно. Далее с правой стороны у меня будет 30 пикселей паддинг. Сверху и снизу по 35 пикселей. И с левой стороны будет 30 пикселей. Мы получаем такую вот фигуру, как здесь вот. Так, давайте цвет текста я сделаю следующий, или цвет текста давайте я просто оставлю, сохраню. Мы можем сделать transition, чтобы какая-то плавность была, когда мы будем кликать по этим элементам. Например, all, 3 секунды и какую-то анимацию сохраняем. Хорошо. У нас есть класс link active, это будет по умолчанию только первый элемент активный. Давайте его стилизуем. Link active. Цвет фона я сделаю таким вот.
цветом, отлично, а цвет текста пускай у меня будет, например, такой вот зелененький. Хорошо. Давайте займемся стилизацией дальше. У нас есть, давайте здесь вернем баттонсы, у нас внутри контента есть блок-класс. Займемся стилизацией. Внутри этого блока находится изображение и текст. У меня будет DisplayFlex также. Далее мы здесь сделаем Align Items, конечно же, по центру. И отступ со всех сторон, сверху и снизу, по 20 пикселей. Пока нормально. Теперь давайте стилизуем наше изображение. У нас есть div с классом Image. Я оставляю этот класс. Далее ширина будет максимальная в 250 пикселей. И высота также будет максимальная в 250 пикселей. Теперь давайте обратимся к нашему, извиняюсь, самому изображению. Класса никакого нету. Я скопирую этот класс. И через пробел обращаюсь ко всем тегам img внутри нашего дива с классом image. Так, здесь я сделаю ширину изображения 100% для тега img. Высота будет также 100%. И при помощи свойства ObjectFit растянем значение cover. Таким вот образом. Здесь все идеально. Давайте стилизуем теперь наш текст. Класс у него box, блок, извиняюсь, текст. Ставлю точку, вставляю. Максимальная ширина мы можем сделать 500 пикселей. Давайте сделаем font size, например, 18 пикселей. Так, здесь только с маленькой буквы. 18 пикселей. И высоту строки line height, например, в 30 пикселей. Думаю, здесь все нормально. Отлично. Хорошо. Теперь мы можем продолжить нашу верстку. В принципе, мы уже все сверстали. Единственное, нам нужно подгрузить другие изображения и, соответственно, другой контент. Давайте этим займемся. Я перехожу в разметку, этот класс сверну, полностью его здесь копирую и ниже вставляю. Единственное, что я здесь делаю, добавляю класс второй, блок content 2 и класс hidden. Изначально мы будем скрывать этот элемент. Здесь я в стилях обращаюсь к нашему классу hidden, делаю display none, и элемент пропадает. Давайте пока я это закомментирую, чтобы мы видели, что мы делаем с вами. Переходим. Класс мы изменили, переходим в структуру саму. Здесь у меня будет следующее CSS. Давайте подгрузим. Так, ставлю слэш. По-моему, идет WebP. Сохраняю. Да, логотип подгрузился. И давайте также подгрузим контент. Давайте копируем контент полностью здесь. Я вставляю за место предыдущего. Мы получаем. Все нормально у нас здесь отрабатывает. То же самое копирую полностью div. Вставляю его здесь. Далее. Меняем здесь содержимое блок content на тройку, класс hidden оставляем. Единственное, меняем изображение просто и описание. Я ставлю здесь слэш, и мы подгрузим, давайте, логотип React. То же самое возьму описание здесь, React, это, и скопирую описание. Это описание я удалю полностью, давайте по новой его выделю, вставлю, сохраню, перейду на сайт, все идеально подгрузилось. Так, эту часть мы с вами свернем и продолжим дальше. Копирую еще один div, вставляю ниже, меняю здесь класс на блок content 4. Здесь мы будем подгружать изображение, давайте другое уже, Angular подгрузим. Так, Angular, отлично. И, соответственно, ставим другое описание. Копирую описание Angular. Очень серьезной библиотеки фреймворка. Так, здесь давайте я также все это сверну. И последний элемент ставим. Я копирую div, вставляю. Здесь у нас изображение будет уже Vue.js. Так, Vue. И изменим описание на Vue. Сохраняем. Далее сворачиваю. Давайте это сверну. Перейдем на сайт, посмотрим. Отлично. Весь контент у нас подгрузился. Здесь мы дали специально другие. Единичка, двойка, тройка, четверка и тут пятерка. И то же самое внутри нашего дива с классом button. Мы не просто так задали эти атрибуты. Здесь есть такая небольшая связь. Класс hidden сделали, чтобы изначально скрыть все эти элементы. Вот мы прописали в стиле display none, я сохраняю. И в принципе верстка готова. Здесь верстка даже сложнее, чем логика на JavaScript будет. Давайте теперь сразу напишем нашу логику. Я перехожу в файл script.js. Мы уже его здесь подключили с вами. Давайте получим сначала div
Мы используем здесь делегирование событий. Получим div, внутри которого лежат все эти ссылки. Так, я перехожу. Константу создаю. Документ, query selector. Обращаюсь к нашему div. Отлично. Далее давайте получим все вот эти вот ссылочки. Копирую этот элемент. Const, пускай у меня будет links. Так, документ, query selector all, только здесь, потому что мы выбираем не один элемент, а несколько. Поэтому мы используем метод query selector all. И давайте получим наш класс блок. Вот у нас блок, это с контентом, которым изображение и описание. У нас также много этих классов. Const у меня будет блок при помощи документ, query selector all. Получаем блок. Далее я буду вешать обработчик события на наш div с вот этими вот со всеми ссылочками. Вот он, buttons. Мы уже его получили здесь. Я обращаюсь к этому элементу при помощи метода addEventListener. Событие будет происходить, конечно, у нас по клику. Далее будет функция. Объектом передаем объект event. Раскрываем структуру нашу. И первым делом мы должны сделать следующее. У нас есть класс активности у первого элемента. Мы давали класс этой ссылочки. Вот она, вот наш button link active. При нажатии на любой из наших элементов изначально мы должны этот класс у всех элементов удалять. У нас есть здесь links переменная. Вот мы ее получили. Все вот эти ссылочки. Давайте изначально уберем этот класс у всех ссылок. Я обращаюсь к переменной links при помощи метода forEach. Передаю переменную элемент, например, это каждый элемент, каждая кнопка у нас будет стрелочная функция, и делаю следующее. Обращаюсь к этой переменной элемент, к каждому элементу, вызываю свойство classList, и при помощи метода remove мы будем у всех наших кнопок удалять наш класс активности. Я эту запись копирую, вставляю таким образом, сохраняю. Теперь, если я кликну на любой элемент, эти стили пропадут. Нажимаю, эти стили пропали. Если бы у нас класс активности был у всех сейчас, мы бы кликнули на любой элемент, и мы удалили у всех элементов эту активность. Думаю, здесь пока все понятно. Далее, давайте также мы добавим при клике наш класс активности hidden всем элементам. То есть, когда мы кликаем на любой из элементов, мы вот этот весь контент будем тоже скрывать. Это нам нужно потом. Когда мы будем кликать на элемент, повторяю, мы будем только добавлять какой-то контент определенный. Давайте добавим класс hidden всем элементам блок. Мы уже эту переменную получили с вами, блок. Использую здесь, конечно же, метод forEach, блок, метод forEach, потому что мы получили коллекцию. Давайте здесь используем переменную item, здесь не важно, как она называется. И я сделаю следующее. Наш item при помощи метода classList, только мы будем добавлять класс hidden. Теперь, если я кликну на любой элемент здесь, контент пропадет и сбросится класс. Нажимаю, все идеально пока отрабатывает. Здесь, думаю, все понятно. Хорошо. Теперь давайте сделаем следующее. При помощи оператора if, то есть event объект наш, вот он, мы получаем его, текущий элемент, таргет, на который мы будем кликать, класс list, при помощи метода contains, link. Сейчас я объясню подробно, что я здесь делаю. Link, открываю фигурные скобки, то есть если мы кликаем по элементу любому, и он содержит класс link, а он будет содержать у нас, вот у нас ссылочки, точнее наши кнопки с классом link, тогда мы будем с вами делать следующее. Event target, текущий элемент, на который я кликнул, класс list, свойство, точнее метод add, извиняюсь, и мы будем добавлять класс активности, например, link active. То есть здесь мы все изначально удаляем у всех элементов класс активности при клике на элемент. Потом у текущего элемента, у которого будет содержаться класс link, мы этому элементу текущему будем добавлять класс активности. Я сохраняю, мы нажимаем, добавляем класс активности на тот элемент, по которому кликнули. Таким вот образом это у нас происходит. Здесь, думаю, все понятно. Теперь давайте получим наш атрибут 1, 2, 3, 4, 5 у кнопок. Я создам константу здесь, const пускай называется data, присвою наш объект event, свойство target, текущий элемент, и получим при помощи метода get атрибут, мы должны получить атрибут data дефис. То есть вот мы указываем data дефис. Наш атрибут начинается с такой записи. Если мы хотели бы получить атрибут класс, мы бы написали здесь класс. Теперь в консоли, если я выведу нашу переменную data, давайте раскрою консоль здесь. Консоль, так, это опущу здесь. Угу. Если я кликаю по второму элементу, мы получаем
атрибут 2, у CSS дата атрибут 2, у Vue у нас 5, у React 3, у HTML 1 и так далее. Это нам нужно. В принципе, мы уже почти всю логику написали. Осталось пару строчек кода, документ, query selector. Далее я использую шаблонную строку здесь, чтобы ставить какое-то выражение, то есть нашу переменную. Мы обращаемся к классу, например, блок контент. Давайте я скопирую этот класс 1, 2, 3, 4, 5. Они, в принципе, похожи. Я обязательно ставлю точку здесь, потому что мы обращаемся при помощи метода querySelector. Вставляю этот класс, далее убираю единицу, $, фигурные скобки и перемещаю сюда переменную дата. То есть, когда мы будем кликать на наш элемент, мы будем обращаться к какому-то конкретному элементу, например, либо к 3, 4, к 5 и так далее, контенту именно. И я сделаю следующее. При помощи свойства classList, метода remove, я буду удалять класс hidden. То есть, изначально у класса блок, мы его перебираем здесь, мы всем элементам добавляем этот класс hidden, чтобы скрыть наш контент. Далее мы выбираем какой-то элемент, блок контент, на который мы будем кликать именно, потому что мы получаем здесь дата-атрибут. Я вставляю переменную, мы получаем какой-то элемент, и у этого элемента я удаляю класс hidden. Давайте я сохраню, нажимаю на CSS, все идеально отрабатывает. На React, на Vue, на HTML. В принципе, все готово. Единственное, есть небольшая проблема. Если я кликну по вот этому диву, вот buttons, у нас есть div, у нас пропадает весь контент. Почему так происходит? Потому что изначально мы вешаем обработчик события на него, и мы удаляем все элементы. Обращаемся к блоку и удаляем весь контент страницы. Что мы можем сделать? При помощи оператора if я могу сделать простую запись, например. If, если, например, наш объект event, target, текущий элемент строго равен нашему элементу, мы можем использовать this, либо, например, buttons. Тогда я просто буду делать, например, return, возврат. Например, нажимаю, все так же работает, кликаю по нашему баттону, ничего не происходит. Мы можем здесь даже запись сократить таким вот образом, и все будет нормально отрабатывать. Единственное, можно добавить тени. Давайте я зайду на какой-нибудь сайт, Box Shadow, генератор CSS. Так, можно рандомно подобрать здесь что-нибудь. Так, здесь вот так сделать, вот так, и размытие небольшое, блюр. Копирую полностью код. Далее перехожу в CSS. Давайте я закрою эту вкладку. И у нас родитель наш таб. Для всех элементов вставляю этот код, и мы получаем такие вот тени. Табы, в принципе, сверстаны. Верстка на этом готова. Контент здесь может быть любой, большие изображения, там другая какая-то логика. Мы просто научились переключения делать с вами. Таким вот простым кодом. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы продолжим с вами в следующем видео. Давайте продолжим с вами и рассмотрим такую базовую анимацию. При наведении на какую-то из ссылок нашего хедера все ссылки будут темные, точнее будет меняться opacity и, соответственно, также будет меняться логотип. И сам бэкграунд нашего хедера. Сделать это очень просто. Давайте начнем. Давайте начнем сразу с верстки. У меня будет тег header без класса. Далее внутри хедера у меня будет div с каким-то логотипом. И тег AMG. Я подгружу рандомный логотип какой-то из папки AMG. Так, tops, по-моему, называется. Да, отлично. Alt ничего указывать не буду. И далее создам тег nav под нашим логотипом. У меня будет ссылочка. Заглушку поставлю. И давайте просто укажу здесь, например, section 1 пусть будет. Класс можно задать. Давайте класс сделаем link для стилизации. Здесь я скопирую все это дело. Секция 2, секция 3, секция 4 и секция 5. Думаю, достаточно. На этом верстка все. И давайте сразу перейдем к стилизации. Стилизовать будем первое header по селектору тегу. Паддинг внутренний я сделаю сверху и снизу по 10 пикселей, по бокам по 20. Цвет фона можно сделать какой-нибудь темный, 26, 26, 26, отлично. Далее высоту я сделаю 120 пикселей нашего хедера. Display Flex у меня будет, потому что у меня здесь есть изображение AMG и наши ссылочки. Так, Display Flex, Justify Content давайте я сделаю Space Around пусть будет. Так, Align Items, конечно же, по центру, только не Self, а здесь Items будет по центру. И какую-нибудь плавность, когда мы будем наводить курсором на наши ссылочки, чтобы была какая-то анимация.
Transition All для всех элементов. Например, пускай будет 4 секунды и какую-нибудь рандомную анимацию. Хорошо. Давайте стилизуем наше лого. Класс, разумеется, есть лого. Далее, так, ширина будет у него 200 пикселей. Далее также я сделаю Transition для него, потому что она также будет менять прозрачность. Например, 4. Давайте сделаем также, пускай будет 4 секунды. И, например, Easy In Out. Теперь обращусь к нашему AMG логотипу. Ширина будет, как обычно, в 100%. Высота также 100%. И свойство Object Fit Contain, чтобы сохранялось все свои пропорции. Далее давайте стилизуем наш nav. Обращаюсь к нашему nav. Display Flex. Align Items по центру. И давайте Column Gap, отступ у наших ссылочек, сделаю в 30 пикселей. Таким вот образом. Ссылочки можно увеличить. Класс для этого у нас есть link для каждой ссылки. Font size будет пускай в 20 пикселей. Также Transition дадим им для плавности. All, например. Пускай будет здесь только 3 секунды. И анимация такая же. Теперь, когда мы будем наводить на нашу ссылочку, мы будем нашему хедеру добавлять класс и менять бэкграунд. Класс я создам сразу. Head пускай будет. Background Color, например, темно-синий. 161, C53. Таким вот образом. В принципе, с версткой и стилизацией все. Давайте сразу приступим к JavaScript коду. Первым делом я получу наш header. Класса никакого нету. Const. Переменная будет header. Document. Query Selector. Header. Теперь давайте получим все наши ссылочки. Есть класс link. Создам константу links при помощи document, query selector all, это коллекция, не один элемент, напоминаю. И также мы получим наш логотип. У него класс есть лого, отлично. Так, сюда. Const, давайте будет лого, document, query selector, наше лого. Здесь я создам функцию, просто function declaration, пускай называется, например, links animation, тут не важно. Передам объект event сюда параметром. То есть, когда мы будем обращаться, то есть наводить на наш header, мы обработчик события будем вешать на header сюда. И у нас будет проходить, срабатывать вот эта вот функция. Мы можем сделать таким вот образом. If я буду проверять, если наш event свойство target, текущий элемент, свойство класс list, тут придется писать без ошибок сейчас, contains link. Если текущий элемент будет содержать нашу ссылочку, тут все как обычно просто, тогда логика у меня будет следующей. Я создам какую-то константу, например, target link пускай называется, и присвою туда, в эту переменную, текущий элемент, по которому мы не будем кликать, мы будем событие использовать при наведении. Так, const target link, event target. Отлично. Теперь давайте переберем все наши ссылочки. Обращаюсь ко всем ссылкам links. При помощи метода for each я буду их перебирать. Элемент, стрелочная функция. Каждому нашему элементу обращаемся к свойству сюда, здесь, извиняюсь, style, свойство opacity и присваиваем this, то есть текущий элемент. При вызове этой функции мы будем при помощи метода bind передавать какой-то контекст. Мы это уже разбирали с вами. Про методы apply, call и bind. Сейчас я подробно тоже все это объясню. Хорошо. Далее нашему логотипу, переменная лого, также свойство будет у него style, свойство opacity, присвоим на this. Тут я обращаюсь к нашему хедеру, у нас есть переменная header, то же самое, извиняюсь, класс list. При помощи метода toggle переключателем будем переключать класс head. Когда мы будем наводить, этот класс будет добавляться. Когда мы мышку будем уводить за этот элемент, класс будет у него убираться. В принципе, с кодом все. Теперь давайте повесим обработчик события на header. Это event listener. При mouse over, то есть, когда мышка будет наводиться, мы будем передавать эту функцию. Здесь у меня запятая идет, наша функция links animation. Я вызываю метод bind и передаю сюда контекст. Контекст. Здесь у нас будет opacity. Сначала давайте я сделаю 0,4. То есть, чтобы было понятно, здесь мы передаем this. Каждому элементу мы передаем this. То есть, здесь, когда мы обращаемся к функции, мы вызываем bind
и передаем контекст, от чего, от какого объекта или от какого свойства мы будем отталкиваться. Из this мы передаем сюда свойства для нашего opacity. Таким вот простым образом. Кстати, здесь я пропустил одно свойство. У нас есть переменная target_link, то есть текущий элемент. Мы этому текущему элементу также должны добавлять style. Здесь свойство у меня будет также opacity, например, в единицу. Давайте я скопирую это свойство. Это свойство только работает тогда, когда мы будем наводить. Мы наводим, все элементы, класс пропадает у всех элементов. Также у логотипа opacity меняется. И то же самое повешу обработчик события, только здесь свойство будет mouse out. И opacity будет возвращаться в единичку. Сохраняю. Навожу мышкой, срабатывает событие mouse over. Как только мышку убираю, срабатывает функция mouse out. И opacity становится в единицу. Что мы здесь сделали? Мы создали простую функцию. То же самое я мог создать в обработчике события, но тогда пришлось бы дублировать код дважды. Мы создали функцию и при помощи if проверили, если у текущего элемента содержится класс link, а он содержится. У нас только работает это на ссылках. Тогда я создам переменную и присвою туда текущий элемент, на который мы будем наводить. Далее мы перебираем все наши ссылки вот эти вот. Всем этим ссылкам я ставлю opacity, передаю this. То есть this ссылается на сам объект в обработчике события. Мы при обработчике события обращаемся к нашей функции, при помощи метода bind передаем сюда контекст для this. Opacity 0,4. Далее логотипу ставим opacity. И тут переменная target_link может быть непонятная. Почему я здесь не использую this? Target_link наша переменная, style opacity я ставлю единицу. То есть у текущего элемента я ставлю единицу. Если я сделаю здесь this, у нас это отрабатывать не будет. Я поставлю this, мы все элементы у нас гасятся и наоборот убираются. Поэтому я ставлю в единичку. Такой вот простой код. Контент здесь может быть, конечно же, любым. Вы можете поэкспериментировать с этим кодом. И мы продолжим с вами в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим. И в этом видео подробно разберем, что такое Intersection Observer API. Intersection Observer API — это специальный API в браузере, который позволяет нам отслеживать пересечение, например, различных элементов с другими элементами или видимой областью нашего окна браузера. Это удобно для реализации, например, различных функций, связанных с динамической загрузкой любого контента или, например, различными анимациями на нашем сайте. И также другими сценариями, когда, например, нам важно знать, что элемент стал видимым или скрытым на странице. Эта тема очень сложная, многим она дается очень тяжело. В этом видео мы подробно разберем, что это такое, ничего сложного нет. Я постараюсь объяснить на простых примерах. Давайте создадим базовую структуру. У меня будет, например, здесь хедер, класс никакой задавать не буду. Внутри моего хедера будет навигационное меню, тег nav и пару ссылочек. Я здесь поставлю заглушку и напишу link, например, 1. Давайте сделаем. Пусть будет 4 ссылки. Тут, в принципе, не важно. Я сохраню. И после нашего хедера у меня будет тег main. Внутри нашего main будут секции. И внутри этой секции будет какой-то div, например, с классом, пускай блок. Далее дадим дополнительный класс. Пускай будет, например, d1. И я поставлю единицу просто. Скопирую нашу секцию. Так, давайте здесь изменим на двойку. И здесь также на двойку. Тут будет тройка, тут тройка. Четверка, четверка. Пятерка, пятерка. Думаю, 6 секций будет достаточно для понимания. Теперь давайте перейдем в style. Базовая стилизация такая. Ссылкам по умолчанию есть стили для body, высота, HTML и вот. На этом все. Баттон я могу удалить. Обращаюсь к нашему хедеру. Так, цвет фона можем сделать какой-нибудь темненький цвет. Идеально. Давайте обращусь к нашему тегу nav, display flex, align items будет по центру и justify content, например, space around. И высоту сделаем в 100 пикселей нашего хедера. Также можно сделать margin bottom. Давайте сделаю в 200 пикселей. Теперь займемся стилизацией нашего. Так, у нас есть main, блок. Давайте скопируем наш блок класс. Ширина будет нашего блока, пускай будет 800 пикселей, высота, например, в 300 пикселей.
И сделаю какие-нибудь рандомные тени. Я зашел на сайт, рандомно сгенерировал тени. Давайте я их вставлю на нашего дива. Мы получаем такую структуру. Также можно сделать margin bottom в, например, 200 пикселей, либо побольше чуть дать. Давайте сделаем в 55 rem. И у нас есть тег section. Так, у нас есть section, нет. У нас есть тег main. Давайте для него, для нашего тега main. Display flex, направление flex direction column. И align items будет контент по центру. Также у нас есть единичка, двойка, тройка и так далее, да? Давайте стилизуем это все. Color пускай будет такой. Вот у нас единичка. Font size пускай будет 60 пикселей. Font size 60 пикселей. И сделаем контент по центру. Display flex, align items центр и justify content центр. Такой контент у нас получился. Базовая стилизация для понимания нашего Intersection Observer API. Все, в принципе, верстка создана. Давайте перейдем теперь к JavaScript коду. Давайте я создам константу, любую, назову ее Observer. И при помощи оператора new мы вызываем конструктор in. Так я пишу Intersection Observer. Открываю круглые скобки. И мы здесь можем принимать два параметра. То есть первый параметр это callback функция. Например, можем написать сюда function. А второй параметр это объект с настройками. Объект, который позволяет нам настроить поведение Intersection Observer. А первый параметр это какая-то callback функция. Она будет вызываться всякий раз, когда наш элемент попадает в видимую область или выходит из нее. Здесь пока непонятно, сейчас мы все подробно разберем. Давайте отсюда я эту функцию и наш блок, точнее, да, блок удалю, объект, точнее, извиняюсь, и мы здесь объявим какую-то функцию. Например, функция fn1, тут неважно. Наша функция также может здесь принимать два параметра. Первый параметр это сам массив объектов, сейчас мы его рассмотрим подробно. И второй параметр это observer, мы также его разберем. Я передам entries сюда, это будет у нас массив объектов. И сделаю следующее, просто в консоли буду выводить этот массив. Это не все, давайте создадим объект с настройками, const options, и передадим сюда threshold. Threshold мы можем передавать сюда три свойства. Threshold мы можем передать сюда массив чисел, число обязательно от 0 до единицы, которое будет определять, какая часть нашего элемента должна быть видимой, чтобы наша callback функция сработала. Это тоже пока непонятно. Давайте сейчас все это мы подробно с вами разберем. Так, threshold я передам сюда, например, точка 2, 0,2. Это 20% от видимой области. Сейчас подробно все это разберем. Сюда передаю нашу функцию первым параметром fn1, вторым параметром объект с настройками. Теперь, зачем мы будем наблюдать? Например, давайте как только мы будем получать вот эту вот третью секцию в нашем viewport, мы будем ее отслеживать. У нас есть класс специальный D3 для этой секции, я его скопирую, давайте ниже. Создам константу здесь, const D3, при помощи document query selector получаем наш объект, наш div. Далее обращаюсь к нашей вот этой переменной observer и при помощи метода observe, чтобы здесь не путаться, давайте я переменную просто назову, например, a1. Далее обращаюсь к этой переменной и вызываю метод observe. Внутри круглых скобок мы передаем объект, переменную, неважно. Передаем сюда то, что мы будем отслеживать. В данном случае мы будем отслеживать наш D3 div с классом D3. Я передаю сюда D3. Мы в консоли выводим наш entries, массив именно. Теперь давайте я раскрою консоль. Я раскрою консоль, по новой сохраню. Первым делом мы получаем изначально массив объектов. Давайте я раскрою этот объект. Самое главное свойство здесь пока, которое нам нужно, это is intersection ratio 0 стоит. И is intersecting свойство, запомните про это, false. То есть здесь мы в настройках указываем, параметры передаем для объекта threshold 0,2, 20%. Как только вот у наш viewport, наше окно браузера, как только мы увидим на 20% наш div с классом D3, у нас будет вызвана callback функция fn1, и мы просто получим массив консоль. Например, я иду, и наш D3, как только вот он появляется снизу, здесь обратите внимание, и сейчас в консоли будет вызвана эта функция. Вот, видите? Здесь я раскрываю этот массив. Свойство у нас уже is intersecting равно true. И is intersections ratio 0,22.
То есть наш обсервер сработал. Если я начну крутить выше, поднимать, мы также здесь получим isIntersecting свойство в false. То есть мы наблюдаем за этим элементом. isIntersecting false. Таким вот образом. Это самый ключевой момент, как мы можем получать эти элементы. Давайте я по новой здесь сохраню. И чтобы сразу получить объект, мы можем использовать здесь следующую запись. Например, я entries просто наш возьму, переберу его, for each, передам сюда какую-то переменную, и в консоли буду выводить сразу же объект. Вот мы получаем сразу же объект здесь первым делом. У нас isIntersecting false стоит. Давайте еще раз сохраню. Как только мы получаем на 20% от нашего браузера, как только мы на 20% видим этот элемент, если быть проще сказать, D3, тогда мы будем вызывать нашу callback, вот эту вот функцию, и получать в консоли просто объект. Я кручу скроллом, вот, и мы получаем второй объект здесь. Так, здесь их 3, давайте я сохраню. Изначально у нас false, поворачиваюсь вниз скроллом, и мы получаем isIntersecting true, то есть наш элемент отслеживается. Если я скроллом крутить буду кверху, мы обратно получаем false. То есть в параметрах наш элемент не виден нам на 20%. Как только мы видим его на 20% от нашего вьюпорта, именно вот этого вот окна, мы будем получать нашу callback функцию. Думаю, здесь понятно. Не переживайте, если непонятно, поэкспериментируйте с этим. Давайте напишем пару функций. Например, когда я буду видеть на 50% нашу четвертую секцию, я хочу, чтобы мой хедер был видимый, прилипал, то есть. Давайте этот код полностью я закомментирую, оставлю вам его. Далее в консоли поставлю здесь разделитель. Мы получим наш хедер. Так, класса никакого нету. Я просто создам константу header, присвою документ, query selector, наш header. Далее создаю переменную, const, например, header observer, пускай называется observer. И при помощи оператора new обращаемся к нашему конструктору intersecting observer. И давайте на этот раз я прям тут передам функцию анонимную callback'ом. Так, функция у меня будет. И сразу же объект с настройками. Threshold мы установим в 50%. Как только мы будем видеть наш блок склад D4, давайте D5 выберем, неважно. Получим этот элемент D5. Я сразу создам переменную здесь выше. Const D5 у меня будет равен документ, query selector, наш класс D5. По объекту с настройками мы задали. Как только мы увидим на 50% наш элемент этот, у нас будет появляться header. Так, сюда мы передаем нашу функцию. Давайте передадим entries, либо просто и вот таким вот образом. Далее я создаю константу const, либо могу использовать также цикл for. Давайте используем цикл for each. Элемент у меня будет. Будем делать здесь следующее. Так, header мы с вами получили. Давайте напишем условие if, если мой элемент текущий. Мы помним, что у нас свойство isIntersecting равно false. Пока мы до него не дошли, мы будем проверять. Я пишу сюда isIntersecting. Если оно будет true, здесь мы прописываем, если это свойство существует, и оно в булевом значении true, тогда нашему хедеру .classList add я буду добавлять какой-то класс. Например, давайте сделаем k2, пускай будет класс. В противном случае я этот класс у нашего хедера буду удалять при помощи remove. Теперь давайте создадим этот класс в стилях. k2. Наш хедер будет position fixed, top 0, left 0 и ширина в 100%. Хорошо. Давайте проскроллим, посмотрим, что все у нас работает, а потом я подробно объясню код. Так, хедер мы здесь не получаем. Давайте проверим. Так, мы получаем массив здесь, перебираем его, for each элемент. Так, с кодом все правильно. Мы не указали с вами наблюдателя. Давайте я копирую эту переменную, обращаюсь к ней, вызываю метод observe, и наблюдатель будет наша переменная D5 с классом D5. То есть мы будем наблюдать за вот этим вот дивом. D5 я сохраняю. Так, хедер появился. Давайте скроллить. Вот мы видим, у нас нету пока нашего хедера. Как только мы переходим к пятой секции, вот она, пятая, на 50%, мы сразу получаем наш хедер таким вот образом. То есть, что я здесь делаю?
Создаю простую константу, помещаем туда наш элемент d5 div. Далее получаем header таким же способом. Создаю переменную при помощи конструктора InterSectionObserver. Мы передаем первую функцию здесь. Элемент. Наш entries, массив с объектами, перебираем при помощи метода forEach. Далее, если мой элемент и у него свойство isIntersecting true, то есть, давайте я здесь также буду в консоли это выводить. Например, у меня будет const элемент. Давайте я подниму выше. И мы видим изначально наш isIntersecting, извиняюсь, равен false. Как только мы пересекаем, получаем нашу пятую секцию вот здесь, получаем также вызов callback функции. Здесь мы на 31 строке получаем isIntersecting равен true. Вот это свойство. Здесь мы используем forEach цикл, проверяем. Если наш isIntersecting true, тогда мы нашему хедеру просто добавляем класс k2. Таким вот образом. Стили мы прописали, position fixed, ширина в 100%. Далее. Объект у нас с настройками, threshold. Как только мы заходим на 50% нашей секции, вот этого пятого блока, именно, мы сразу получаем header. То есть у меня здесь перескок идет просто. Вот как только я захожу на пятую секцию, мы получаем здесь header. Я мог здесь не использовать такую вот сложную структуру forEach. Давайте я этот класс скопирую и все здесь закомментирую. Я это все здесь закомментирую. Таким вот образом, давайте я это все сверну, так, разверну, поставлю пару пробелов, сверну, создам какую-то константу A1 и присвою ей массив наш, который принимает объекты, и мы получим первый объект. Далее, при помощи тернарного оператора даже можно здесь сделать, например, наш переменная A1 первый объект, если свойство isIntersecting, то есть true, тогда мы будем делать следующее. Обращаемся к нашему хедеру, класс list, добавляем класс k2. В противном случае я его просто беру и удаляю. Если я сохраню такой вот способ, начну скроллить здесь ниже, мы получаем все точно так же у нас отрабатывает. Здесь, думаю, все максимально понятно с хедером. Хорошо, теперь давайте напишем какую-нибудь базовую анимацию для наших секций. Контент внутри секции может быть любой. По умолчанию сайты верстаются секциями. Здесь может быть изображение там или, например, табы, которые мы делали до этого с вами. Неважно. Давайте напишем какую-нибудь анимацию. Я копирую класс блок здесь. Поставлю сразу разделитель. Const, например, блок. Так, назад. Const блок равен документ. Query selector all. Мы здесь выбираем коллекцию. Отлично. Далее. Давайте создам переменную const, например. Пускай будет section observer. Присваиваем new intersection observer. Сразу давайте я создам отдельно, наверное, здесь лучше функцию fn2. И передам сюда на этот раз два параметра. Почему два? Сейчас подробно объясню. Первый параметр будет entries, второй observer. Давайте OBS коротко. Так. Сюда передаем fn2 функцию и могу здесь задать объект. Например, threshold у меня будет, пускай будет 20% от видимой части. Так, теперь отслеживать мы будем следующее. Здесь мы создали функцию с вами. Давайте ее настроим сразу же. То есть, если при помощи константы давайте получим элементы. Так, const у меня будет, например, секция какая-то, неважно, присваиваем entries, массив объектов, и получаем здесь нулевой объект. Теперь у нас будет здесь условие if, если section is intersecting, тогда мы будем делать следующее. Нашему именно текущему элементу, у нас здесь много секций, я буду делать следующее. То есть обращаюсь к секции этой переменной, к текущему элементу при помощи свойства target. Далее вешаю класс list, например, при помощи метода add. И давайте придумаем какой-то класс. Создадим его сейчас в CSS. Пускай класс называется, например, L8. Тут не важно. Сохраняю. Теперь наблюдателем нашим я скопирую эту переменную. Мы помним, что мы получили коллекцию из различных элементов. Давайте переберем ее при помощи блок. Так, for each, например, каждый элемент.
И я сделаю следующее. Обращаюсь в наши переменные, вызываю метод observe и передаю сюда каждый элемент. Вот эту вот переменную. Сохраняю. Давайте я скопирую. Перейдем в стиле. У нас есть класс блок. Давайте изначально я сделаю следующую запись. Например, transform пусть будет. Далее translate по y, например, в 10 rem. Opacity сделаем 0. Элементы наши скрылись. Теперь давайте вот этот класс, который мы добавляем, L8, для него я задам какие-то рандомные стили. L8. Просто возьму отсюда, это все скопирую. Только мы здесь будем делать минус, например. Давайте 15, 150 пикселей. И opacity будем делать в единицу. И чтобы все плавно происходило, при помощи transition, all, давайте у нас будет это все длиться 5 секунд. И какая-нибудь рандомная анимация. Так, я сохраняю. Давайте обновлю. Здесь все закрою. Мы видим, первая секция у нас всплыла. Как только мы получаем вторую, третью, они у нас всплывают таким вот быстрым образом. Давайте это все обновлю еще раз. Мы получаем первую секцию. Далее третья, четвертая, пятая, шестая. Здесь я могу увеличить высоту немножко у нашего блока. Давайте я сделаю в 600 пикселей. То есть в настройках все точно так же. Для нашего threshold, как только мы видим 20% нашего блока, мы сразу добавляем класс текущему элементу L8. Этот класс просто берет эту секцию и поднимает. Изначально мы опускаем, а далее потом поднимаем. Вот я получаю второй элемент, у меня происходит всплытие, третий и так далее. Здесь давайте сделаю transition немного побольше. И здесь также будем получать минусовое. Мы видим всплытие двух секций сразу. Так, всплытия особо не видно. Давайте перейдем в скрипт. И я буду это делать для наших секций. То есть мы можем получить за место нашего блока здесь все секции. Класса никакого нет. Section. Таким вот образом. Тогда здесь надо будет дополнительный класс давать, получать блок, через for each обрабатывать. Нет, давайте вернем все как было. Пускай будет блок, я сохраню. Изначально мы получаем первую секцию. Далее при скролле у нас всплывает вторая. Далее третья секция всплывает таким образом. Четвертая секция. Пятая секция. Появляется хедер, как мы видим, вот здесь вот. И шестая. Все отлично. Теперь, если я в консоли посмотрю на этот код, давайте в консоли будем его распечатывать, нашу переменную entries. Console log entries. Так, по умолчанию давайте назад, 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 вниз. Ага, отлично. Я обновлю все это дело. Мы получаем из intersecting false именно. Вот, из intersecting false. Далее, когда я начинаю скроллить, мы получаем вызовы, когда получаем различный элемент каждый. И, например, если я хочу, вот я получаю вызов, 9 сообщений в консоли, всплытие происходит, все нормально. Если я начинаю скроллить вверх, мы также получаем вызов нашей callback функцию. Наш обсервер продолжает отслеживать эти секции. Я вот поднимаю выше, выше, ниже, и у нас callback функции вызываются. Второй параметр, который мы передали нашу функцию OBS, он служит в основном для того, чтобы, например, отключить наблюдение. После нашего if здесь я обращаюсь к этому параметру OBS и вызываю метод onObserve. Передаю сюда следующее. Sec нашу переменную, в котором содержится объект, и свойство target, то есть прекратить наблюдение у текущего элемента. Давайте начну скроллить вниз здесь. Получаем вызов, все правильно. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Мы получили 9. Если я начинаю выше здесь скроллить, мы уже не получаем вызов нашей callback функции. Таким вот образом. Давайте я это все обновлю здесь. В принципе, логика может быть любой здесь. Не обязательно transform, translate, например, по x. Мы можем использовать здесь, например. Давайте это я оставлю запись. Здесь использую translate x. И изначально наша секция будет, например, минус 700 или 800, пускай будет, неважно, пикселей. Далее это я копирую. Эту запись закомментирую по y. И здесь также по y закомментирую. Ставлю. И у меня изначально будет в 0 rem. Давайте перейдем на сайт. Мы видим, наша секция выплывает с правой стороны, вторая секция выезжает, третья, четвертая, пятая и шестая. То есть,
Еще раз подробно код давайте рассмотрим. Мы получаем все дивы с классом блок. Далее создаем функцию. Давайте про функцию пока забудем. Создаем константу. При помощи конструктора InterSectionObserver передаем сначала функцию. У этой функции мы передаем два параметра. Создаем константу, присваиваем массив с объектами и получаем первый объект. То есть наш объект InterSectionObserver, наблюдателя. Здесь в условии if, если мой элемент у объекта именно свойство is intersecting равен в true, то есть мы получили этот элемент, тогда я нашему текущему элементу, таргету, класс list при помощи метода add буду добавлять класс L8, который делает следующее. У нас какая-то анимация. Далее мы просто в консоли распечатываем этот объект, и после того, как все мы получили объекты, при помощи второго параметра OBS вызываем метод onObserve, и у текущего элемента sec.target прекращаем наблюдение. Таким вот образом. Здесь объект с настройками threshold 0.2. Как только мы видим наш объект на 20%, у нас сразу идет вызов callback функции. Тут все элементы наши с классом блок мы перебираем. Обращаемся к SectionObserver переменной, передаем наблюдателя метод observe каждый элемент и получаем такую вот анимацию. Давайте я обновлю еще раз здесь. Отлично, все вроде нормально работает. Здесь может быть контент любой, напоминаю, здесь просто базово про Intersecting Observer. То же самое мы научились получать с вами. Header. Давайте. Так, консоль вызовем. Давайте я буду скроллить. Так, давайте назад. Кстати, про вот это вот рябение. Оно из-за трансформа нашего, потому что мы здесь используем блок. Если у нас будет какая-то обертка у этого элемента, другая, и мы будем обращаться к этому элементу, мерцаний таких не будет. Давайте перейдем на сайт. Я по новой все обновлю. Мы получаем секцию изначально. Если в консоли мы раскроем наши элементы main, вот у нас первая секция, добавился класс L8. То есть произошла какая-то анимация. У второй секции этот класс пока не добавился, потому что мы этот элемент не получили. Как только мы его получаем здесь, добавляется класс L8. Далее получаем третий элемент, также добавляется класс L8. Здесь у нас D4, D5, мы получаем header. Таким вот образом D6 и так далее. Все у нас отрабатывает. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим, и в этом видео мы научимся подгружать ленивые изображения. То есть будет 50% видимые нашей области от изображения, и будет идти подгрузка качественного изображения. Изначально у нас стоит изображение в плохом качестве, я указал здесь любые изображения. Как только под капотом у нас подгрузится качественное изображение, блюр мы с вами будем убирать таким вот образом. И если вот сверху, обратите внимание, не видна наша область на 50%, будет блюр, но изображение уже будет подгружено. Давайте начнем с сверстки. Структура у меня будет следующая. Давайте оставим header, и после header я создам тег main. Класс никакой ему задавать не буду. Далее у меня будет div с классом, пускай будет блок. И внутри этого блока будет еще один div с нашим изображением. Давайте image дадим класс. Внутри нашего блока div с классом image будет какая-то картинка. Здесь у меня рандомно я загрузил 6 картинок. По умолчанию мы будем их подгружать, давать стили. Блюр будет на изображении, а потом под капотом будет подгружаться более качественное изображение. Также я мог поместить здесь еще изображения, более качественные, которые много весят. Но давайте будем их подгружать с какого-нибудь сайта. Путь прописываю к первому изображению, перехожу в папку, выбираю первое изображение. Далее давайте сделаем атрибут здесь. У меня будет атрибут data. И какое-то имя, например, ING. Здесь мы можем указывать любое имя, которое захотим. Просто мы будем подгружать картинки. Я оставлю текст ING. Сайт Unsplash, https://source.unsplash.com. Далее слэш у меня идет рандомное изображение. И давайте укажем какие-нибудь размеры. Например, пускай будет 400 на 250.
Я сохраню, эту ссылку скопирую. По умолчанию у нас подгружается наше изображение, которое мы указываем в атрибуте src. Давайте я пропишу сюда ссылочку, сохраню. Идет подгрузка, все правильно я указал. Ctrl-Z, возвращаю назад. И давайте сделаем класс. Мы будем блюрить изображение. Класс будет у нас просто blur. Тут я добавлю параграф внутри нашего дива с классом image. Будет параграф и какой-то текст, например. Forum, пускай будет ru. 17 слов. Сохраняю. Теперь давайте я сверну наш image, скопирую этот div и ставлю ниже. Здесь у меня будет уже второе изображение. Давайте я выберу его. Он уже в формате JPEG. Здесь размеры 400 на 250. Я поставлю на 251. Почему сверху было 250, здесь 251? Чтобы подгружались разные изображения. Если у меня будет одинаковый размер везде, они будут подгружаться в одно время и, соответственно, будет одинаковое изображение. Только для этого. Так, сворачиваю. Давайте вставим теперь третий div. Изображение будет третье. Здесь размер укажем также на 252. Тут четвертое и размер 253. Копирую. Давайте еще ставим два раза. У нас, по-моему, 6 изображений. Да, у нас 6 изображений. Соответственно, будет 6 таких вот дивов. И последний раз копируем. Сохраним. Отлично. В принципе, верстка готова. Единственное, давайте до нашего блока я ставлю просто какую-нибудь секцию. Здесь будет единица, а здесь будет двойка. Нам это нужно будет для скролла. Перехожу в стили. В стиле у меня все пусто. Единственное, для секции у меня установлена высота 100 view high и бэкграунд такой вот. Далее давайте стилизуем наш блок класс. Я копирую этот класс, перехожу в стиле. Давайте внутренние паддинги сделаем. Сверху и снизу по 30 пикселей, по бокам по 20 пикселей. Display Flex у меня будет. Так, давайте я подниму. Display Flex, сохраняю. Далее. Flex Decoration будет column направление для элементов. Align Items будет по центру. Давайте цвет текста укажем для параграфа. Так, 25, 25, 25. Отлично. И давайте отступ. Row Gap 50 пикселей. То есть мы сейчас стилизуем наш div, внутри которого лежат такие дивы. Направление даем ему такое вот, чтобы контент не прилипал друг к другу. Flex Direction Column используем. Далее давайте стилизуем наш параграф. Класса никакого нету у нашего параграфа. Давайте сделаем шрифт в 20 пикселей. И высоту строки, например, в 32 пикселя. Таким вот образом. Так, дальше у нас есть класс Image. Давайте я скопирую этот класс. Займемся стилизацией нашего класса. Display Flex. Далее Align Items сделаем по центру. Так, Align Items по центру. Отступ небольшой, Column Gap в 20 пикселей. Можно сделать чуть побольше, 30. И давайте нижний отступ сделаем, например, в 50 пикселей также. Отлично. Теперь давайте стилизуем само изображение. Классового этого изображения нету. Мы обращаемся к диву, к тегу img далее через пробел. Ширина будет моего изображения 40 пикселей. Высота в 250 пикселей. Сохраняю. Отлично. Далее давайте стилизуем. У нас остался последний класс здесь. Blur для изображения. Вот мы давали класс Blur. Займемся стилизацией. Обращаюсь по классу к нашему блюру. Давайте сделаем сразу же плавность с помощью Transition All. Пускай будет 1 секунда и какая-то рандомная анимация. В данном случае Easy In Out. Использую свойство фильтр. Blur. Пускай будет blur 10 пикселей. Изображение заблюрилось. Также можно дать затемнение при помощи свойства Brightness. Давайте укажем в 40%. Таким вот образом. В принципе, верстка полностью готова. Теперь давайте перейдем в наш файл скрипт и начнем давать логику. Изначально нам нужно получить каждое наше, извиняюсь, изображение. Как только мы будем от нашего вьюпорта видеть блок наш
именно изображение на 50%. Мы будем подгружать качественное изображение, то есть из сайта Unsplash, и убирать blur. Так, я обращаюсь. Получу, давайте сначала изображения все. IMG All будет переменная. Присваиваю документ. Query Selector All. Мы выберем коллекцию. Обращаюсь ко всем тегам IMG, и нам нужно обратиться к нашему изображению. У нас есть дата атрибут, дата IMG. Мы можем скопировать этот дата атрибут. Далее я поставлю квадратные скобочки, и в этих квадратных скобках мы напишем дата IMG. Если я в консоли распечатаю нашу переменную IMG All, давайте посмотрим, что мы получим. Все правильно, мы получаем node-лист с 6 элементами, 6 изображений с классом blur. Давайте я здесь сверну также. Консоль больше нам с вами не нужна. Создам константу. Const, например, у меня будет IMG Observer. Observer. Далее при помощи оператора new обращаемся к конструктору. Intersection Observer. Первым параметром передаем callback функцию. Например, у меня функция будет называться, которую мы сейчас создадим, IMG Handler, пускай называется. А вторым параметром я передам объект здесь. Передам root со значением null. Так, здесь только будет null. То есть мы будем отталкиваться от нашего viewport, от окна браузера. Отслеживать его именно. Либо мы можем также в параметре root указывать какой-то элемент. Например, я могу написать документ, query selector и какой-то секции, чтобы мы наблюдали от нее. По умолчанию либо root со значением null не используют, либо пишут такую вот запись. Так, threshold давайте сделаем на 50%. Как только мы будем видеть наше изображение на 50% от нашего viewport, мы будем делать какую-то логику. Хорошо. Теперь давайте я создам функцию при помощи константы. У меня будет const IMG Handler. Присваиваю function. Это function expression здесь в данном случае. Первый параметр это у нас массив объектов. Давайте назовем его entries. А второй параметр это сам observer. Мы можем при помощи этого параметра, например, отменять отслеживание. Давайте OBS просто сделаем, чтобы было все коротко. Далее ставлю круглые скобки и делаю следующее. Создаю константу. Передаем сюда наш массив entries const. Давайте я сделаю переменную entry, пускай называется. Присваиваем наш массив с объектами entries и выбираем первый объект, который нам нужен. Далее, давайте я в консоли распечатаю entry просто. Пока что сохраню. Так, entry. Мы ничего не получаем, потому что мы должны указать наблюдателя. То есть у нас есть наша переменная IMG_all. Давайте я это все дело здесь скопирую. И мы сделаем следующее. При помощи метода forEach мы должны перебрать каждый этот элемент, каждое наше изображение. Переменная будет называться элемент, текущий элемент. Обращаюсь к нашему переменной IMG Observer, вызываем метод observe наблюдателя, и мы будем наблюдать за каждым из нашим изображением. Здесь мы перебираем это изображение, и в методе observe передаем его. Сохраняю. Давайте я теперь открою консоль здесь. Изначально, так, мы видим это изображение, да, давайте я обновлю. Вот наше свойство is intersecting равен false. Как только я получу наше изображение, 50% его видимости, вот мы видим сейчас, 50% мы видим наше изображение, мы получаем is intersecting true. Это самый такой важный момент в понимании. Думаю, здесь понятно. Давайте это я дело удалю и напишем какую-то логику внутри нашей функции. У меня будет, я создам константу IMG и присвою следующее, например. Entry, вот эту вот переменную, этот объект, и свойство target, то есть текущий элемент. Далее, при помощи оператора if я буду делать следующее. Если наша переменная entry и ее свойство этого объекта is intersecting, то есть если это свойство true, как только мы будем получать 50% нашего изображения, is intersecting будет в true. Тогда я буду с вами, точнее, извиняюсь, делать следующее. Мы обращаемся к нашей переменной IMG здесь, при помощи точки, обращаюсь к атрибуту src, далее присваиваю опять нашу переменную IMG, при помощи свойства dataSet, это свойство, с помощью этого свойства мы можем обращаться к какому-то дата-атрибуту именно, то есть у нас есть в данном случае наш дата-атрибут, вот, data IMG, и здесь я ставлю точку и указываю IMG, то есть здесь уже не нужно писать ключевое слово data, так как свойство dataSet служит для получения наших дата-атрибутов. По умолчанию уже здесь стоит дата, дефис, и мы указываем имя, которое мы задали.
Мы указали AMG. Хорошо. Далее, что мы делаем далее? Обращаюсь также к нашей переменной AMG. Вешаю обработчик события. Add event. Что-то у меня Visual Studio Code не подсказывает мне. Event listener. По-моему, это так пишется. Да, правильно. Событие будет load. Загрузчик. Сейчас все объясню подробно. Как обычно, callback функция здесь будет. И мы будем следующее делать. Как только наше изображение под капотом подгрузится, только тогда мы будем у нашего тега img класс list при помощи метода remove удалять класс blur. То есть, как только подгрузится качественное изображение, вот оно подгрузилось, мы будем удалять с вами blur. Давайте, я вижу здесь наше изображение в блюре пока. Как только мы доходим до 50% этой видимости, идет подгрузка изображения здесь. Как только оно подгрузится под капотом, мы получаем его таким вот образом. Изображение подгружается, все правильно отрабатывает. Теперь, в принципе, на этом логика все. Единственное, что мы здесь с вами можем сделать, например, я могу использовать else здесь блок кода, также обратиться к нашему img, класс list, например, добавить add blur. Как только мы не будем видеть наше изображение на 50%, мы будем его блюрить. То есть, вот мы получили изображение, подгрузилось оно, далее смотрим. Мы не видим это изображение на 50%, и оно у нас подгружено, но в блюре. Эта методика используется на многих сайтах. В основном, здесь я просто для примера указал этот сайт Unsplash. В основном делают следующим образом. Изначально подгружают изображения плохого качества, блюрят их. Потом, когда пользователь начинает скроллить для этого изображения, до этой секции или блока, здесь неважно, и у нас идет подгрузка качественных изображений. Это очень хорошо, это экономит трафик, и наш сайт будет работать намного быстрее. Это особенно полезно именно для телефонов. Например, мы зайдем с телефона на какой-то сайт, у которого очень много изображений подгружается разом. Соответственно, наш сайт нормально не прогрузится. Поэтому эти вещи в основном используются на всех фотостоках, на любых сайтах, например, Unsplash и так далее. В принципе, здесь все. Единственное, что мы можем сделать, отменить наш наблюдатель. Давайте перейдем в код. Вот у нас есть вторая переменная OBS. И если я хочу отменить этот наблюдатель, я обращаюсь к этой переменной, точнее параметру, вызываю метод onObserve и передаю сюда следующее. Entry. Так, назад. Entry.target. Давайте сохраним. Это из изображения, что мы подгружаем из другого сайта. Вот наш наблюдатель все элементы подгрузил. И далее, видите, блюр у нас теперь не становится. Назад не блюрится изображение, потому что мы отменили по новое слежение здесь. Если я это свойство закомментирую, давайте опущу чуть ниже. Изображение пусть подгрузится. И мы видим, как только мы это изображение видим, мы попадаем в блюр. Здесь сделать это очень просто. Поэкспериментируйте с кодом, и мы продолжим с вами в следующем видео. Да, по поводу кода я не сказал, что мы здесь делаем. Может, для многих это будет непонятно. Давайте изначально пройдемся. Мы создаем переменную, и при помощи дата атрибута обращаемся ко всем нашим картинкам. Далее мы создаем константу, переменную какую-то, присваиваем конструктор intersecting observer. Первым делом передаем функцию. Вот эта функция. Она делает следующее. У нас есть параметр entries. Мы создаем переменную, получаем массив объектов и выбираем первый объект. Далее создаем простую константу img, присваиваем текущий элемент. То есть 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Условие if, если наш текущий элемент равен в true, в наблюдении находится он. Например, мы будем делать следующее. У нас вешается обработчик событий, load, слушатель, и у нас идет подгрузка под капотом рандомного изображения. Как только под капотом это изображение подгружается, мы у нашего img удаляем класс blur, который изначально присутствует. Только тогда, когда наше изображение полностью загрузится. В блоке else, когда мы не видим 50% нашей области изображения, у нас опять появляется blur здесь. Как только мы видим,
блюр у нас убирается. Здесь у нас параметры с объектом, threshold 50%, как только мы видим изображение наше на 50% от нашего viewport, происходит вызов callback этой функции. Функция делает следующее. Таким вот образом. Здесь все просто. Observer мы с вами, наблюдатель, не использовали повторно, потому что мы здесь используем блок else и по новой блюрим наше изображение. Конечно, в реальной практике стоит отменять наблюдатель, как только мы получили нужную нам логику. Мы должны эти действия все отменять. Здесь еще мы перебираем. Для многих может быть непонятно, почему AMG и почему здесь entry, вот src, как мы получаем атрибут. Здесь все просто. Изначально мы перебираем при помощи метода forEach каждый элемент, каждое наше изображение. Далее мы обращаемся к переменной AMG_Observer, которая содержит callback функцию и объект с настройками. И указываем наблюдателя. Наблюдай за каждым элементом. То есть мы перебираем все картинки и за ними наблюдаем. А наблюдение у нас идет вот настройки для наблюдения. Threshold в 50% и root null. И какая-то callback функция. Здесь AMG dataset. Мы обращаемся к дата атрибутам, получаем AMG. Дата атрибута AMG, вот он. Дата AMG. Таким вот образом. Здесь все просто. В этом видео давайте сверстаем слайдер. У нас будет такой простой слайдер с полным функционалом. То есть мы можем нажимать на стрелки, у нас будет меняться изображение. Также мы можем нажимать на стрелочки на клавиатуре нашей влево либо вправо. И мы можем кликать на вот эти вот точки. Слайдер у нас простой, напоминаю, но с полным функционалом. Здесь можно также изменить по желанию, какие-то и другие элементы поставить, либо как-то приукрасить его. В этом видео давайте сверстаем, стилизуем наш слайдер, а в следующем видео займемся логикой. Давайте начнем с сверстки. У меня два файла пустые. Index.html файл пустой, единственное подключено стили и скрипт. Начинаем с верстки. Верстка будет простая. Давайте тег main сделаем здесь. У меня будет тег main без класса. Далее у меня будет общий родитель div с классом. Давайте сделаем слайдер блок. Далее внутри этого дива будет еще один div. Давайте сделаем слайдер. И внутри этого слайдера у нас будет изображение, наше слайдер. При помощи тега AMG, класс никакой задавать здесь не буду. И фотографии будем подгружать с сайта Unsplash. Пропишу путь. Так, source unsplash.com. Далее слэш рандомное изображение. Например, 800 на, пускай будет 500. Сохраняю. Изображение подгружается. Давайте сделаем чуть меньше. Так, рандом слэш 700 на 500. Сохраню. Да, плюс-минус, думаю, нормально. Скопируем изображение. Давайте сделаем 5 слайдов. Если я сохраню таким образом, у нас будет два одинаковых изображения. Здесь поменяем размер на 501 и, соответственно, уже другое подгрузится изображение. Скопируем. Далее несколько раз. Здесь будет 502. Далее я тег AMG копирую. Здесь размер 503. И давайте еще одно изображение. Думаю, будет достаточно. 504. Таким вот образом. Сохраняем. Изображения подгрузились. Отлично. Сворачиваем наш div с классом слайдер. И давайте я сразу создам div слайдер. Пускай будет dots для наших точек. Он нам пригодится далее. После этого div я создам тег button, стрелочку. Так, у меня будет button. Давайте я сделаю здесь, конечно же, класс. Это будет предыдущий слайдер. Pref button назовем. Здесь я укажу спецсимвол, знак амперсанда. Далее у меня будет L, A большая, RR. И точка запятой. По-моему, это то. Да. Вот у нас стрелка влево. Вы можете использовать здесь любые изображения или какие-нибудь стили, которые вам нравятся. Применить стили к этим стрелкам. Я просто буду использовать эти стрелки. Здесь класс изменю. У меня будет next button. И то же самое. Так, знак амперсанда оставим. R, A большая, RR, по-моему. Сохраняю. И стрелка вправо. Все верно. В принципе, с версткой мы закончили. Давайте теперь займемся нашей стилизацией. Перехожу в файл CSS. Так, здесь у нас... Давайте начнем верстку с body, наверное. Да, я пропишу для нашего body цвет фона. Background color. Пускай будет какой-нибудь темный. Угу.
Далее скопирую класс слайдер блок. Это общий родитель для всех наших слайдов. Точнее, не для слайдов, а для всего. Для кнопок, для наших точек и так далее. Ставим класс. Position Relative укажу ему. Ширину давайте сделаем 800 пикселей нашего дива общего, а высота будет у него вот 500 пикселей. Margin 0. Авто сделаем. Overflow сделаем hidden, чтобы скрыть лишние элементы. Идеально. Теперь наше изображение находится друг на друге. Так, нижний отступ можно дать 50 пикселей, можно не давать. Давайте оставим нижний отступ и скругление небольшое дадим. Border радиус, например, в 5 пикселей. Ага, отлично. Далее давайте скопируем класс слайдер. Это div, внутри которого лежат наши изображения. Так, слайдер, display flex будет. Так, изображение вылазивает. И transition давайте сделаем all, например, в 5 секунд пускай будет. Easy in-out анимация. Сохраним. Далее давайте стилизуем, наверное, изображение. У изображения класса нету. Обращаемся к родителю и ко всем тегам AMG. Ширина будет 100%. Далее высота будет тоже в 100%. И при помощи свойства Object Fit будем растягивать наше изображение. Давайте продолжим. Здесь пока у нашего дива давайте слайдера Display Flex уберем. Далее, может, его добавим, чтобы изображение пока полностью растянулось. Теперь давайте стилизуем наши кнопки. Pref Button класс. Я ставлю точку, вставляю класс, далее ставлю запятую. И сразу давайте стилизуем второй класс. Так, Next BTN, по-моему, или Button. Да, Next Button. Все правильно. Сделаем следующее. Position. Так, назад. Position Absolute будет. Далее давайте укажем координаты от нашего верха 50%, топ 50%. Вот они, наши кнопки появились. И теперь давайте выровняем их, чтобы они точно стали по центру при помощи свойства Transform Translate по Y на минус 50%. Сохраняю. Наши две кнопки стали идеально. Так, далее ширина будет у меня в 50 пикселей и высота также в 50 пикселей. Отлично. Цвет фона можно сделать прозрачный и убрать у нашего тега button значение border none. Сохраняем, пока все нормально. Font size я сделаю в 35 пикселей. Давайте посмотрим. 35, либо можем сделать, давайте 40 сделаем. Если что, далее уберем. Пока пускай будет здесь 40. И цвет белый. Так, сохраняем, отлично. Теперь я стилизую только предыдущую кнопку, скопирую этот класс. Мы здесь указывали Position Absolute, то есть нашу левую стрелку я буду позиционировать от левого края на 10 пикселей. Сохраняю, отлично. Далее этот класс я скопирую только для нашей правой стрелочки. Также установлен Position Absolute для двух этих кнопок. Мы обращаемся к классу Next Button, и здесь будет свойство только Right. Сохраняю, стрелка встала, все правильно отрабатывает. Так, далее. Продолжаем стилизацию. Давайте стилизуем наш тег main. Так, класса никакого нету. Я обращаюсь к нашему main. Давайте высоту укажем. Stop View High. Display Flex. Align Items. По центру будет наш контент вот этот вот. И Justify Content также будет по центру. У нас находится один элемент в main, поэтому он встает таким вот образом. Все нормально отрабатывает. Далее давайте стилизуем наш класс для точек. В принципе, мы всю стилизацию задали. Единственное, давайте скопируем этот класс. Slide Dots. Это будет родитель для наших точек. Точки мы будем создавать при помощи JavaScript. Так, далее я ставлю точечку. Позиция будет, конечно же, абсолютная изначально. Так, Position Absolute. Давайте от низа, наверное, возьму на глаз. Bottom пускай будет пока в 20 пикселей. С левой стороны будет на 50% сдвинут. И при помощи свойства Transform Translate по X на минус 50. Так, Display Flex. Так, здесь Display Flex. Да, мы будем создавать здесь точки при помощи JavaScript. Display Flex понадобится нам. Justify Content также я задам по центру. И Margin Top можно сделать в 10 пикселей пока. Посмотрим далее. Далее мы будем создавать спаны внутри этого дива при помощи JavaScript, напоминаю. И у этих спанов у нас будет класс. Давайте сразу же сделаем стили. Например, слайдер. Пускай будет просто dot. Таким вот образом. Ширина будет нашего кругляшка 18 пикселей. Высота также 18 пикселей.
цвет нашего фона кругляшка именно будет. Давайте сделаем пока черный, как было. Черный. Поставим здесь обязательно скругление в 50%. И, наверное, маржин сверху и снизу по нулям. И с правой стороны по 5 пикселей. И кинем курсор pointer. Далее я скопирую этот класс. У нас будет, когда мы будем переключать слайдеры, у нас будет какая-то кнопочка, точнее кругляшок активный. Мы будем вешать класс. И мы будем вешать класс, например, Active пускай будет. И просто цвет фона, background color будет белым. Таким вот образом. Если я здесь обновлю сейчас. Так, обновлю. Слайдер dots, все правильно. Да, наш элемент не появится, потому что мы это делали для слайдера dot, а такого элемента пока нету. При помощи JavaScript, когда мы будем его создавать, он у нас здесь отобразится. В принципе, с версткой мы закончили. И в следующем видео давайте пропишем логику для наших стрелочек, для кнопочек и для точек. Давайте продолжим. Перейдем в нашу разметку и получим изначально класс слайдер. Внутри нашего дива хранятся все наши изображения. Я создам константу. Назову ее слайдер, присвоим объект документ, query selector и получим этот элемент. Далее давайте получим кнопки. Я скопирую класс предыдущей кнопочки. Const у меня будет. Так. Const pref button пускай называется. Button присваиваем. Документ, query selector, предыдущую кнопку. То же самое я скопирую. Здесь у нас класс для этой кнопочки next button. Давайте поставим next button. И здесь, соответственно, next button. Далее я создам константу, какая называется slides. Присвоим ей массив и распакуем наши элементы. У нас есть переменная слайдер. Она содержит внутри наше изображение. Далее я поставлю точку. Свойство query selector all. Мы получаем коллекцию из всех изображений. И наш тег будет img. Если я в консоли распечатаю сейчас эту переменную slides, давайте я раскрою консоль. Мы увидим массив. Так, закрою. Так, сохраняем. Мы получаем массив из 5 элементов. То есть у нас здесь с вами 5 изображений. Давайте вывод в консоль я удалю. Далее создам константу, например, slide count. Присвоим нашу переменную slides, то есть все теги img, и получим длину. У нас 5 изображений здесь, мы просто будем получать длину. Переменная slide count, мы получаем пятерку. 5 изображений. Далее давайте создам переменную, например, так, slide index пускай будет, и присвоим 0. Эта переменная будет определять индекс нашего текущего слайда. Давайте я буду устанавливать комментарии. Кода будет много. Так, индекс текущего слайда. Далее давайте создадим функцию, которая будет обновлять наш слайдер. Здесь я поставлю комментарии. Например, давайте напишу. Функция для показа. Или давайте для обновления, да, для обновления слайдера. При помощи константы функция будет называться update. Так, update давайте с маленькой буквы. Слайдер, это будет стрелочная функция, параметры никакие передавать сюда не будем. Далее мы должны перебрать наши все изображения здесь. Давайте я поставлю комментарии и напишу следующее. Перебираем все слайды и отображаем только текущий. Сохраняю. Давайте обращаемся к переменной slides. Наша переменная содержит все наши изображения. При помощи метода for each. Далее передадим сюда пару параметров. Наш текущий слайд. То есть в данном случае это просто изображение будет у нас пока текущий элемент. И вторым параметром в метод for each мы передаем индекс. Переменную также я назову здесь индекс, чтобы все максимально было понятно. Здесь мы должны поставить еще одни скобочки таким образом.
Здесь у меня будет простая стрелочная функция. И каждому нашему изображению слайд перемены я буду вешать какие-то стили, style, свойства. Давайте display. Если наш индекс строго равен, так наша перемена называется slide index, давайте напишем slide index, тогда я использую тернарный оператор. То есть текущему слайду мы устанавливаем свойство display блок. В противном случае ставлю двоеточие, мы будем устанавливать display none. То есть все элементы мы будем скрывать изображение, текущее будем отображать. Таким вот образом. Далее давайте создадим функцию для левой стрелочки и для правой стрелочки. Здесь я поставлю комментарий. Давайте напишу. Функция для показа. Давайте сначала следующего слайда. То есть на эту стрелочку. Const, например, функция будет называться show next, следующий слайд. Это будет стрелочная функция. Далее обращаемся к нашей переменной slide index. Это индекс будет текущего нашего слайда. Я ставлю здесь круглые скобочки, чтобы первым делом это выполнилось. Наша переменная slide index. Увеличиваем ее на единичку. И по модулю я буду делить на нашу переменную slide count, которая содержит, длину наших изображений. В данном случае это пятерка, у нас 5 изображений. Давайте здесь я напишу функцию update, например, slider dots. Это будет функция для наших точек. Далее по коду мы ее с вами создадим. Здесь я поставлю сразу комментарии. Например, обновляем слайдер с точками. Теперь давайте создадим функцию точно такую же, только для предыдущего слайда. Давайте здесь я комментарий скопирую, ставлю его ниже. Функция для показа. Давайте укажем предыдущего слайда. Const будет у меня функция называться. Также show, давайте здесь будет previous, например, slide. Это будет стрелочная функция также. Запись здесь почти. Так, давайте это все я скопирую. Здесь вставлю. Также будем обращаться к слайд индексу. Только здесь у нас будет -1. И мы должны плюсовать наш слайд count. Также делим по модулю. Здесь у нас вот обновляем слайдер с точками. Также будем вызывать эту функцию. То есть, когда мы будем кликать на вот эти вот элементы, у нас будут здесь точки. И у этих точек будет свой бэкграунд. И точка будет на текущем слайде. Если так по-простому. Хорошо. Теперь давайте вызовем нашу функцию updateSlider здесь. Сохраню. Если я сейчас кликну на какой-то элемент, давайте повесим обработчики событий здесь. У нас есть две переменные. Это next button. Давайте я скопирую next button. Это вот эта вот стрелочка. Вешаем обработчик событий по клику. И сюда я передаю функцию show next slide. То же самое давайте повесим на... Так, у нас называется pref button. Pref button. Это event listener. Клик. И наша функция show previous slide. И если я сейчас кликну по стрелке, мы получим, конечно же, ошибку, потому что мы здесь вызываем несуществующую функцию. Далее мы ее объявим с вами. Я нажимаю, мы получаем, конечно же, update slide dots is not defined. Эта функция переменная не объявлена. Теперь давайте сразу же повесим обработчик события на наши стрелки, на правую стрелку и на левую стрелку. Здесь я поставлю комментарии. Здесь давайте тоже прокомментирую это, чтобы код я вам прикреплю, чтобы вы просмотрели его подробно. Так, добавляем обработчики событий для кнопок. Да, таким вот образом оставим. И здесь я буду напишу обработка событий. Давайте событий, например, нажатие клавиш для слайдера.
Обращаемся к объекту документ, сразу же вызываем обработчик события, и у нас будет свойство, так, здесь обязательно кавычки, keydown, то есть мы будем нажимать какую-то клавишу. Далее callback функция, передаем сюда объект event, это будет стрелочная функция, и давайте в консоли я распечатаю следующее, например, event и свойство key. Сохраняю, перехожу сюда вот. Если я нажимаю Enter, мы получаем Enter. Я нажимаю на левую стрелочку, мы получаем arrow left. Правая стрелочка arrow right. Теперь давайте напишем условия здесь. If, если, обращаемся к объекту event, свойство key, нажата клавиша. Так, давайте начнем с arrow left у меня будет. Тогда я буду делать следующее. Вызывать нашу функцию show preview slide, то есть предыдущую вот эту вот. Мы будем делать вызов. В противном случае используем else if, если наш объект event, также мы его передаем сюда. Свойство key строго равно. Здесь у нас будет arrow right. Так, правильно написал. Тогда мы будем вызывать функцию show next slide. Здесь у нас все просто. Давайте сохраню этот код. Далее чуть ниже опущу. И мы создадим точки для нашего слайдера. Я поставлю комментарии. Например, давайте создаем точки для слайдера. Создаю константу. Const, например, у меня будет слайд. Давайте слайдер dots. Присвоим документ, query selector. И у нас здесь есть div. Div называется класс slider dots. Я этот класс копирую. Присваиваю нашей переменной. И мы будем делать следующее. Мы должны... У нас есть переменная slides, которая содержит все изображения. Давайте эту переменную переберем здесь. Так, я обращаюсь к этой переменной slides при помощи метода for_each. Никакие элементы я сюда передавать не буду, параметры. И мы сделаем следующее. Я создам... Давайте создадим span. Назову эту переменную dot при помощи объекта document. Create element. Так. Create element. Мы создадим простой span. Далее нашему спану обращаюсь к переменной dot. .classList. Add. Мы будем добавлять класс. У нас есть класс здесь для этого спана. Вот он, slider dot. У нас уже есть по умолчанию стили, размеры, цвет нашего фона, скругление, и при наведении курсор pointer вешаем. Мы добавляем этот класс. Я сохраняю. Далее давайте сделаем следующее. У нас есть переменная slider dots. Это наш div. И мы здесь создаем span. И этот span поместим в наш div. Обращаюсь к нашей переменной. Так, slider dots. При помощи метода append я буду вставлять наши точки. Мы получаем на сайте наши такие вот точечки. Хорошо. Здесь, думаю, понятно. Мы получили эти точки. У нас 5 слайдов. Мы получили 5 точек. Так, далее давайте я создам константу здесь. Так, здесь я это все приближу. У меня будет константа. Dots. Все вот эти вот точки мы получим. Dots. Так, это будет массив. И мы распакуем нашу переменную slide dots. Slide dots. Получается у нас здесь 5 спанов. Далее при помощи свойства метода query selector all мы введем этот класс slide dot. Я копирую сюда. Обязательно ставим точку и вставляем класс. Теперь мы должны обновлять наш слайдер с учетом этих точек. То есть давайте я напишу здесь комментарий. Напишем еще одну функцию. Например, функция для обновления, пускай будет, слайдера с учетом точек, например. Здесь мы ее сверху вызываем, вот эту функцию, обновляем слайдер с точками. Давайте это название скопирую, я уже не помню, как оно называется. Так, const update slider dots. Это будет также у нас стрелочная функция с вами. В принципе, если я сейчас сохраню просто, так, пока слайдер не работает, хорошо, давайте в этом дальше продолжим писать. Да, мы здесь не сделали кое-что. И я буду вызывать нашу функцию, вот она, update slide. Таким вот образом. Теперь наш слайдер, в принципе, работает. Мы, если будем кликать по стрелкам, вперед-назад, все будет правильно отрабатывать. Кликаю на стрелочки влево и вправо, все также у нас отрабатывает. Вот.
Так, что мы здесь делаем? Мы вызываем нашу функцию. Далее, давайте я напишу комментарий, чтобы было понятно. Здесь мы просто берем и обновляем наш слайдер. Теперь давайте настроим подсветку для наших точек. Здесь я поставлю комментарий сразу и напишу. Так, с большой буквы давайте. Подсветка текущей точки, например. У нас есть dots, все наши спаны, которые мы с вами получили в эту переменную. Я к этой переменной обращаюсь. Далее при помощи метода for_each перебираю, передаю сюда каждый элемент, каждый спан наш и его текущий индекс. Далее здесь будет, как обычно, стрелочная функция. Обращаемся к нашему каждому спану. Класс list, метод toggle переключатель. И у нас здесь будет небольшое условие. У нас здесь есть класс active для вот этого вот спана. Мы будем добавлять к текущему слайду. То есть, что мы должны здесь с вами сделать? Я добавляю класс active, далее через запятую указываю условие. Если мой индекс моего спана, вот этот вот переменная, индекс моего спана, например, должен быть строго равен нашей переменной, как она называется. Вот она, так мы ее создавали здесь, слайд индекс, то есть индекс текущего слайда. Давайте я ее вставлю. Далее я сохраню. Вот мы видим, индекс равен текущего нашего слайда. Если я переключаюсь назад, соответственно, этот класс добавляется к нашим точкам. Теперь давайте настроим последнее. Будем кликать на эти точки и перемещаться к нашим слайдам. У нас также есть переменная dots, которую мы получили, все спаны. Здесь я напишу, давайте, комментарии. Так, например. Так, добавляем обработчики событий для, например, наших точек слайдера. Обращаюсь к переменной dots при помощи метода dots.forEach. Передаю сюда два параметра, dot каждый спан и индекс нашего спана. Будет стрелочная функция, и на каждый спан наш dot переменная вешаем обработчик события по клику. Сюда передаем стрелочную callback функцию. И делаем следующее. Наша переменная slide index, текущий наш слайд, должен быть равен индексу нашего вот этого вот спана. И мы должны обновить нашу функцию. Здесь вот. Сохраняю. Давайте протестируем. Нажимаю на стрелки. Все правильно отрабатывает. Слайдер переключается. Давайте нажмем назад. Все идеально. На стрелочке. На стрелочке. Так, с правой стороны стрелочка у нас не работает. Давайте посмотрим, в чем дело. Здесь я допустил ошибку. Arrow. Right. Давайте еще раз. Сейчас изображение подгрузится с сайта Unsplash. Так, нажимаю вправо стрелочкой. Все идеально отрабатывает. Нажимаю влево. Вправо сейчас, влево. Все нормально работает. Стрелка вправо работает. Стрелка влево работает. Теперь нажимаю на одну из точек. Все также идеально отрабатывает. Таким вот образом. Код я к этому видео, конечно, прикреплю. Здесь единственное, что сложно было, это вот на вот эти вот точки повесить обработчик события и добавлять к ним класс. В основном структура простая. Здесь мы вешаем на кнопки обработчик события. Далее вешаем, точнее не вешаем, создаем функции для нашей левой кнопки стрелки и для правой стрелки. Здесь в комментарии я оставлю все. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы продолжим с вами в следующем видео. Всем привет! И в этом видео давайте научимся создавать такой вот рейтинг звезд. Нажимаем на 3 звезды, у нас будет какой-то спан с нумерацией нашей звезды. Нажмем на 4 звезды, будет выделяться 4 звезды. Нажмем на единичку, соответственно, будет подставляться только 1 звезда. Нажмем на 5, все корректно у нас будет отрабатывать. Структура будет следующей. Здесь я просто подключаю с сайта наши звездочки. Ссылку я оставлю, конечно же, в описании. И, конечно же, проект полностью, код прикреплю. В теге body давайте начнем создавать. У нас будет div с классом рейтинг. Далее, внутри этого дива мы можем создать какой-то класс. Пускай будет просто R1. Только давайте с маленькой буквы. Далее у меня будет параграф. Давайте класс также сделаем просто P1. И напишем сюда просто рейтинг. Я поставлю двоеточие. Снизу внутри этого дива R1 создам span. Класс пускай будет просто span.
Или давайте сделаем span number rating. И оставим его пустым. Далее, после нашего div R1, внутри нашего div rating, мы создадим блок общий, пускай называется star. Так, здесь будет star и тег I. Классы укажем для звездочки. Вот мы подключили наши звездочки сайта. Классы будут следующими. Так, fast, далее пробел, start, по-моему, или star, просто сохраняю, звездочка появилась. Копируем наш тег 5 раз. Нам нужно 5 звездочек. Все появляется. Давайте я все классы скопирую отсюда, и мы перейдем к верстке. При помощи плагина ECSS Tractor Run я копирую все стили, классы точнее, вставляю их. По умолчанию у меня классы для body, высота в 100 вьюхей, паддинги, font family, жирность текста, это можно удалить, и display flex. Таким вот образом все работает. Стилизуем давайте рейтинг сначала, пускай будет display flex наши звездочки. Flex Direction Column, точнее не звездочки, а мы стилизуем общий блок, вот этот вот рейтинг. Тут два блока, наши звездочки и какое-то описание. Давайте сделаем отступ, row gap, 30 пикселей. Отлично. Далее мы можем сделать border радиус у нашего блока, например, 5 пикселей. Нижний отступ сразу в 2. И цвет фона я сделаю, например, 1F, 1F, 1F. Сохраняю, цвет фона появился. Давайте сделаем внутренние паддинги по 20 пикселей сверху и снизу, и по бокам в 40 пикселей. Хорошо, давайте займемся дальше стилизацией. Так, R1 это у нас div с текстом. Давайте его стилизуем быстренько. R1, display flex будет также. Align items будет по центру и небольшой отступ дадим. 5 пикселей. Теперь стилизуем наш параграф с текстом. Color давайте сделаем какой-нибудь оранжевый. Так, FF9, C1A. Отлично. И font size я сделаю в 25 пикселей. Пока неплохо. Теперь давайте займемся стилизацией наших звездочек. Либо можем использовать класс, либо по тегу. Давайте стилизуем по тегу. Я выбираю все элементы с тегом I. Font size сделаю в 40 пикселей. Угу, отлично. Курсор pointer при наведении. И цвет. Color у меня будет следующим. Так, E6, E6, E6. Такие вот серенькие звездочки по умолчанию. Далее, давайте сразу добавим класс Active. Мы будем при клике на нашу звездочку добавлять класс. И я пропишу сразу же цвет для них. Например, Color будет просто такой же вот оранжевый. Так, теги стилизовали мы все. Далее давайте стилизуем наш спан. Я скопирую класс нашего спана, рейтинга. А, вот он уже у нас ставился. Font size будет 30 пикселей здесь. И цвет фона, цвет текста, извиняюсь, будет белый. Можем сделать небольшой отступ, margin left 10 пикселей. Сохраним. Отлично. Так, наши звездочки, класс у них star, по-моему. Здесь лишние классы удалю, да, star. Мы также можем задать на всякий случай display flex и небольшой отступ, column gap в 1 rem. Все пока идеально. В принципе, все. Теперь мы можем переходить к коду JavaScript. Переходим в JavaScript. Давайте я получу все элементы I. Создам константу здесь. Например, пускай будет stars, document, query selector. Query selector all здесь мы выбираем всю коллекцию. И tag I. Далее создам константу. Давайте я скопирую здесь класс наш сразу же span. Document. Получим этот элемент span, query selector, наш span. Хорошо. Теперь переберем все наши элементы A при помощи цикла for each. У нас будет item, это каждая наша звездочка, каждый элемент item, и мы должны получать индекс. Индекс текущего элемента. Индекс начинается с 0, 0, 1, 2, 3 и так далее. Здесь у меня будет стрелочная функция. Дальше каждой нашей звездочки, когда мы на нее кликаем, мы должны вешать обработчик события. Я обращаюсь к каждой нашей звездочке при помощи add-event-listener. Событие слушатель будет происходить по нажатию, по клику. Стрелочная функция здесь. И я делаю следующее. Давайте в консоли я получу пока что каждый наш элемент. Сохраняю. Нажимаем на единичку. Мы получаем наш I.
Нажимаем на следующий, получаем этот элемент, каждый наш элемент, по которому мы кликаем. То же самое, если мы получим здесь индекс, я получаю элемент и индекс нулевой. Если я кликну на пятый элемент, индекс будет четвертый, и, соответственно, мы получим наш элемент. Все правильно обрабатывается. Теперь давайте также обращаюсь к этой перемене stars. Внутри цикла forEach мы используем еще раз цикл forEach. То есть у меня здесь будет также item, каждый наш элемент. И давайте переменная будет индекс 2 уже здесь. Теперь я в консоли распечатаю нашу перемену индекс 2. То есть я буду кликать на 3 элемента, и мы получаем здесь индекс всех наших элементов. Это нам нужно. Теперь у меня будет условие, если мой индекс текущий, по которому я кликну, будет больше либо равен индексу второму, тогда я буду делать следующее. При помощи тернарного оператора это можно все указать. Мы будем нашему айтему, каждому элементу, извиняюсь, так, здесь item. Далее ставлю свойство, обращаюсь к свойству class_list, добавляю класс активности. Мы здесь создали этот класс. Добавляем просто цвет фона. Когда будем кликать, например, на 3 элемента, 3 элементам только добавляться будет этот класс. В противном случае я ставлю двоеточие. Давайте я скопирую это полностью. Код весь. Здесь я его вставлю. Только мы будем здесь уже удалять остальным нашим элементам. Код выглядит следующим образом здесь. В принципе, на этом все. Давайте кликнем, получаем 3 звезды. Кликаю на 4, получаю 4 звезды. Кликаю на одну звездочку, получаю 1. Единственное, что осталось, здесь отобразить количество звезд. У нас есть тег span. Давайте воспользуемся. Здесь мы перебираем все элементы. И сразу же я буду обращаться к нашему спану. Свойство text content. И text content равен будет нашему индексу. То есть мы кликаем на 2 звезды, получаем индекс 1. Но мы должны здесь получать уже значение двойку, так как мы уже выбрали 2 звезды. Индекс начинается с нуля, поэтому мы получаем 0. Здесь мы можем просто сделать, например, индекс плюс 1. Сохраняю. Кликаю на одну звезду, получаю 1. Кликаю на 5 звезд, получаем 5 звезд. В принципе, все на этом. Поэкспериментируйте с этим, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим, и в этом видео научимся создавать таймеры обратного отсчета. Здесь у меня такой вот пример. Таймер может быть любого визуала. Здесь у меня, как на сайте Udemy, какая-то распродажа. И как только таймер обнуляется, он прекращает свою функцию. Этот блок кода, div желтый, внутри него просто параграф, он будет удаляться. И здесь у нас как будто бы курсы со скидкой, пока они $11.99. Как только наш таймер выполнит свою функцию, скидка здесь обнулится. Этот блок кода span, по-моему, простой, да, он удалится. И у нас будет $75. Я поставил на паузу. Вот 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И наш блок 000 пропадает все. И скидка прежняя становится в 75. Цена, точнее, прежняя в 75. Давайте перейдем к коду. Структура верстки здесь очень простая. У меня просто есть, давайте я так скрою, блок sale. Давайте я сохраню здесь. Это вот эта вот скидка наша, внутри которой просто находится параграф. Далее у нас тег B есть. Он понадобится нам с отдельным классом. Здесь 12 часов, 17 минут и 14 секунд. Простой такой div. Далее у нас идет header с 4 ссылками. Здесь ничего такого нету. И идет общая обертка для вот этих вот квадратиков. Внутри нашего дива с классом блок есть дивы. И далее параграф. 75% здесь у нас в стилях для этого параграфа, по-моему, установлены какие-то стили. Давайте посмотрим. Вот, text decoration, line true. Если я это уберу, у нас будет таким вот образом отображаться. Так, и span с 11.99. Это текущая скидка. Больше ничего здесь нету. Этот div, по-моему, лишний. Давайте я его удалю. По стилям все просто здесь. Код я прикреплю, как обычно. Давайте перейдем в файл JavaScript. Изначально мы получим все нам необходимые элементы. Давайте я получу общий div. Так, я скрою. Это блок sale. Мы будем кликать по крестику, и этот div будет у нас пропадать. Я создам здесь объект, константа. У меня будет elements объект. Далее ключ будет sale.
А свойства, документ, query selector, наш класс. Так тоже можно делать. И через запятую давайте получим еще нужные нам классы. Здесь у нас, по-моему, есть дата. Да, есть дата. Давайте ее получим, эту дату мы будем менять. Я ставлю запятую в объекте и прописываю следующий ключ date, документ, query selector и обращаемся по классу. Далее мы должны получить все спаны. Это вот эти вот спаны, в которых содержится надпись $11.99 и все параграфы. Давайте ключ у меня будет, например, spans. При помощи документ, query selector all мы выбираем коллекцию. И по селектору тегу мы будем выбирать все спаны. И то же самое с параграфами. Так, документ, query selector и все наши параграфы. Только здесь мы выбираем также коллекцию, поэтому используем метод query selector all. В принципе, все нужные нам элементы выбрали. Теперь давайте изначально пропишем логику на вот этот вот крестик. Мы будем кликать по крестику и скрывать этот div полностью. Так, класс close. Давайте сразу я здесь обращусь при помощи документ, query selector к этому классу, и мы сразу повесим обработчик событий. Клик будет, далее у нас будет идти здесь стрелочная функция. Делать мы будем следующее. В нашем этот блок div sale, вот он, это все описание. У нас в объекте этот элемент присутствует. Мы обращаемся к нашему объекту elements, далее к свойству sale, обращаемся к свойству class-list и вызываем метод toggle, переключатель. Hidden. У нас есть класс hidden в файле CSS. Он делает следующее. Просто display none. Теперь, если я нажму на крестик, наше окно это полностью пропадает. Хорошо. Теперь давайте сверстаем, точнее пропишем логику для нашего таймера, для обратного отчета. Здесь у меня будет следующая запись. Я создам переменную, например, endDate. При помощи ключевого слова оператора new мы обращаемся к нашему объекту. Получаем здесь текущую дату. Далее обращаюсь к переменной нашей endDate. При помощи свойства setHours мы установим нам необходимые часы. То есть через сколько часов наш таймер будет обнуляться. При помощи метода setHours далее я обращаюсь к нашей переменной, к текущей дате. И при помощи свойства метода get мы можем получать какие-то часы. В данном случае нам нужны часы. Вызываем getHours и сюда я передаю. Например, плюс, пускай будет 13. То есть изначально у меня будет здесь стоять 13 часов и так далее. Теперь нам нужно получить минуты. То же самое обращаемся к нашей переменной endDate, set minutos. Так, minutos, только без UTC. Minutos. То же самое к текущему времени обращаемся. И при помощи метода getMinutos получаем минуты. Давайте я минут сделаю пока. Пускай будет 12. Далее мы это все поменяем. Хорошо, в принципе. Давайте теперь напишем функцию, самую основную, которая нам нужна. Она будет называться, например, update. Пускай называется count. Например, down. Стрелочная функция, без всяких параметров. И здесь мы будем с вами делать следующее. То есть я создам переменную const now и присвоим текущую дату new date. Так, new date. Здесь будет текущая дата. Здесь мы также этой переменной присвоили текущую дату, только мы здесь поменяли часы и минуты. Теперь я создаю еще одну переменную. Так, здесь только с маленькой буквы. Пускай будет distance, например, переменная. Присваиваю нашу дату, которую мы немного отредактировали, и минусую от нашей текущей даты. То есть мы должны получить в консоли сейчас миллисекунды. Чтобы все у нас показалось в консоли, давайте вызовем эту функцию, мы получаем миллисекунды. Все правильно. Консоль лог также я уберу здесь. Теперь давайте используем деструктуризацию. У нас будет константа. Далее из объекта какого-то мы будем вытаскивать переменную hours. Нам нужны часы. Также нам нужны минуты. И нам необходимы seconds. Так, давайте minutos, hours. Ага, все правильно. Из объекта, который мы сейчас создадим. Изначально я создаю hours. Далее ставлю двоеточие. Это у нас объект. Давайте вызовем функцию string. Так, string. Эта функция нам нужна только для того, чтобы все наше выражение внутри было строкой. Видите, изначально у меня по две цифры, 12 часов, 17 минут, например, 14 секунд.
А если, давайте я перейду здесь в верстку и поменяю нашу дату. Например, у меня будет 9 часов. Соответственно, мы должны подставлять сюда 0. Так будет правильнее. Например, 12 часов, 0,9 минут и, например, 5 секунд, 0,5 секунд. Для этого я использую функцию string, чтобы потом использовать метод padStart. То есть изначально у нас будет в этом элементе 2 символа, и если у нас один символ, тогда в начало будет добавляться нолик. Хорошо, теперь давайте внутри нашей функции string я пишу math.floor. Далее обращаюсь к нашей переменной distance. Вот эта переменная. Мы здесь получаем миллисекунды. И буду делать следующее. Делю на 1000 миллисекунд. Далее умножаю 60 на 60 и умножаю еще раз на 60. Таким вот образом. Так, сохраню давайте. Здесь я нажму Alt-Z, чтобы это все перенести. То есть, что мы здесь с вами сделали? 1000 — это количество миллисекунд в 1 секунде. Это число возникает из того факта, например, что миллисекунда — это тысячная доля 1 секунды. Далее идет у нас 60. Это количество секунд в 1 минуте. Так как в 1 минуте 60 секунд, умножение на 60 дает нам количество миллисекунд в 1 минуте. 1000 умножаем на 60. Далее 60 и еще раз мы умножаем на 60. Это количество минут в 1 часе. После того, как мы получили количество миллисекунд здесь, в 1 минуте умножение на 60 дает нам количество миллисекунд в 1 часе. То есть 1000 миллисекунд умножаем на 60 и умножаем на 60. Итак, наше выражение 1000 умножить на 60 и умножить еще раз на 60 дает нам, по-моему, 360 тысяч миллисекунд, что соответствует 1 часу. Таким вот образом. Здесь я ставлю запятую и давайте напишем дальше. У нас есть с вами две переменные, это минуты и секунды. Да, я ставлю запятую, это объект. Дальше мы указываем переменную minutos. Конечно же, функция также string. Здесь ничего сложного нет. String. Также вызываем в конце метод только не padEnd, а padStart. 2 символа. И первый будет подставляться 0. Здесь у нас будет все то же самое почти. math.floor. Далее у меня будет переменная distance. Distance я буду делить по модулю следующее, например, 1000 миллисекунд. Я также буду умножать на 60, как до этого, на 60. Далее умножаю еще раз на 60. Давайте я этот код, наверное, скрою, чтобы было более читабельно. 1000 умножаем на 60 и еще раз умножаем на 60. Далее вот здесь вот, этот уже синяя скобка, это метод, точнее функция string. До этого я ставлю разделитель здесь. Далее открываю также скобочки. И 1000 умножаю на 60. Таким вот образом сохраняю. Давайте здесь поставим запятую и напишем для наших секунд. У нас есть переменная seconds. Я ставлю двоеточие. То же самое string функция. В конце padStart. 2 элемента. И первый будет нулем. Внутри нашей функции вызываем метод math.floor. Переменная distance наши миллисекунды. Делю по модулю 1000 миллисекунд, умножаю на 60. И здесь далее разделить на 1000. Только давайте я это все здесь вырежу. Мы это дело сделаем тут вот. Так, нет, здесь, по-моему, да. Да, здесь. Угу, отлично. Далее, внутри нашего объекта, вот наш объект полностью, в принципе, мы уже все с вами написали. Давайте я его пока скрою здесь. Обращаемся к нашему объекту Elements, вот он. К дате нашей, date. У нас есть в HTML класс date, вот это вот дата. И за место этой даты я сейчас буду подставлять нашу текущую дату. То есть не текущую, а ту, которую мы указали для нашего таймера. Date, текст, content и ставим следующее. Шаблонная строка. Первая переменная у меня будет идти hours, часы. Давайте я здесь просто поставлю пробел, напишу ч. Далее у меня будет минуты, переменная minutos. Давайте укажем здесь min. И третья переменная это seconds. Вот она, seconds.
Здесь поставлю просто S. Если я вызову нашу функцию таким вот образом, давайте я этот элемент скрою, мы получаем здесь 13 часов и 12 минут. Здесь, если я укажу, например, 1 час и 12 минут, соответственно, мы получим такой вот результат. Если, например, я укажу 21 час, мы получим 21 час, и сколько нам нужно минут, столько мы с вами их получим. Вот у нас 2 минуты, и подставляется нолик сюда, вот 0,2. Если мы здесь, так, это у нас минуты, да, вот мы обращаемся к минутам. Если мы этот метод не будем использовать под старт, например, давайте я его просто удалю, изначально у нас 0,2 стоит, я сохраняю, мы получаем 2. Для этого мы этот метод с вами добавляли. Так, думаю, здесь понятно. Теперь давайте напишем условия. Почти уже все. Здесь я после нашего вот этого вот блока давайте продолжим здесь. У нас будет условие, наша переменная distance, которая содержит время. Если наше время будет меньше 0, тогда я буду делать следующее. Здесь мы после нашей функции, давайте я создам переменную. Const, например, интервал, пускай будет valid. Присваиваем set интервал, точнее, извиняюсь, да, правильно, set интервал. И каждую секунду мы должны обновлять нашу функцию update countdown. Вторым параметром передаю 1000 миллисекунд. Тут у меня будет условие следующее. Если наше время меньше 0, то есть оно истекло, тогда мы вызываем clear интервал и сюда передаем нашу переменную интервал valid, чтобы таймер наш остановился. Далее все просто. Обращаемся к нашему объекту. Так, elements. Наш объект элемент. Ага, элемент. Далее скидки sale к этому вот блоку полностью. При помощи класс-лист метода toggle мы будем переключать класс. Если добавлять, точнее hidden. Как только время пройдет, мы добавляем класс, и все у нас нормально будет отрабатывать. Так, давайте дальше сделаем для наших спанов elements. Spans. Вот они, мы все получили эти спаны. Для всех наших спанов мы должны их перебрать при помощи метода forEach. Стрелочная функция, элемент. И также мы повесим класс. Уберем их со страницы. То есть вот эту вот скидку 11,99. Класс-лист. Здесь будет метод toggle также. И hidden. И последний элемент для наших параграфов. Параграфы у нас, нам надо просто убрать это перечеркивание. Объект элемент, параграф. При помощи метода forEach также. Сюда я буду передавать, например, item. И мы будем делать следующее. То есть нашему айтему, каждому нашему элементу обращаемся к стилям style. Текст. Так, текст decoration равен в none. Сохраняем. Так, здесь у меня со временем проблема. Давайте посмотрим, что у нас не так. Так, у нас минуты. Здесь минуты, distance. Давайте этот код полностью вырежу. Далее поставлю скобочки и вставлю этот код. Сохраню. 21 час, 1 минута. Все корректно отрабатывает. В принципе, таймер мы с вами полностью написали. Давайте здесь единственное изменим время. Часов у меня будет 0. И будет, например, 1 минута. Проверим, как это будет работать. Осталось 56 секунд. Я поставлю на паузу. Далее, как время подойдет, продолжим. 3, 2, 1 и 0. Контент обновляется, спаны лишние убираются, $75 становится. И сам блок пропадает. Давайте нажму сохранить и здесь изменим часы. Пускай будет 13 часов и, например, 49 минут. Таким вот образом. Наша акция будет длиться 13 часов, 48 минут и 55 секунд. Визуал здесь может быть любым. Например, мы можем написать здесь таймер для сайта какой-нибудь, картинки. И визуал может быть абсолютно любым. Здесь мы использовали для примера, как на сайте Udemy. Код я, конечно же, приложу. Поэкспериментируйте с этим, и мы продолжим с вами в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим. И в этом видео научимся создавать такие вот аккордеоны. Структура у меня здесь простая. Мы научимся это делать при помощи JavaScript. По нажатию у нас будет раскрываться наш аккордеон, добавляться какой-то стиль и, соответственно, разворачиваться на крестик наш плюсик при помощи свойства transform.
Аналогично для всех элементов. Структура здесь может быть и дизайн любой. Главное, давайте рассмотрим, как это делается. Структура у меня следующая. Здесь все везде пусто. Тег body пустой. Давайте начинать. У меня будет section. В принципе, можно div создать. Здесь не принципиально. Класс будет аккордеон. Далее внутри этого аккордеона у меня будет div. Например, с классом. Давайте я сразу это скопирую. Пускай будет аккордеон item. Внутри нашего айтема у меня будет заголовок и наш плюсик. Аккордеон item. Также у нас класс будет аккордеон. Давайте сделаем блок, чтобы потом центрировать наш контент. То есть у меня будет здесь, например, заголовок второго уровня с классом аккордеон h2. И здесь просто будет написано заголовок 1. После нашего тега h2 у меня будет также параграф с классом плюс. Я поставлю просто плюсик здесь на клавиатуре. Здесь можно также подгрузить любое SVG изображение. Далее я этот блок сворачиваю. И после этого блока в аккордеон айтеме мы создадим следующий контент. У нас будет div с классом, например, аккордеон контент. Внутри будет параграф без всякого класса и какое-то описание, например, лора, mru, пускай будет 20 слов. Сохраню я эту всю структуру и давайте ее вставлю несколько раз. Так, аккордеон item у нас. Я это все копирую. Далее вставляю. Здесь меняю только заголовок на второй. Так, здесь у нас уже заголовок третий будет. Тут четвертый. Далее будет пятый. Отлично. И давайте еще один раз ставим. И думаю, здесь будет достаточно контента. Так, контента достаточно. Давайте теперь я полностью все классы скопирую при помощи плагина ECSS Tractor. Все классы здесь вставлю чуть только ниже. И начнем. У меня будет звездочка, padding 0, margin 0, как обычно, и box sizing значением border box. HTML не будем ничего задавать. Давайте для нашего body height будет 100 view high, display flex, align items будет все по центру, ну и justify content также, чтобы все было по центру. Цвет фона сделаем 3 двоечки темный. Отлично. Теперь давайте начнем верстать аккордеон сначала. Это общий блок, наша секция. Display flex. Далее flex direction, направление column. Ширина будет у меня 60%. Вы можете указать любую ширину, которая вам нужна. И margin 0 авто на всякий случай. Либо мы можем это здесь не указывать. Дальше аккордеон item идет. Div с контентом вот этим всем. Давайте я ниже опущу. Сделаем margin bottom, например, 15 пикселей. Отступ небольшой появился. Отлично. Далее идет аккордеон блок. Цвет фона я сделаю белым. Сохраняю. Хорошо. Далее display flex у меня будет. У меня здесь плюсик есть. Align items, конечно, будет по центру. И justify content space between, чтобы мы раскинули наши элементы. Далее давайте сделаем padding 10 пикселей. Padding применился. Отлично. И курсор pointer при наведении, чтобы появлялась такая вот ручка. Все отрабатывает. И давайте сделаем анимацию. Transition, например, all в 3 секунды. И какую-то анимацию. Когда мы будем вешать класс со стилями, чтобы это все происходило более плавно. Так, теперь давайте стилизуем наш плюс. Аккордеон наш давай пока не буду стилизовать. Давайте стилизуем наш плюс. Здесь единственное, я укажу ему, наверное, font size только. Да, побольше. Пускай будет font size, например, 2 рема. То есть 2 рема, 32 пикселя. Здесь мы в HTML не задаем стандартный font size, поэтому 1 рем равен 16 пикселям. Так, плюс мы с вами стилизовали. Теперь давайте стилизуем следующее. У нас есть класс аккордеон блок. Вот он, вот этот вот класс. По-моему, давайте посмотрим. Так, аккордеон блок, нет, это вот этот вот класс. Это где заголовок и наш плюсик.
Я этот класс здесь ставлю. И при наведении, давайте я, наверное, вырежу отсюда и ставлю его здесь. И при наведении у нас будет здесь hover. Так. Цвет фона, например, какой-нибудь серый. Мы наводим, цвет фона меняется. Отлично. Так, далее у нас есть аккордеон контент. Давайте его стилизуем. Например, паддинг будет 20 пикселей. Это внутри нашего параграфа вот этого. Далее цвет фона я сделаю, например, пускай будет серый тоже. Так, здесь будет белый изначально, а тут серый, да. Давайте оставим так. И укажем Display None. Скроем пока этот элемент. При клике он будет у нас появляться. Далее у нас есть здесь параграф именно. Давайте я пока это закомментирую. У нас это параграф, по-моему, просто. Так, назад. Давайте в HTML посмотрим. Да, это просто параграф без класса. Я копирую этот класс аккордеон контент. Выбираем наш параграф. Font size сделаю 20 пикселей. Стили применились. Ну и цвет текста можно сделать, например, 3 единицы. Далее. Display None я здесь уберу. Скроем наш элемент. И теперь давайте нашему аккордеону блоку, именно вот этому, где заголовок и плюс. Так, аккордеон блок. Я скопирую здесь вот. Мы при помощи JavaScript будем добавлять класс Active. Я буду менять здесь цвет фона. Например, на такой цвет. И цвет текста у меня будет в белом цвете. То же самое у нас есть аккордеон контент. Мы делаем display none вот здесь вот. Когда будем добавлять класс Active, свойства будем устанавливать в display блок. Здесь мы даем display none. Когда мы будем кликать по элементу, будем добавлять класс Active также. И будем добавлять display блок. Наш элемент будет раскрываться. Так, и последний класс. У нас есть плюсик. Мы должны его разворачивать. Я копирую плюс. Класс я буду добавлять, например, rotate пускай будет. И при помощи свойства transform rotate я буду поворачивать наш крестик на 45 градусов. Здесь можно сделать также анимацию, чтобы все выглядело плавно. Easy in out сохранить. В принципе, здесь все. Теперь можно переходить в JavaScript. Давайте перейдем в JavaScript. Получим класс. Нам нужен аккордеон item. Вот этот класс всех дивов. Я создам здесь константу, например, аккордеон items, документ, query selector all, получаем коллекцию, вставляем класс, Ctrl-Z, чтобы все поместилось, перенеслось точнее. И давайте сделаем следующее. Аккордеон item, перебираем при помощи метода forEach, как обычно. Я передаю сюда item, каждый наш div. И создам 3 переменные. Const, например, будет heading, первая переменная, присвоим наш элемент текущий, item, при помощи query selector я получу класс, мне нужен вот этот класс div. Мы будем по нему кликать, аккордеон блок. Здесь мы для него давали, давайте, вот, аккордеон блок active, у нас будет меняться цвет фона и цвет текста. Мы получаем этот класс при помощи query selector. Отлично, далее я создаю const content переменную. Также у нас будет item, query selector, точка. И мы будем получать вот этот вот контент, который здесь мы также давали класс аккордеон content active. По умолчанию у нас display none. При добавлении класса active мы будем показывать наш параграф. Аккордеон блок. Так, я не скопировал класс. Аккордеон content. Я его копирую. И тут мы его вставляем. И далее переменная для нашего плюсика. Мы также будем добавлять ему класс. Плюс, например, равен наш элемент item, который мы перебираем query selector. И выбираем класс плюс, по-моему, да, у нас у плюсика. Да, класс плюс. Все правильно. Теперь я делаю следующее. На нашу переменную heading вешаю обработчик события по клику.
будет стрелочная функция. И мы будем делать следующее. Обращаемся к нашей переменной content при помощи свойства ClassList, метод, извиняюсь, toggle. И класс у нас здесь будет active. То же самое с хидингом, вот этим элементом. Так. Heading. И мы должны добавить для нашего плюса, здесь переменная уже будет плюс, только класс не active, а мы добавляли класс rotate, по-моему, здесь. Да, rotate, все верно. Я сохраняю. В принципе, на этом код все. Давайте проверим. Нажимаю. Отлично, трансформация работает, все классы добавляются. Нажимаю еще раз. Метод toggle уберет этот класс. Отлично. На других элементов все также отрабатывает корректно. Все плавно, все хорошо. Структуру можете добавить любую сюда. Главное, мы настроили логику при помощи JavaScript. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим, и в этом видео сверстаем, точнее научимся создавать темную тему. У меня обычная разметка здесь простая для удобства. Хедер, какие-то и блоки, и еще один блок. По нажатию на любой элемент, в данном случае для простоты это просто кнопка, я нажимаю на эту кнопку, и наша тема становится черной. Текст белый, и мы можем давать любые стили. Это делается очень просто, давайте начнем. Структура у меня следующая, все пусто в файликах. HTML тоже пустой, давайте начнем верстку. Будет какой-то хедер, например, класс задавать не будем. Далее внутри хедера будет nav с ссылочками. Я поставлю заглушку сразу и напишу просто, например, link 1. Ставлю пару ссылок, 3, думаю, будет достаточно. И далее у меня будет button, кнопка с переключателем. Класс сделаю просто btn и напишу текст. Переключить, например, тему. Сохраняю. Давайте хедер свернем здесь, элементы мы получили. Далее создам тег main с каким-то контентом. Будет у меня тег main. Далее будет общий div с классом, давайте сделаем блок. И внутри этого дива будет еще один div без класса. В принципе, его можно не указывать. Ладно, пусть будет. Параграф будет какой-то, и здесь будет текст. Лором, например, 20 каких-то рандомных слов. Так, эту структуру я скопирую. Раза 4 давайте. Еще пару раз копирую. Здесь сверну, чтобы все было более понятно и читабельно. И давайте создадим, наверное, еще один какой-то параграф. После нашего дива, вот у нас блок родитель. Внутри него я создаю параграф с классом, например, блок пускай будет p. И текст 100 слов. Таким вот образом сохраняю. В принципе, верстка по HTML готова. Теперь давайте поработаем со стилями. Стили будут следующие. Давайте обнулим сначала все. Padding 0 будет. Margin 0 и box sizing с значением border box. Далее нашему тегу HTML давайте укажем какие-то свойства, например, font size 62,5%. То есть 1 rem будет равен в 10 пикселей. Здесь только HTML нужно написать правильно, отлично. Далее стили для body. Цвет фона пускай будет белый, он по умолчанию и так по идее белый. Цвет текста сделаем темненький, пускай это останется так. И паддинг сверху и снизу по 10 пикселей, а по бокам давайте сделаем в 20 пикселей. Далее обратимся ко всем нашим ссылкам. Text Decoration я поставлю none, подчеркивание уберу. Font size будет в 20 пикселей у ссылок. Цвет ссылки будет черный. И давайте сделаем текст трансформ, uppercase с большой буквы. Отлично. И жирность нашей ссылки пускай будет в 700. Хорошо. Далее давайте стилизуем наш хедер. Класса никакого у нас у хедера не было. Внутренний паддинг я сделаю в 10 пикселей. Далее цвет фона, background color, пускай будет, например, F1, F1, F1. Такой вот. Так, стили применились. Margin bottom сделаем в 30 пикселей, нижний отступ. Так, у нас есть навигационное меню также. Высоту я сделаю 60 пикселей, таким вот образом. Display flex. Отлично. Далее. Давайте align items сделаем по центру. И небольшой отступ между ссылочек 20 пикселей.
И раскинем эти элементы при помощи Justify Content Space Between. Отлично. Nav мы стилизовали. Теперь давайте стилизуем нашу кнопку. Класс у нее BTN, по-моему. Да, BTN. Давайте стилизуем нашу кнопку. Я сделаю паддинги со всех сторон по 10 пикселей. Далее курсор pointer при наведении, чтобы ручка появлялась. Цвет фона можно сделать, например, 3 двойки давайте укажем, темненький. Хорошо. Также цвет текста будет белым. Уберу бордер. Отлично. Далее. Font size, размер шрифта сделаем 18 пикселей. Думаю, так можно оставить. Теперь давайте стилизуем наши дивы. У нас есть здесь дивы. Так, у нас есть класс блок. Давайте стилизуем его. Обращаюсь к классу блок. Так, у нас здесь еще дивы, да, есть? Внутри. Угу. Давайте стилизуем сначала блок, потом дивы. Display Flex, чтобы элементы все расположились таким вот образом. Далее. Align Items будет по центру. Перенос сделаем, если не будут элементы помещаться с значением wrap. Отлично, наши элементы перенеслись. Justify Content будет у меня по центру контент. И гэп со всех сторон по 20 пикселей. Сверху, по бокам и снизу. Теперь давайте дадим стили для наших дивов. Обращаемся к родителю с классом блок. Здесь у нас есть. И просто дивы. Цвет фона я сделаю F1, F1, F1. Отлично, все применилось. Внутренние паддинги пускай будут по 20 пикселей. И ширину, например, 400 пикселей. Блоки расположились. Все нормально. У нас есть внутри наших дивов также параграфы. Давайте их стилизуем. Я эту запись полностью копирую и добавляю тег P. Font size 25 пикселей. Пока смотрится неплохо. Так, далее. У нас есть, по-моему, параграф здесь, да, с классом блок P. Вот этот контент. Давайте его стилизуем. Font size дам. 24 пикселя. Сохраняю. Font size применился. Отлично. Далее можно сделать внутренний паддинг со всех сторон по 20 пикселей. Высоту строки давайте сделаем 30 пикселей. Хорошо. Можно сделать бордер, например, 4 пикселя. Рамка сплошная, красная. Рамка применилась. Все хорошо. Цвет фона сделаем F1, F1, F1. Хорошо. Цвет фона применился. А цвет текста укажем 3 двоечки. И текст align выровняем по центру. Текст align, центр. Все применилось. В принципе, дальше у нас будет темная тема. В принципе, мы все сверстали. Теперь давайте перейдем в наш код JavaScript. Напишем логику. Там все очень просто. Это самое легкое. Давайте перейдем в JavaScript. Здесь я получу нашу кнопку. Const btn. Присваиваем объект документ. Query selector. И наша кнопка btn. Далее я обращаюсь к нашей кнопке. Вешаем обработчик события по клику. Передаем сюда функцию стрелочную. И я делаю следующее. Создаю переменную, пускай называется она у меня body. Присваиваем document.body. То есть мы присваиваем полностью вот этот наш элемент, тег body. Теперь здесь я обращаюсь к нашей переменной body, которая содержит наш тег body. При помощи свойства classList, метода toggle, я буду делать переключение. Например, мой класс будет называться, можно указать любой класс здесь, Dark Mode. Я сохраняю. В принципе, на этом все. Это весь код JavaScript. Если я нажму, ничего не изменится, конечно, потому что мы стили никакие не давали. Обратите внимание на тег body. Я нажимаю на тему, у нас добавляется класс. Ничего пока не происходит. Теперь, что мы должны здесь сделать? Давайте перейдем в стили. Так, я перехожу в стили. Класс у нас называется Dark Mode, да? Dark Mode. Я перехожу в стиле здесь и могу обращаться. Следующее, я ставлю точку здесь, Dark Mode. Цвет фона указываю, например, 3 двойки, а цвет нашего текста будет белым. Если я нажму сейчас на кнопку, она уже у нас активна. У нас по умолчанию выглядит таким образом наш элемент.
Я нажимаю на переключить тему, наш фон становится черным, а весь текст становится белым. Таким вот образом. Далее мы можем обращаться к любым элементам. Я использую этот класс и могу выбрать различные элементы. Например, все параграфы. Далее поставлю запятую. Если я хочу еще кому-то обратиться здесь, к ссылкам, например, вот таким вот образом. Давайте я сохраню. Например, color у меня будет какой-нибудь серый. Сохраняю. Все стили применились, все работает. Давайте далее навесим на наш хедер. Также обращаемся по классу. У хедера у нас класса нету. Обращаемся по селектору тега header. И давайте цвет фона у меня будет, например, черный. Отлично. По умолчанию так. Когда я нажимаю на кнопку, хедер у нас теперь стал черным. То же самое давайте стилизуем теперь нашу кнопку. Копирую этот класс. У нашей кнопки класс btn. И мы сделаем следующее. Цвет фона будет меняться на такой вот цвет. А цвет текста будет 3 двойки. То есть по умолчанию у нас вот так выглядит. Когда мы переключаем, кнопка белая и хедер черный. Далее у нас есть здесь дивы, у нас есть блок. Здесь вот он, этот класс. Давайте я эту запись также копирую, этот класс. Далее ставлю точку, блок. И, например, обращаюсь ко всем дивам. Вот этим вот, ко всем вот этим дивам 4. Также цвет фона я укажу на черный. Отлично, все применилось. Теперь давайте сделаем стили для нашего вот этого вот параграфа. Копирую этот класс. Далее у нас класс называется этого параграфа блок P. Цвет фона также будет у меня черный. По умолчанию у нас рамка здесь вот красная. Мы нажимаем, переключаем тему. Также мы можем изменить, например, border color, например, на белый. Рамка будет также меняться. В принципе, мы с вами полностью изменили тему. Это делается очень просто. В основном я видел много где, что создают несколько HTML файлов, например, и потом идет у них переключение вместе с языком. Так, еще можно менять язык на сайте. Вот таким образом мы можем менять тему. Все очень просто. Раньше делали так, да, добавляли пару файлов HTML и вешали отдельно на них стили. Поэкспериментируйте с этим кодом. Здесь все довольно-таки просто. Я использовал такой базовый пример. При помощи нашего одного класса, который мы вешаем на боди, мы можем использовать на всех элементах. Это очень просто. Поэкспериментируйте и до встречи в следующем видео. Всем привет! И в этом видео давайте разберем, что такое Local Storage. Local Storage — это механизм встроенного в браузере хранилища, который нам позволяет хранить данные на стороне клиента. Эти данные остаются доступными даже после перезагрузки или закрытия нашей вкладки. Данные будут оставаться. То есть давайте начнем с самых основ, научимся получать элементы и создавать. Local Storage — это не объект, это просто хранилище в браузере, которое содержит пару ключ значений. Обращаемся к Local Storage. При помощи метода setItem мы можем добавлять следующие элементы. Например, у меня будет здесь строка username. А значением ключом будет Коста. Давайте я сохраню. Нажмем на просмотреть код здесь. У нас есть вкладка Application. Давайте я раскрою. Вот вкладка Application и есть Local Storage. У нас появилось username здесь, значение Коста. Если я это все удалю, наш браузер это запомнил, наше хранилище. Давайте пока что я вызову метод clear, чтобы все полностью очистить. Мы здесь все очистили, отлично. Изначально у нас все пусто здесь. Вот ключ и значение. Есть local storage и есть session storage. Разница между ними: local storage, если мы, например, будем обновлять или даже закроем нашу вкладку, потом по новой откроем ее, данные все сохранятся. А вкладка Session Storage, когда мы обновляем нашу страницу, также данные сохраняются, но если мы закрываем вкладку, потом открываем ее в браузере, данные, соответственно, стираются. Здесь мы обращаемся к Local Storage, добавляем ключ username, значение Коста. Давайте научимся получать элементы. Я сразу буду выводить в консоль, чтобы было видно, например, console.log, local storage. При помощи метода getItem мы должны сюда передавать ключ. Ключ у нас username. Мы передаем сюда username, я сохраняю, переходим в консоль и получаем значение Коста.
То же самое, если мы, например, напишем ключ, которого не существует, мы получим null. Далее я могу создать перемену, не обязательно это в консоли все это делать. Также я могу, когда создаю какие-то элементы, создать переменную, пускай будет myName, local storage, например, получим при помощи метода getItem username. В консоли, если я выведу эту переменную нашу myName, мы получаем на 9-й строчке также коста. Удалять элементы мы можем при помощи метода removeItem, то есть обращаемся к locale storage, метод removeItem, передаем сюда ключ. Давайте я открою locale storage здесь, вкладка application. Вот у нас есть ключ username, здесь я сохраняю, и мы удаляем этот ключ с нашего хранилища. Здесь, в принципе, все просто. Также мы можем очистить весь local storage. Давайте я этот закомментирую код. У нас, допустим, есть username, ключ с значением коста. Далее я обращаюсь к local storage, метод clear, вызываю этот метод, и сколько бы ни было здесь элементов, все это будет очищено. Надеюсь, здесь понятно. Теперь давайте попрактикуемся. Я создам объект, у меня будет объект, например, user, пускай будет. Ключ будет name со значением коста. Далее можем сделать email, например, какой-нибудь. Коста, там цифры какие-то, .com. Ну и добавим еще одно свойство, color со значением, например, red. Объект мы с вами создали. Далее давайте обращаемся к local storage, метод setItem. Ключ у меня будет, например, user называться, а значение будет объект. То есть мы сюда объект передать не можем, мы можем его преобразовать в строку. Мы это уже делать умеем при помощи метода, точнее функции JSON. Так, JSON, stringify, и передаем наш объект сюда user, только с маленькой буквы. Я сохраняю, мы видим. Ключ у нас user, при помощи setItem метода мы добавляем, а значением передаем объект в виде такой вот строки, JSON формат. В консоли, если мы можем также в консоли распечатать, например, так, здесь с маленькой буквы, local storage, при помощи метода getItem по ключу мы будем получать наш user. Я сохраняю, и в консоли мы получаем JSON объект. Теперь я создам переменную далее, пускай будет saveUser называться. При помощи метода JSON parse мы можем распарсить эту строку обратно в обычный нам объект. Передаем сюда local storage, извиняюсь, метод getItem. Соответственно, у нас ключ user. Сохраняем. В консоли вызываю переменную saveUser, и мы видим, получаем обычный нам объект. Переходим во вкладочку Application. Ключ у нас user со значением таким-то. Так, думаю, здесь понятно. Теперь давайте этот код я весь, наверное, закомментирую, сохраню, очищу. Наше хранилище полностью сохраняю, все пропало. Переходим в разметку. Давайте создадим какую-нибудь форму. Атрибут action я здесь уберу, нам он пока не нужен. ID-шник будет у меня форма. Далее создам пару элементов. Будет у меня label. Давайте укажем user. И, например, тут будет у меня имя пользователя. Далее создам input и кнопку. Будет input. Тип пускай остается текст. ID-шник будет user. У лейбла также мы передаем for user, чтобы когда мы кликали по нашему тексту, курсор переходил в наш input. И я создам тег button. Просто напишу здесь отправить. Класс я кнопки задам следующий. Или класс можно не задавать. Давайте укажем тип submit. Сохраним. Стили у меня базовые присутствуют для тега btn и для нашего инпута. Теперь давайте создадим константу. Const у меня будет forum. Далее документ. Get элемент by ID. ID-шник у нас у формы forum, да. И также у нас есть ID-шник user у нашего инпута. Здесь у меня будет константа user, например, input пускай будет, документ. При помощи query selector также я могу поставить решетку и указать здесь ID-шник. Теперь давайте создам константу здесь. Константа будет называться просто save. Обращаемся к нашему хранилищу local storage. При помощи метода getItem мы будем получать значение нашего ключа username. Далее мы это значение создадим здесь при помощи метода setItem. У меня будет проверка if, если такой ключ существует в нашем хранилище,
тогда мы будем с вами делать следующее. Обращаемся к user input, к свойству value и присваиваем нашу переменную save. Теперь я обращаюсь к форме. У нас есть форма, класс form. Вешаем обработчик события на эту форму. Здесь будет не клик, а событие submit. Далее у меня будет здесь функция. Передаем объект event. И делаем следующее. Сразу я отменяю браузерное действие, чтобы не было перезагрузки здесь никакой. После этого давайте сделаем, обратимся точнее к нашему local storage, метод setItem. Ключ у нас, мы помним, user name, здесь мы его проверяем. Ключ будет username, а значение нашего инпута, то есть user input и то, что мы туда ввели. Таким вот образом. Далее, когда я ввожу сюда какие-то, например, значения, нажимаю на «Отправить». В хранилище у нас создается ключ username. Вот он, мы его создаем здесь. И значение будет то, что мы ввели в input. После клика я также хочу очищать наш input. Так, как у нас input, user input, value. Я буду очищать. Ввожу сюда этот элемент. Здесь у нас обнуление идет постоянно. Давайте его уберем. Например, имя пускай будет Коста. Нажимаю на «Отправить». В хранилище у нас создается ключ username со значением Коста. Если я указываю другое имя, здесь у нас просто переименовывается наше значение на value. В принципе, Local Storage используется в основном на сайтах для переключения тем и для формы. Объем данных, который он может хранить, по-моему, до 5 мегабайтов. В принципе, на этом все. Мы все с вами рассмотрели. Единственное, давайте попрактикуемся. Мы с вами создавали темную тему. Давайте я открою этот проект, он должен у меня остаться. Так, рабочий стол, темная тема. Так, этот проект присутствует, отлично. Давайте я в терминале, не в терминале, а при помощи лайв-сервера плагина. Запустим наш сайт, да. Когда мы нажимаем на переключить тему, переключение правильным образом отрабатывает, но если мы перезагружаем нашу страницу, у нас обратно все сбрасывается. Давайте попрактикуемся здесь. Я этот код полностью закомментирую, оставлю. Здесь мне нужна будет эта кнопка. И вот эта переменная. Далее я создам также переменную save здесь. Присваиваем local storage при помощи метода getItem. Конечно же, мы будем проверять, например, здесь у меня должен быть ключ тема. Сразу я нажму на просмотреть код здесь. Давайте application откроем. Будем проверять. Пока у нас здесь уже есть. Давайте я обнулю. Local storage. У меня будет метод clear. Обнулим все. Хорошо. Теперь я закомментирую это. У нас обнуление произошло. Далее мы будем делать следующее. Проверять. Если эта переменная true, у нас в нашем хранилище содержится этот ключ тема, тогда мы будем с вами делать следующее. Можно фигурные скобочки, в принципе, здесь не открывать. Обращаемся к переменной body. Класс list при помощи метода add. Я буду добавлять нашу переменную save. Просто таким вот образом. Далее вешаем обработчик события на нашу кнопочку. Это event listener. Событие будет происходить, конечно же, по клику. И у нас здесь мы должны создать константу. А1 пускай будет, здесь разницы нет. Обращаемся, присваиваем нашей переменной body при помощи свойства класс list. И проверяем при помощи метода contains, содержится ли класс. Так, класс у нас dark mode здесь, который мы даем для нашей темы. Если этот класс присутствует, dark mode, тогда мы будем делать следующее. Я использую здесь сразу тернарный оператор. Тогда я буду делать переключение. Например, у меня будет light тема пускай. В противном случае у нас будет наша тема dark mode. Я сохраняю все это. Давайте нажму Alt-Z, чтобы все перенеслось. Здесь мы проверяем, если у нас класс содержится dark mode. Так, dark mode. Все верно. Тогда мы будем переключать на light тему, либо в противном случае опять на dark mode. Здесь мы обращаемся к нашему body при помощи свойства ClassList метода toggle. Мы будем переключать наш класс dark mode. Если он существует, мы будем его убирать. В противном случае будем его добавлять. Так, далее последняя строчка. Local storage метод setItem. Добавляем ключ тема, который мы проверяем здесь вот выше. Я его сюда добавляю. А значением передаю нашу переменную A1. Сохраняю. Теперь я нажимаю на переключить тему. Переключение происходит. Вот.
В нашем хранилище ключ появился, тема со значением Dark Mode. Если я обновляю нашу страницу, тема как была, так и остается. Если я вкладку полностью закрою здесь, по новой запущу нашу страничку в браузере, тема также сохранится. Вот таким способом это можете использовать. Давайте сохраним, чтобы ошибок никаких не было. Давайте еще раз обновим, переключим нашу тему, откроем хранилище здесь. Так, хранилище давайте откроем, application. Мы видим, если я переключаю тему, класс меняется, соответственно, тема будет теперь белой. Переключаем, значение сохраняется. Если мы все это обновляем, все также сохраняется. В основном используют Local Storage для таких вот действий. Поэкспериментируйте с кодом, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет, давайте продолжим, и в этом видео научимся работать базово с аудиофайлами. Просто их запускать, например, по клику. У меня в проекте есть два аудиофайла. Я скачал с интернета такой вот звук и такой вот. Давайте поработаем с ними. Я скрою лишнее. Создам тег форм простой. У меня будет тег форм. Поставим заглушку здесь. Я создам input. Тип пускай будет input. Давайте добавим placeholder здесь, например, имя. И также добавим, давайте класс, да. Класс у меня будет просто input. И какую-нибудь кнопочку здесь. Я нажму Alt-Z, сверну. Тег будет button. Класс давайте нажмем. Напишем точнее send. И здесь будет просто отправить. Сохраняю стили. Базовые у меня уже есть для инпута и для кнопки. Перейдем в код. Получим наш input. Константа будет user input, пускай будет. Переменная document, query selector, класс у нас input, у нашего инпута. И получим кнопку const, пускай будет btn, document, query selector, получаем кнопку. Далее у меня есть два аудиофайла, давайте поместим их также в константу. У меня будет const, например, аудио будет true, присваиваем при помощи оператора new с большой буквы аудио, и сюда прописываем путь к нашему аудиофайлу. Так, здесь я выбираю аудио true. Давайте победный звук добавим. Добавляем таким вот способом. Если у нас здесь будет папка, и внутри папки лежать наши аудиофайлы, соответственно, путь надо будет прописывать таким вот образом. Точка, слэш там и так далее. Если еще вложенная папка есть, путь надо писать корректно. Давайте получим второе аудио. Здесь будет переменная аудио false, например. И второй аудиофайл называется у меня loose. Давайте я полностью скопирую эту запись. Далее сверну. Лишние вкладки закрою. И путь пропишу loose.mp3. Теперь по нажатию на нашу кнопку btn. Давайте будем вызывать event listener. По клику все будет происходить. И у нас здесь будет какое-то условие. Например, обязательное условие должно быть, давайте, больше 3 символов, если мы будем вводить. У нас будет победная музыка. Если меньше, соответственно, другой аудиофайл. Здесь оператор if. Обращаемся к нашей переменной user input, к свойству value, то, что мы будем вводить. Length давайте используем длину. Длина должна быть, например, больше 3 символов. Если длина будет больше 3 символов, мы будем вызывать нашу переменную audio true. Я ставлю точку и вызываю метод play. Давайте я сохраняю. Здесь ввожу больше 3 символов. Нажимаю на отправить. Музыка у нас не срабатывает. Давайте откроем консоль, посмотрим, в чем дело. Так, 9-я строчка. Так, правильно, я здесь класс неправильно указал у кнопки. У нас здесь я прописал btn, а класс у нас send. Давайте больше 3 символов пропишем. Аудиофайл также не работает. Так, 10-я строчка, length. Здесь я value должен написать же. У меня тут ошибка, я даже не заметил, если честно. Еще раз, больше 3 символов, нажимаем. Победная музыка правильно отрабатывает. Если меньше 3 символов, 3 символа, не больше 3, ничего происходить не будет. И давайте напишем else. Если будет меньше 3 символов, будем вызывать переменную audio false, и метод будет play. Я указываю меньше 3 символов, например, 2 символа.
такая вот музыка. 3 символа, 3 не больше 3. Точно такая же музыка. Если я указываю больше 3 символов, у нас такая вот музыка. Так мы можем работать с нашими аудио. Также я хочу очищать input, например, user input, value, присваиваем пустую строку. И то же самое в блоке else. Давайте добавим 2 символа. Input очищается, больше 3 символов. Все работает. То есть мы можем в переменной добавлять наши аудиофайлы и при помощи метода play их воспроизводить. Также существует множество атрибутов для работы с аудиоми. Можем ставить на паузу и другие проделывать манипуляции. Далее по курсу, я думаю, мы подробно разберем разные методы, попрактикуемся с этим. Здесь вот базово про аудио, как вы можете их воспроизводить. Можете просто создать кнопку там, при клике на нее там у нас будет воспроизводиться какое-то аудио сообщение и так далее. Пробуйте, поэкспериментируйте с кодом, и мы продолжим в следующем видео.